Потому что это... Муха и на меня будет садиться. Все нормально, да. Это, может быть, это Путин летает, кстати. Заставил меня, что он на самом деле... Владимир Владимирович, улетайте, пожалуйста. Но не хочет. Уйди, дедушка, улетай. У тебя есть? О, отличный кадр. Прям вот это на обложку возьмешь. Ты только что был в Великобритании. И я даже думал, что ты сюда оттуда приехал, но нет. Нет, через Москву. Через Москву. Что делал в Великобритании? Смотрел страну. Ты как турист туда ездил? Да. Как тебе путешествуется в последние 2,5 года? Я каждый месяц куда-то езжу. Я до этого был во Франции, в Испании и в Италии. То есть каждый месяц у меня какая-то новая страна. Сейчас вот в Англию слетал. Что поменялось за это время? В мире? Не-не-не, в первую очередь в твоих путешествиях. Как путешествовал, так и путешествую. Стало сложнее, проще? Ну, геморройная пересадка через Стамбул, как правило. Или иногда через Белград, но там билетов мало. А так все то же самое, просто плюс лишние 3-4 часа к поездке и плюс пересадка. Кстати, не хуже, чем в ковид, вот так я скажу. Потому что ковид был офигенной прививкой к тому, что вообще мир может ебануться. И поэтому вот после того, как мир ебанулся в ковид, мне вообще ничего не удивляет совсем. У меня прям супер закалка. Ты рассказывал, что в ковид ты путешествовал в том числе частными джетами. Да, и в том числе в Великобритании. Да, и ты рассказывал, что у тебя был кейс, что как попасть на Лазурку, это частным джетом летим в Великобританию, из Великобритании летим на южный берег Франции. По счастью, во всем мире есть коррупция, это очень хорошо. Сколько денег стоит частный джет? Слушай, там стоит типа 5 с рыла. Это приложение какое-то специальное было, или вы... Нет, очень cool. Это же как этот самый райдшер, как Uber, когда ты собираешь... Uber в Каире такой, да, когда у тебя в такси все время там кто-то подсаживается, берут джет, там типа 14 мест. Абсолютно разные все люди, им всем надо на Лазурку. Поэтому каждый покупает место, как будто это просто рейсовый самолет, просто летит туда и все. И это незнакомые люди? Вообще нет. 5000 евро в одну сторону? Да. Сейчас такое работает? Конечно. Нет, из Москвы напрямую сейчас, может быть, и нет. Но джеты летают по миру. Хотя, может быть, я не знаю, я не такой большой пассажир джетов. Сейчас есть гражданская авиация. По-моему, сейчас людей с русским паспортом на джеты не сажают, если я ничего не путаю. По крайней мере, вначале было так, когда первые санкции навалились. Запретили русским не просто иметь джеты или летать на джетах, а в принципе, где бы ты там не летал на джете, если у тебя русский паспорт, даже если это второе гражданство, тебя посылали в жопу. Ну, это же не так. Моргенштерн же летает. То есть это не так? Ну, я тебе рассказываю то, что было. То, что было, или то, что слышал? То, что у меня есть точно люди, у которых есть джеты как способ перемещения, которым не давали летать. Но это не значит, что всем не давали. Ну, я тебе здесь не могу раскрыть никаких подробностей, потому что я общался с теми, с кем я общался. Испания остается одной из самых гостеприимных стран Евросоюза для граждан России. Вот несколько показательных цифр. В прошлом году Испания выдала более 66 тысяч виз для россиян. В Испании было зарегистрировано более 2700 сделок купли-продажи с участием граждан России. Если вы тоже думаете о переезде в Испанию или хотите инвестировать в стабильной валюте в крепкую экономику, с реализацией этих планов помогут в агентстве Estate Barcelona. Агентство решает сразу два главных вопроса. Где жить и на что жить? Если вам нравится Барселона, и вы мечтаете сюда переехать, в каталоге Estate Barcelona большой выбор объектов в разных районах города. А если вы ищете недвижимость у моря, с помощью агентства можно найти подходящий вариант в самых популярных прибрежных районах: Коста-Браво, Коста-дель-Маresme, Коста-Дорадо и Коста-Гарраф. Estate Barcelona работает не только с жилой, но и с коммерческой недвижимостью в двух крупнейших городах Испании – Мадриде и Барселоне. Рентабельность коммерческих объектов составляет 5-6%. К этому нужно добавить рост стоимости объекта. В зависимости от района он может достигать 10% в год. Плюс можно воспользоваться кредитными инструментами, которые добавят еще 3-4% к доходности. Итого в среднем около 15% суммарной доходности от инвестиций в коммерческий объект. В большинстве помещений, выставленных на продажу, уже есть работающий бизнес. Поэтому вы просто оформляете сделку, получаете арендную плату и платите налоги.
По статистике, все больше покупателей называют главной мотивацией инвестиции получение испанского ВНЖ. С этим в Estate Barcelona тоже могут помочь, в том числе с получением ВНЖ инвестора, который выдается при покупке коммерческой или жилой недвижимости общей стоимостью от 500 тысяч евро. Он выдается сразу на 3 года, но проводить в стране определенную часть времени и становиться ее налоговым резидентом не обязательно. Кроме того, ВНЖ инвестора дает право на работу и ведение бизнеса в Испании. Важный момент. В прошлых интеграциях мы уже рассказывали, что в Испании скоро могут закрыть программу ВНЖ инвестора. Поэтому, если хотите успеть ей воспользоваться, действовать нужно максимально оперативно. Ну а пока программа не закрылась, при покупке недвижимости через Estate Barcelona оформить ВНЖ инвестора можно бесплатно. Достаточно просто назвать вот этот промокод. И еще один приятный бонус по этому промокоду. Бесплатное управление вашей коммерческой недвижимостью в течение года. А теперь про то, где мы записываем эту интеграцию. Это вилла Перла. Она находится на территории огромного комплекса для отдыха и развлечений, в который входит одно из лучших в Испании гольф-полей. Бассейн, спа, бильярдная, винотека, гараж на 4 машины, хай-тек дизайн, вся отделка и мебель внутри из дорогих материалов. До побережья Коста-Бравы всего 25 минут езды, до аэропорта Жироны 10 минут, гольф-поле в буквальном смысле во дворе дома. Комплекс находится под круглосуточной охраной, доступ внутрь только по пропускам. Стоит вилла немало, но кто-то из наших зрителей наверняка сможет ее себе позволить. Ее цена, а также каталог других, гораздо более доступных объектов недвижимости по ссылке в описании. Вперед! На прошлой, кажется, неделе, вот то ли ты застал в этот момент, когда залетал в Москву, то ли это было в соседние дни, у посольства Соединенных Штатов Шаман собрал митинг по мотивам блокировки своего YouTube-канала. Да. Видел ли ты оттуда видео, фото? Если видел, что думаешь? Ну, обычная кринжовая история. Кринжовая? А что можно сказать? Мне кажется, что, в принципе, собираться у любого посольства с любым сообщением — это немножко, не мой способ времяпрепровождения. Что вообще думаешь про Шамана? Красавчик. Объясни. Смотри, я смотрю на всех людей, которым принято предъявлять претензии, такие глобальные, в первую очередь, как на шоуменов. То есть у него есть шоу-проект. Это чувак, он артист. Его задача — собирать публику, привлекать внимание, собирать лайки, выступать, собирать концерты. И при этом делать так, чтобы... ты же не можешь просто прийти на концерт к полному долбоебу, который не умеет петь, который как павлин из мультфильма про Мюнхгаузена, да, кукарекает. И чтобы чтобы у тебя люди не разбежались. Так не бывает. Люди приходят, искренне его слушают. То есть он артист, который берет за душу. Он определенную потребность закрывает. Сейчас в России появилась потребность, можно сказать, в патриотизме, а можно сказать просто в некотором чувстве собственного достоинства, которое спало, потому что, так как я воспринимаю ситуацию в России, у нас было 30 лет чего-то среднего между седацией и лоботомией. То есть мы сидели, не отсвечивать. Просто у тебя вода вот так вот, и поэтому ты не можешь открывать рот, чтобы просто не булькать. И люди сидели в таком состоянии. Я не понял образ. Открывать рот? Если у тебя вода вот такая... А метафора на что это? Кто не мог открывать рот? Мы были притоплены. Мы считали... это как государство? Жители России. Угу. А муха и на меня будет садиться. Все нормально, да, пусть летает. Так. И Шаман? А Шаман — успешный пример того, как он нашел вот эту жилу, потому что, я так понимаю, я не следил за его творческой личностью, но я так понимаю, что он не первый день пытался найти какой-то подход к публике, и тут ему повезло с песней «Я русский». Оказалась такая, в общем, не самая сложная песня, не самые сложные слова, но людям даже вот такая простая вещь, оказалось, она была нужна. Я не его фанат. Я ни разу в жизни не ставил себе... первый раз я послушал, когда обсуждали, что есть такой Шаман. Я послушал песню, типа ок, и все, больше его альбомов не покупаю. Были те, кто смотрели на вот этот митинг у посольства и восприняли это как знак приближающейся блокировки Ютуба. Ты говорил на интервью Манучи, кажется, что YouTube закроет, ты дату конкретно назвал, сентябрь 23-го. Не закрыли? Я каждый сентябрь это ожидаю. Угу. Сейчас ты переносишь это на сентябрь 24-го. Да. Я не знаю, закроют его окончательно или нет, скорее всего, просто затормозят. И
Если раньше еще можно было как-то в этом сомневаться, сейчас у меня, например, сомнений нет, что это надо сделать. Как ты пережил блокировку Ютуба своего? Пережил. Я так вздохнул и сказал, ну, блядь, бывает. Если помнишь, у меня все-таки там был 1 миллион подписчиков, Да. и каждый ролик уже набирал 1 миллион просмотров, то есть я вышел на такую хорошую орбиту. И было, конечно, обидненько, но я предполагал, что это случится, поэтому я заранее все ролики выкачал в ВК-видео, и они там все лежат. Был момент, когда ты был совсем не публичным чуваком, и там, наше Я интервью... называю это текстовый блогер. Да, и наше интервью 2017 года, оно было чуть ли не одно из первых в видеоформате. Сейчас, только за 2 года, ты считал, сколько у тебя появлений было? Примерно? Нет. Не меньше 20, а если считать, у тебя на Дзене, кажется, есть канал, где ты выкладываешь все видосы, то со старыми там около 30 получается. Может быть. Это же концепция — быть везде. Это смесь, да. Потому что... Объясни. Попробуем. Есть Давай отличный кадр. Прям вот это на обложку возьмешь. Иди нахуй. Давай мы прервемся, если хочешь. Да нет, мне абсолютно... Это муха, это природа. Окей. В гармонии с природой. Это Заодно смесь. можете себе представить, какие комментарии сейчас напишут. Если честно, одна летала и до интервью, и я, в общем, был уверен, что она на меня сядет, но я ее убил. Ну, видишь, я плохой, ты хороший, поэтому... Не думаю. Так вот, смесь. Смесь — это... Я иду к тем людям, у которых есть какие-то просмотры, потому что YouTube, он придушил мой вентиль. Да, у меня вот это как взорвать газовые северные потоки, газопровод. Это то же самое. То есть только там это физический взрыв, а здесь это информационный. И то, что делает YouTube, ничем не отличается от того, что сделали с газом. То есть просто перекрывают канал для того, чтобы не было, чтобы этот ресурс не попадал к тем, кто хочет его употреблять. Потому что мой канал смотрели, это значит был востребованный продукт. И ты сейчас как только случился компенсируешь. 1 миллион подписчиков, вот прямо через 2 дня его закрыли. Потому что он, значит, попал кому-то следующему по званию, те посмотрели и решили, что... По званию. А ты что думаешь, это за что там звание? первый отдел в YouTube, думаешь, не существует? Там сидят ЦРУшники. Потому что раньше YouTube был очень толерантной платформой, там можно было иметь разные точки зрения, а сейчас нельзя. Прям в погонах, ты хочешь сказать, люди. Ну, как они обычно выглядят? Они, конечно, без погон. Они выглядят, как мы с тобой в маечках. Ты думаешь, что в ФСБ работают люди с носом картошкой, злые, и брови у них такие косматые? Нет, они обычные люди. Просто у них есть своя идеологическая программа. Поэтому, когда я хожу на интервью, особенно на YouTube, особенно, потому что он же алгоритмами разгоняет, и сейчас некоторые люди даже немножко жалуются, что меня там стало слишком много. Потому что в шортсах просто каждый второй шортс будет с моим ебалом. И YouTube, а у него другой отдел. У него один отдел отвечает за видеоролики большие, а другой за шортсы. И поскольку шортсы им надо догнать TikTok, они там не мешают. Там они выгнали пока что своих ЦРУшников, говорят, нам надо вырасти, потому что это ценнее для нашего американского ресурса. Поэтому в шортсах там по 10 миллионов просмотров, и я счастлив. Про то, что в одном отделе есть ЦРУшники, в другом нет, это у тебя информация или это твое мнение? Это и паттерн, который я вижу, потому что я знаю, как То работает... есть это мнение, основанное на том, На как ты паттерне, видишь. который я наблюдаю. Но это мнение. Ну, передо мной никто не докладывает, Окей. значит, что там происходит. Смотри, я сразу скажу, что я очень против того, что твой канал заблокировали. Я считаю, что нельзя блокировать на Ютубе ни с тебя, ни Стаса как просто, ни Соловьева, прости господи. Я за честную конкуренцию. Я тоже. И, кстати, Алаверды, я против того, чтобы раздавать статусы на агентов, поэтому здесь я на твоей стороне. Комментируя удаление своего канала, ты зачитал письмо из Гугла и после этого сказал: «Горите в аду. Вы стерли канал с 1 миллионом подписчиков, уебки. Ну идите нахуй, уебки». Когда началась полномасштабная война, российские власти заблокировали более 100 медиа и более 10 тысяч сайтов. Правильно я понимаю, что российские власти ты тоже считаешь уебками? Я считаю, что, в принципе, я не знаю, кого они там блокировали, по каким причинам, в принципе, это плохой путь изначально, потому что ты все не заткнешь, это путь в никуда, только для того, чтобы какие-то чиновники, условно, у нас Роскомнадзор, а там какой-то, вот, не знаю, США Комнадзор, которые просто будут устраивать себя таким образом. Это настолько же благородная деятельность, как опиздюливать студентов в метро, что они в ковид без маски ходили. То есть просто, это бессмысленная абсолютно вещь. Я не поддерживаю никогда ни с той, ни с другой стороны. То есть российские власти сделали то же самое, что и YouTube? Сейчас это делают все власти, к сожалению. Потому что мир ебанулся. Если ты заметил, Европа затыкает
она стирает «Спутник», Russia Today, Россия отвечает, там, стирает BBC и Deutsche Welle, ну и вот дальше начинается вот это вот мерение запретами. Это глупый процесс. А почему про YouTube ты говоришь резко и называешь их уебками, а про российскую власть ты говоришь иначе? Потому что YouTube стер мой канал, которому было 10 лет. Со всеми комментами, со всеми видосами, со всеми моими А путешествиями. российские власти заблокировали огромное количество... Пусть переживают те, кого они заблокировали, нет что. Ну, потому что YouTube ближе. Потому что, решение YouTube ближе тебя. Это касается меня, мое мнение относительно запрета моего контента. И поэтому оно резче. Мне, как ты понимаешь, переживание о себе гораздо ближе, чем у других. Хотя, если бы тебя запретили, я бы тоже переживал. Кто запретил бы? Кто-нибудь? Что ты имеешь в виду под запретом? Ну вот так же, как YouTube стер мой канал, это же Да. запрет моей информации. Это значит, что они увидели в моих словах что-то опасное для себя. Так, мне не очень комфортно говорить про себя, поскольку это может выглядеть как нытье, а ныть я не очень бы хотел. К тому же я не чувствую так. Прости, пожалуйста, а статус иноагентства — это не фактически запрет на работу в России и с Россией? Нет. Да? Объясни, почему. Ну, я свое мнение про иноагентство тоже высказывал, если ты Не-не-не, когда-то объясни, в слышал. чем разница, ты сказал. Разница в том, что иноагент — это ущемление в правах, это санкции. И я против той формы, в которой наше государство эти санкции против людей вводит. Потому что есть, во-первых, куча людей, про которых у меня просто вопросы типа «нахуя?», типа Пивоварова. Ну, то есть он вообще самый свой из своих, просто вот всю жизнь, самый нейтральный, вообще там боится матерное слово сказать, просто запикивает все, что подозрительно. Ну, то есть супер-мега нейтральный чувак. И его тоже делают иноагентом почему-то. А это значит, что с тобой не будут подписывать рекламные контракты. У тебя там будут проблемы с банком. У тебя будут проблемы, если ты будешь где-то снимать какую-нибудь студию, там, выступление и так далее. То есть это В хуево. целом ты не можешь вообще никакую творческую публичную деятельность вести в России. Это не отмена? Это не запрет? Это, конечно, жирная какашка, да. Нет, это не запрет? Это не запрет, это именно поражение в правах. Это желтая Чем звезда. это отличается? Человек, который иноагент, кем сейчас может работать? Он не может работать по профессии в России сейчас. По профессии может, почему? Ну, каким образом? Ну, иноагенты разные бывают. Что если ты биолог, ты что, не можешь биологией заниматься? Ну, публично выступать, насколько я понимаю, нет. Может быть, ты не можешь заниматься образовательной деятельностью. Но ты знаешь, что даже книжки иноагентов продаются, просто на них маркировка. Ну, а дальше начинается идиотизм. Это, в принципе, идиотизм. Это когда каждый раз после там, слова ИГИЛ ты должен писать «запрещенная в России организация», это бред. Ну, то есть один раз запретили, все знают, что ее запретили. Зачем это каждый раз в тексте вот это вот салават этот вставлять? И здесь то же самое. Вот вся эта пляска с иноагентством — это морок. То есть это хуйня, которая должна в какой-то момент, ее нельзя остановить, ее можно прекратить. Вот в какой-то момент просто этот Гордиев узел будет разрублен, что типа хватит заниматься хуйней. Все. Это так будет. Может быть, через 5 лет, может быть, через 10. Но оно не может длиться вечно. Я знаю немножко историю нашей страны. У нас бывает, что мы упарываемся на отлично и начинаем заниматься какой-то хуйней. Занимались, в котором становится понятно, что это, блядь, пиздец, не работает, неудобно, всем мешает и вообще глупость. Придет кто-то и просто вот как лесник разгонит всех партизан. Все. Январь 2022 года у тебя выходят новости. В Тегеране падает самолет украинский, который летел по... Как сейчас помню. Да, Тегеран-Киев. Ты говоришь: сегодня падает украинский Боинг, и сразу куча теорий заговора, что его сбили, что это ПВО, тыры-пыры. Это все полная хуйня. Боинг МАУ взлетел из Тегерана, и через 5 минут у него загорелся двигатель. Видимо, он уже в воздухе начал разваливаться, гореть и так далее. Короче, ему пришла пизда. Он просто упал, это просто техническая неисправность. Судя по тому, какой авиапарк есть, то это все летающие сараи, и, скорее всего, экономится там на всем, на чем только можно, покупаются какие-то левые запчасти. Один из тех редких случаев, когда я многоэтажно обосрался, но по горячим следам. Секунду, и сразу извинился. Давай реконструируем. Когда ты это рассказывал, ты это решил усилить такой сценой. У тебя в руке поднимался самолет, который ты вот так вот бахнул на стол. Еще тогда у меня возник вопрос, сейчас появилась возможность его задать. Если бы, не дай бог, так упал самолет Аэрофлота, ты бы вот эту вот сцену восстановил бы? А у меня всегда я все авиакатастрофы показываю на самолетиках. У меня целый стоит парк за кадром. Я тут беру разные самолетики, и есть такой охуеннейший сайт, называется Aviation Herald. Если что, там самый лучший разбор всех авиакатастроф по горячим следам. Я всегда там чекаю, что происходит. Тут у меня не было времени, потому что слишком мало времени прошло, было по горячим следам. Выходит эта новость,
Единственный мой... Я же диванный эксперт, я бабка. У меня нету таких прям глубоких знаний во всех областях, как это может показаться. Поэтому я и примерно представляю, почему самолет летает, и примерно представляю, почему бывают катастрофы, потому что я их всегда изучаю. Здесь единственный мой источник, на который я опирался, это был источник посольства Украины в Тегеране, где посол или кто-то там, СММщик посольства, написал, что типа вот техническая неисправность. Я решил, что это нормальный факт, что я могу на него опираться, и дальше уже художественно развил, типа, что я себе напридумывал, почему загоревшийся двигатель привел к тому, что самолет упал. Уже через там полдня было понятно, что это корпус стражей исламской революции хуйнули по своим же студентам, которые летели в Киев учиться. А самолет был новый. То есть это я еще раз обосрался. Я назвал его сараем, потому что когда меня пускали на Украину, я летал, там авиапарк был не очень. Но тут они купили новый самолет, ему было типа полгода. Он был свеженький. И самый прикол, окей, бывает, я всегда прошу прощения, извиняюсь, если я где-то вот накосячил с фактами или иногда просто какую-то лютую хуйню сморозил, мне не жалко признать вину и идти дальше. И что я и сделал, собственно, в следующем выпуске. А тут самое смешное было, я вообще не ожидал такой реакции, на это вдруг отреагировал Ходорковский у себя в Инстаграме, который назвал меня кремлевской пропагандой. Впервые в жизни обратив на меня внимание, именно на основе этой новости он сделал такую вот запись. Это для меня было удивительно, потому что, во-первых, разные люди про разное падение самолетов могут какие-то выдвигать гипотезы странные. В чем здесь кремлевская пропаганда, вообще непонятно. Мне совсем не интересно, что сказал Ходорковский про это. Мне очень. Не часто он про меня пишет. Почему тебе это важно было? Потому что он тебя заметил? Потому что это, интересный повод для информационного знакомства. Вот из всех событий, дел, которые я в жизни делал, у меня есть вещи поинтереснее, да, у меня есть какие-то достижения. Тебе стало приятно, что тебя заметил Ходорковский? Я привык к тому, что любое упоминание в медийности всегда это актив. То есть стало? Прибавился процентик. Так вот, ты все авиакатастрофы так обыгрываешь в новостях? Все яркие. Когда ты выпускал уже новости... Сейчас где-то в Катманду сейчас упал самолет, будет в следующем выпуске новостей. Я не помню, ты делал уже новости или нет, когда загорелся суперджет аэрофлотовский, который в Мурманск летел? Который из Мурманска? Не-не-не, который взлетал в Шереметьево, загорелся, вернулся козлом вот так вот. Да, который вернулся в Шереметьево, конечно, я обсуждал подробно. Ты обсуждал. И ты показывал самолетиком, как он упал? Он не падал, он загорелся на взлетно-посадочной полосе, и я комментировал, насколько я помню, то, как у них... Потому что там вот проводник, который типа герой, который открыл заднюю дверь, он создал тягу, и в результате все, кто сидел сзади, вот бизнес-класс спасся, и они еще успели даже вещи забрать. А те, кто сзади, все сгорели, потому что проводник открыл. Я такие вещи всегда разбираю, мне интересно. Да. Так ты добавлял вот эту театральную сцену с самолетом тогда? Там нет было театральной сцены, он не падал. Хоть раз, когда были какие-то происшествия с российским самолетом, ты делал так же, как сделал тогда с украинским? Это хороший вопрос. У нас не было таких, насколько я помню... Что у нас последний? Только вот сейчас суперджет с 3 несчастными пилотами упал, и все. А других... то есть если ты хочешь сказать, что я как-то специально не показываю, как падает самолетик только потому, что он русский... Нет, я хочу спросить, я об этом никогда не про думал. чужие можно, а про свои нельзя? Я всегда про наш тоже рассказываю. Нет, вот это добавление эффекта. Я сейчас только про него, которое смотрелось прям совсем издевательством. Слушай, это хорошая мысль, ты мне даешь подумать. Потому что если тебе показалось, что тот факт, что я модельку самолета... Дело в том, что все пилоты сами всегда все маневры на модельках показывают. И, может быть, у меня в этом... Я же летал на вертолете, у меня какая-то профдеформация, потому что еще летчики, как ты знаешь, они бегают по плацу. То есть они рисуют себе схемы захода и просто пешком называется пеший полет. И это со стороны выглядит как стёб. Но это не выглядит как издевательство. Возможно. Здесь, поскольку я привык, что показывают те маневры на модели самолетика, что мы будем делать? Мы вокруг леса так летим, коробочку, заход, тыры-пыры. Те это показывают. Поэтому для меня это выглядит как... не просто руками в воздухе махать, а показать на модели самолетика. Если тебе показалось, что в этом есть некое издевательство над невинно убиенными, что я вот их сбросил, и это выглядит так, что как будто я, знаешь, такой бог на карте мира, вот там, как Годзилла, всех топчу, мне не жалко. Я вообще этого не имел в виду никогда. У меня, если что... Выглядело это ровно так. Значит, да, это очень ужасно. На всякий случай просто обозначу свою позицию, которая никогда не менялась, и она появилась не сегодня. Она была всегда. Я против любого насилия, любых смертей, любых войн. И когда я любое событие, которое происходит в мире, освещаю, мне похуй. Это война России с Украиной, это война Израиля с Палестиной, или если эфиопы идут Тиграй пиздить, везде я против того, чтобы люди погибали. Надо решать проблемы дипломатическим путем. Это моя уверенность святейшая, и никто меня не заставит передумать.
В феврале 2021 года ты запостил якобы немецкое гражданство Юлии Навальной. Откуда Тоже. у тебя появилось оно? Вот эта фотография. Еще один кусочек моего позора, да, я жутко обосрался, потому что я был в это время, это был середина ковида была, и мы плыли на лодке с очень дорогим интернетом 2 месяца, мы были в океане. Поэтому у меня не было нормальной возможности. То есть если я обычно факты иду, проверяю или как-то еще, ну, у меня чуть более расширенный поиск, то здесь у меня не было. Мне кто-то присылает e-mail. Как бы это такие добровольные информаторы. Я думаю, что любой человек, который занимается медийкой, к нему приходят e-mail с разными штуками. У меня там обманутые вкладчики, закрытые школы, там какие-то, у кого сосед курит на лестнице. Это все падает мне в инбокс. Понятно, что 99% этих новостей мне не так интересны, как люди хотят пожаловаться. Они ищут любой способ к любому медийному человеку подсоединиться, чтобы сообщить о своей проблеме. Это выглядело как так же. Вот типа нашли такой вот факт, смотрите, мне прислали. Я не проверил. У меня было времени очень мало. Я вообще очень редко... Я еще имел глупость, я это запостил в телегу, которая не является моим ни новостным, ни политическим каналом. Вообще, если ты заметил, новости, мне на них по большому счету насрать, кроме новостного проекта. Вот я выпускаю в виде видео новости. Во всех остальных случаях я никогда не реагирую на повестку. Окей, Кроме 24 февраля, когда я с утра проснулся в Казани, почитал новости и написал у себя в телеге «это пиздец». И, собственно, я и не изменил своего мнения с тех пор. Это пиздец. Так, тебе пришло... А обычно у меня нету новостной повестки. Здесь я решил, что это классная тема, постебать «Медузу», типа, смотрите, почему вот вы про это не рассказали. Тут же стало понятно, что это хуйня, фейк. Я тут же написал сразу по горячим следам извинения, потому что это было очень сложно, потому что там был очень медленный, плохой интернет. Типа, Сразу ты написал? с следующим постом. Ну, так сколько между ними прошло? 2 часа. Окей. Ну, то есть я сказал, да, я жутко обосрался. Ну, как еще реагировать на ошибки? Ну, вот поторопился, это кто-то, сказал... Полоскова сказала, что я поторопился поджать говно, да? Или кто это сказал? Я не помню такого. Кто-то... Сформулировано клево. Да, кто-то из... По-моему, Полоскова. Вот я не помню. Кто-то из хороших людей сказал такое вот наблюдение. Я сразу его принял, действительно, я согласен с этой формулировкой. Поторопился поджать говно. И это Обычно не тороплюсь. А ты, не знаю, вступал в переписку потом с тем, кто тебе это прислал? Нет. Я думаю, что это был какой-то... Ну, просто ребята на удачу сделали вброс, и у них получилось. Обычно я не реагирую, потому что это же форма мошенничества, да? Это то же самое, как людей разводят, кредит там получить и перевести на безопасный счет. Это, когда у тебя в голове складывается определенное стечение обстоятельств, когда тебе кажется, видимо, какие-то струны все-таки совпадают, потому что я стараюсь очень сильно фильтровать входящий сигнал, ну, здесь вот пробили фильтр. А было такое, что вот ты сильнее захотел это запостить, потому что у тебя какое-то раздражение присутствовало по отношению к, ну, назовем в широком смысле, команде Навального? Да, просто к Навальному, да, конечно. Он меня Ну, то есть раздражает. вот просто это легло на раздражение, которое у тебя все время 100%, было? конечно. У меня же история с ним противодействия, или как это сказать, противостояния, она же длиннее, чем у других людей. Я это начал делать, когда это было еще не модно, еще когда у нас с ним были дебаты. И я по-прежнему считаю, что Навальный инфо-цыганин и мошенник. В апреле 24-го ты говорил про Навального. Все байки о том, что он сидел в холодном карцере, где ледяной пол и вообще у него ужасные условия, это полный пиздеж. Абсолютно. Во-первых, у Навального дохуя свободного времени, и он мог писать сколько угодно жалоб, чем он и занимался. И там всех заебал. И приезжают все проверки, они должны отработать. А это независимые от колонии люди, которых работа все жалобы заключенных отрабатывать. Поэтому он писал все жалобы по всем нормативам, и там все было четко в норме. У меня нет никаких сомнений, что это была образцово-показательная колония. У него не было холодно в ШИЗО. Может, скучно ему было, ставили речи Путина, но это не смертельно. Можно потерпеть. Нет никаких сомнений, что нету пыточных. Источник этой информации тот же, что прислал фотографию паспорта Навальной? Нет, конечно. Паспорт Юлии Навальной, якобы немецкий, хотя сейчас наверняка он у нее есть уже. Да? Вряд ли она сейчас с русским паспортом живет за границей. Это на чем основано это утверждение? Мое оценочное суждение. Докажи мне обратное. Вот у меня такой, как общественному деятелю, который приглашает к Белый дом, у меня есть предположение, что ей дали гражданство какой-то страны. Как человек, который тоже живет не в России и только с российским паспортом, и примерно понимает, где за сколько их дают, Юлия Навальная не провела еще в Германии столько времени, чтобы его получить. Ну, может, в Америке. Окей. Короче, в мире людям выдают гражданство, это не такая большая проблема. Я вообще не считаю, что это как-то стыдно иметь еще одно гражданство, ничего страшного. И Конституция, главное, разрешает. Там написано, что можно иметь второе гражданство. Пожалуйста, это законно. Короче, как тот человек, который прислал паспорт Навальный, Аусвайс, это просто какой-то ноунейм слив
на удачу. Этот человек ни до, ни после никогда мне не писал. Ну, это вот, типа, им повезло меня так вот развести. Я даже не знаю, кому еще присылали, может, остальные не поверили, или кто-то еще запостил, не знаю. Это, короче, редкий эпизод в моей жизни, когда я вот именно поторопился поджать говно. А то, что касается устройства системы, у меня есть такая программа «10 тысяч шагов общения». Я с работы иду домой или наоборот. Списываешься с кем-то приглашаю из людей, интересных, идешь, болтаешь, пока идешь домой, да. Интересные люди. И у меня много было общения с людьми, и, во-первых, с теми, кто воевал, и с теми, кто был в украинском плену, и с теми, кто работал в ЧВК «Вагнер», и со всеми силовиками. То есть у меня были и судьи, и прокуроры, и менты, и следователи, и СКшники и так далее. В общем, вся вот эта вот... То, что можно сказать, там, силовики или как-то, не знаю, правоохранители самого разного вида, они, когда они рассказывают о том, как устроена система, это вообще не похоже на то, а мы знаем о системе только из сериалов и кино. Настолько мы неправильно понимаем, что там устроено. Когда у меня был суд, я разводился, я даже там не знал, как работает суд. У меня было абсолютно искаженное представление, скорее всего, из американского кино. У меня первое желание, когда я туда пришел, было сказать «Ваша честь». А в суде нельзя говорить «Ваша честь», потому что тогда судья просто, она оскорбляется и плохо тебя судит. Ей надо говорить «Уважаемый суд». Ты знаешь хоть один фильм, русский или сериал, где тебя учат, что надо к судье говорить «Уважаемый суд»? А «Ваша честь» только в уголовном суде, до которого, слава богу, у меня не было поводов добираться. И вот примерно все остальное настолько же искаженно. Когда смотрят люди, любой из полиции, там, следователи, прокуроры, когда они смотрят кино про как бы себя, они даже устали ругаться. Настолько это вообще не имеет никакого отношения к тому, как там эта система устроена. И то же самое... Подожди, давай коротко. Это основано на том, что ты с кем-то погулял и сказал. Есть много сериалов, которые Ты веришь сериалам или людям? Нет, подожди, которые консультируют конкретные менты, силовики или кто-то еще и следят за тем, чтобы клюквы или... Тебе так кажется. Нет, они точно есть. Они точно есть, их точно... Да, большое спасибо, что ты сказал, как на самом деле, но нам похуй, потому что нам нужна красивая картинка, и у нас сюжетная линия. 100%. Так, и силовики тебе... Люди, которые имеют отношение к тому, как устроена судебная и тюремная сказали, система... что Навального не мучают. Они объяснили, как в принципе там это устроено. Что у нас очень сложно кого-то в тюрьме замучить. Конечно же, ты мне сейчас скажешь, что кого-то ебали шваброй в жопу. Ну, так эти люди сидят в тюрьме в своей, соответственно, в красной. Потому что так нельзя делать. Только, подожди, красная ты имеешь в виду, это Ментовская. тюрьма, где ментовская? Да. Ты смотрел выпуск Ксении Собчак про то, что происходит в тюрьмах, далеко не красный? Ты смотрел наш выпуск про пытки? Что происходит и в отделениях милиции, и в тюрьме? Да, смотрел. Это не красные зоны. Это зоны, где сидят обычные зэки. Все так. И? Нет, я говорю, что тех, кто пытал, отправили в красную зону. Так. Ну, потому что нельзя пытать, их система за это наказала. У тебя, когда даже обычные... Типа все, больше не пытают, всех отправили. Ты это хотел сказать, что всех наказали? Нет, я хотел сказать, что всегда есть какие-то ошибки, и, собственно, иначе бы не существовало прокуратуры, например, и всяких прочих других там надзорных органов, и вообще система наказаний и исправления поведения не существовала бы, если люди бы не нарушали закон. Так. Люди нарушают закон. В каждой стране есть тюрьма. Угадай, зачем? Это никаких В тюрьму сомнений. сажают тех, кто плохо себя вел. К Навальному, я не понимаю связь. И они с тобой гуляли и рассказали, что? Я не обсуждал Навального, мы обсуждали то, как устроена система. Так. У нас очень сложно, особенно человек типа Навального, которому пристальное внимание. Угу. Если там что-то будет реально не так, это будет очень сильно сразу известно. Потому что он показательный случай. Ты не можешь, на него слишком много глаз приковано. И то есть об этом станет известно? Конечно. Вот он умер или убит. Мы не знаем этого. Что об этом известно? Самый известный заключенный был в стране, и он умер. А ты Его читал больше нет. заключение судмедэксперта? Подожди, пожалуйста. Что об этом известно? Надо спросить у судмедэксперта. Ты видел заключение? Я не видел. И я не видел. А почему его родственники не опубликовали? Так подожди, ты же сейчас сказал, что если это происходит, то он на виду, и поэтому невозможно никого замучить, потому что сразу станет известно. Да. Ну вот, неизвестно, это уже противоречие в твоих словах. Вполне может быть, что государство не имеет права публиковать судмедэкспертизу. Значит, ты не прав. А родственники сами этого не сделали. Вполне возможно, или ты это знаешь? Ну, если бы они это сделали, мы бы видели этот документ, правда? Там было бы написано, что случилось. Так. Но мы этого документа не видели. Я не равно- уверен, что государство... Опять же, ты сейчас меня хочешь затащить в такие дебри, где я не специалист. Я не знаю, что может ФСИН публиковать, а что не может. Так ты же предположил это. Я вообще не хотел идти в эти дебри. Поскольку мы не знаем, если бы там было написано что-то ужасное, конечно же, эту бумагу бы нам опубликовали и сказали, смотрите, его замучили. Если бы было ужасно, Да. то это опубликовали бы. 100%. Они бы это не прятали. Почему? Потому что это им выгодно, конечно. Каким образом?
Потому что нужно сделать из него Им ты мученика. имеешь в виду семья Навального? Соратником, Так. назовем это Ага. так. Семья там вообще просто неважно, Так. ни при чем. У них трагедия, у них умер сын. Это очень грустно. Так. А соратники, которые остались без главного источника доходов, они сейчас в полном ахуе бегают, им нужно придумать, зачем они еще хоть кому-то нужны. Ну, ты видишь, к чему это сейчас приводит, да? Это гадюшник, клоповник и муравейник, и они все друг друга сжирают теперь. Ты уверен, что у них есть заключение судмедэксперта? Ну, я уверен, что у родственников, что у матери Навального есть заключение. Так. А ты помнишь, как вообще она тело добивалась и все остальное? То есть... Якобы его там не давали, а потом вдруг взяли и дали. Угу. И это то, что я помню. Его Окей, то похоронили. есть ты утверждаешь, что замучить не могли? Нет. Не могли? Ну, так то, замучить, что чтобы он сидел в комфортных условиях и все остальное? Он сидел в условиях по ГОСТу, как и сидят все остальные в что тюрьмах. такое ШИЗО по ГОСТу, ты знаешь? Ну, это не очень комфортно, но это не то, что тебя мучают физически, что у тебя пол холодный. Ну, подожди, это же... Там температура, там даже диапазон температуры прописан, и к тебе приезжает комиссия, и каждый раз, когда ты пишешь жалобу, ее же отрабатывают не те люди, которые в колонии у тебя сидят, не твой начальник твоей тюрьмы или СИЗО, или как там, не разбираюсь в этих терминах. Независимые на зоне наблюдатели. приезжают отдельные органы, и так система устроена, что там все всех ебут. Если пришла жалоба на тебя, приезжает тот, кому очень выгодно, чтобы тебя выебать, потому что он за это еще и премию свою получит. А укрываться от такой ебли не научились люди Нет. у нас? Нет? Сделать так, чтобы очень когда сложно. органы приехали, все было четенько. Очень сложно. Не научились. Ну, ты что хочешь мне сказать? Что его держали в морозилке, а когда приезжала комиссия, его клали в сауну. Я хочу сказать, что ты за факт выдаешь то, в чем ты не уверен. И ты предполагаешь на фоне очень далеко не всегда стройной логики, ты выдаешь уверенное заключение, которое транслируешь в публику, как факт. И вот, собственно, про это я и хотел спросить. Я думаю, что если приезжает такая комиссия, опять же, я не специалист по таким комиссиям, она наверняка допускается к заключенному, с которым проводится беседа. Ему говорят, в каком помещении вы сидели, что там было. Наверное, он объясняет так и так. Самое страшное из того, что я знаю, из открытых источников, у меня нет доступа к другим, чем мучили Навального, ему ставили речь Путина без остановки подряд. В американской тюрьме ставят Бэби Шарк, у нас ставят речи Путина или Соловьева. Ну вот окей, хорошо. Такое Сколько раз психологическое подряд он давление. сидел в ШИЗО, ты знаешь? Ну, вот все время подряд и сидел. Да. За что сидел в ШИЗО, ты знаешь? Ни ширинку не заправил. Я не знаю, что. Ну, то есть ни за что, Ну, всегда примерно. доебались до всего, конечно. А как еще? Хотел по закону, закон вот такой. Дура лекс. Как ты отреагировал, когда узнал, что он умер или убит? Я соболезнования свое прочитал, стандартное. Когда умирает человек, которого я не знаю, я говорю «умер и умер». Когда умирает человек, с которым я в жизни встречался, я говорю «упокой, Господи, душу раба твоего Алексея». Все. Никакого злорадства на костях или глумления быть не может. Переживаешь ли ты из-за того, что можешь попасть под санкции Запада? Нет. Ну, то есть я могу, но я не переживаю. Потому что сейчас мир находится настолько в уебанском состоянии, реально у людей просто вот эмоциональный пиздец. Просто самая стадия такая. Вот дальше там обычно что-то должно взорваться или, не знаю, как-то еще перекосоебиться. Ну, то есть плохое ментальное состояние в мире плохое. И мы участники, к сожалению, этого безумного театра. И если ты в одной религии хочешь попасть в рай, то в другой ты попадешь в ад. Поэтому мой выбор как бы никогда не стоял. Я за Россию, я в России всегда здесь был и работал. И я нулевой ватник, потому что я вернулся, когда это было не модно, еще из Америки, в 91 году. Тогда это никто не оценил, а сейчас это, наверное, звучало бы прям как митинг шамана. Ну вот мне просто не надо было объяснять, что это для меня самая лучшая вообще среда, в которой я могу существовать. Мне про нее все понятно. Ну, и тебя не беспокоит то, что это сильно осложнит твою жизнь как путешественника? Да, я везде уже был. Я был абсолютно во всех странах со своими 20 русскими паспортами, и мне этого нормально. Ну, как бы все, что я хотел посмотреть, я посмотрел. Если мне завтра запретят слетать в Париж, пожрать там улиток, я переживу. В Москве улитки лучше. Я слышал, и прокомментирую, фигня это не фигня, и не от сторонников Навального это слышал, а от людей, которые, в общем, из другого лагеря, назовем так, что вот это раздражение и злость к Навальному, даже после того, как он погиб, оно основано в том числе из-за того, что ты жутко бесишься из-за того, что его сторонники внесли тебя в список разжигателей войны. Вообще нет, ты что, мне похуй.
Тебе все равно? Во-первых, это не список, он никуда не пошел. Там 2000 имен, что ли, или 6000 имен, я не помню последний. 6, по-моему. 6. Сначала было 2, потом расширили. Он так и лежит 3 года где-то там в Сенате, в приемной, в папке «ин». Но его никто не рассматривал и не принимал. Поэтому это вообще смешно, это даже нечего обсуждать. По Навальному, чтобы расставить все на свои места. Навальный умер, поэтому я на его костях не пляшу, я никак не злорадствую. Да? Если я что-то говорю про него только про тот период, когда он был жив... То, что я цитировал про ШИЗО, звучало как злорадство. Но окей. Тебе, возможно, ты это не чувствуешь. Возможно. Бывает, поскольку, когда мы обсуждаем медиа-события, иногда, наверное, кто-то смешивает человеческое с медийным. Как, собственно, это было с Навальным, да, чем мы на ребят поперлись. Потому что он как человек обиделся на меня. Это была его человеческая реакция. Я бы на его месте так не делал, но вот он такой, какой он был. А у меня осталось раздражение от его команды бессмысленной, которая по-прежнему занимает какое-то место в эфире, которые продолжают составлять ощущение, что они вообще хоть на что-то влияют, что это хоть какая-то оппозиция, потому что это набор клоунов абсолютно. И, ну да, я не стесняюсь их разъебывать при любом случае. В 2019 году ты сказал вот такое. 314 человек из числа... Ты говорил про матерей Беслана. 314 человек из числа заложников погибло. Из них было 186 детей. Это ужасно страшная трагедия, и ее нельзя забыть. Но при этом не надо бегать, как бесконечно создающиеся и спекулирующие на трагедии комитеты. Все эти матери Беслана и голоса Беслана, они множатся, чтобы привлекать к себе внимание и получить как можно больше политических пирогов. Вместо того, чтобы просто взять и похоронить своих детей. Какие политические пироги ты имел в виду? Во-первых, золотые слова, сейчас бы сказал все то же самое. Политические пироги — это когда у тебя начинаются всякие комитеты, которые берут за основу некоторые события, случившиеся в прошлом, пусть даже очень трагическое, и они начинают с ним бегать так, как будто это событие все еще актуально. Сам факт того, что есть 2 разных комитета, потому что эти матери Беслана, они не просто, у них общая трагедия, что они похоронили своих детей, они еще друг с другом срутся. То есть один комитет про одно, другой про другое, здесь одни матери, тут другие, и у них разная политическая повестка, разные заявления, они разные какие-то там донаты собирают. Это уже удивительное явление, что есть разные сущности, которые... То, что есть разные организации, которые собирают на женское... Разные организации. Разные организации, которые собирают на женское насилие, например, на борьбу с женским насилием. У тебя вызывают какие-то вопросы? Нет. А тут почему вызывают? Потому что это одно событие, почему они должны быть монолитны, если там много людей почему они вообще сейчас что-то делают? Они же торгуют своим голосом. То есть они, в принципе, это в медиапространстве, и они придают себе ценность, добавленная ценность их в том, что у них общая трагедия. А дальше уже прошло там 1 триллион лет, уже все, мир уехал вперед. Почему? Ответ на вопрос «почему?». Я не спрашиваю, смотрел ты выпуск наш про Беслана или нет, потому что смотрел. Это фигурировало в новостях, когда ты это говорил. Вряд ли ты что-то помнишь, но там было несколько героев, которые выжили после теракта, но они остались инвалидами. И просто для того, чтобы хоть какой-то комфортный уровень жизни, комфортно это там перемещаться в коляске или в чем-то еще поддерживать, им нужно проходить регулярную реабилитацию. И она стоит денег, вне зависимости от того, где ты ее проходишь, в России или за границей. И одни из немногих людей, которые им помогают, это как раз вот эти комитеты. И именно для того они существуют, поскольку государство положил на них болт и не помогает им это делать, то... Вот здесь я немножко усомнюсь. Значит, не усомнюсь. Мы провели с этими людьми недели. Мы общались, и это разные люди. Это не то, что там кто-то там в доверие к нам каким-то образом, и мы кому-то там в доверие попали, пережили там какой-то огромный приступ эмпатии, жалости, сочувствия, и вот так вот впечатлились какой-то сомнительной историей. Их несколько. От самых разных людей. Там была какая-то женщина, которая там цветы продавала, да? Которую ты там сделал суперизвестный и обогатил заказами. Была девушка молодая, которая бухгалтером работала, которая тоже в коляске. Была девочка, которой очень сильно пострадал череп. Я подбирал слова, как это сказать, не жестоко. Ну, хорошо, вот, я хочу сказать, что они существуют для этого. Милосердие — благородное занятие. Они существуют для этого. Ты говоришь, что нахер вы нужны? Это хорошо и правильно. Я тебе говорю, милосердие — очень благородное занятие. Хорошо, что людям помогают. Хорошо, что собирают деньги, но матери Беслана и голос Беслана, они занимаются не просто сбором денег на свежий подшипник в инвалидной коляске, они занимаются хуйней. И моя реакция именно на это. А что такое хуйня?
Ну, если сейчас их сайты открываются, может, они снова, они тоже, может, иноагенты, я не следил за ними. Не знаю, но последние вот новости, когда они попадали на радар, их повестка не имела никакого отношения к трагедии, они просто что-то там требовали, там, про Путина, остановить то-то, сделать все-то, то есть какая-то вообще хуйня. То есть они не имеют права голоса в том представлении? Они имеют право голоса, и у меня есть право голоса. Вот я считаю, что они занимаются хуйней, мое право. Окей. Они делают все, что хотят, и я делаю то, что хочу. Окей. Не дай бог, значит, я сейчас оговариваюсь, ни в коем случае я не желаю, не дай бог. Я моделирую ситуацию и надеюсь, что никогда в жизни она не случится. Ты там говоришь, надо просто взять, похоронить своих детей, ну и жить дальше. Если бы, не дай бог, кто-то из твоих детей погиб при похожих обстоятельствах в теракте, сколько тебе хватило бы лет, дней, месяцев, десятилетий для того, чтобы просто взять, похоронить и отпустить ситуацию? Ну, конечно, вопрос немножко странный, потому что я хотел бы, чтобы мои дети умерли после меня, а не до. Я тоже всячески это желаю. Но если ты позволяешь себе такое резкое высказывание в адрес людей, переживших несчастье, почему не можем смоделировать ситуацию и задать такой вопрос на основе того, что ты говоришь? Потому что я не хочу ее на себя спроецировать и моделировать. Окей, это лучший ответ. Заканчивается тот пост следующим абзацем. Они никак не могут повлиять на ситуацию. Надо жить дальше. Сейчас в нашей стране научились бороться с терроризмом, и подобная история совершиться не может. К большому сожалению, ты оказался неправ. Угу. Что, на твой взгляд, случилось в Крокусе? Теракт. Кто, на твой взгляд, это устроил? Кто за этим стоит? Мне кажется, почему это стало возможным? Стало возможным, потому что никто не ожидал, что придут вот такие отмороженные, обдолбанные люди, а я уверен, что они были под какой-то наркотой, потому что это очень странное, очень нелогичное поведение, и это все похоже на провокацию, потому что ты не можешь... Ну, просто так в этом нет никакого смысла, там же не было никакого заявления, никто не взял на себя ответственность. Там какой-то, что там, какой-то вилаят, там, ИГИЛа, Хорасан. Это все какая-то хуйня. Даже если у них какой-то зуб на Россию, это слишком, понимаешь, в центре Москвы, люди отдыхают, у тебя все хорошо, торговый центр, там свет горит, там люди с детьми ходят. И они просто идут, как в этом самом, как в GTA, просто мочат всех подряд. Слушай, у меня ощущение, что ты слово в слово повторяешь то, что говорил Шевелеву, когда объяснял террористическую атаку Газы на Израиль 7 октября. Тоже слово провокация, тоже под наркотиком. Конечно. То есть это одно и то же в том представлении? Ну, с моей точки зрения, это очень похоже. И я думаю, что, опять же, сейчас ты меня запишешь в какие-нибудь страшные лютые конспирологи, у меня нет простого объяснения, почему Хамас настолько ебанулся, чтобы он настолько провокативно, насилуя женщин, да, вот показывая, как они жестоко с ними обращаются, там, со сломанными ногами, вот это все. Зачем это было снимать? То есть наверняка есть ужасные вещи, которые происходят на войне, еще хуже вещи происходят на войне, но их хотя бы не снимают или не показывают всем. А здесь это была такая вот прям специальная, зрелищная, наглая атака. Так, а в Москве? То же самое. Ну, подожди, Возможно... ты Шевелеву, если я ничего не путаю, ты сказал, что, на твой взгляд, за этим стоят американцы. Ну, я вижу такой почерк. Так, да. а за Крокусом? Американцы это любят. А за Крокусом? За Крокусом я не знаю, кто стоит, но это очень похоже на то, как, вот если ты следишь за историями того, как людей разводят мошенники, да, как их заставляют просто полностью закрыть глаза на здравый смысл и заниматься какой-то лютой хуйней. Все эти какие-то преподаватели вузов, которые поджигают избирательные участки, вроде все нормально, человек с высшим образованием, там уже там в летах все хорошо, бабушка, вдруг она берет коктейль Молотова и идет, кидает там в урну с бюллетенями. Ну, это бред. Это значит, что ее каким-то образом какие-то люди позвонили по телефону, убедили, нашли слова, ну, назовем их пранкеры. Да? Так, пранкеры и то же самое сделали пранкеры, то же самое сделали... Какие-то пранкеры. Я не знаю, на кого повесить эту ответственность. Сделали так, что вот эти вот упоротые представители южных республик приехали туда с автоматами, и там поливали зрительный зал керосином, поджигали и стреляли в детей. Это очень странное поведение. Оно нелогичное, оно ни из чего не вытекает и никуда не идет. Кроме того, что, наверное, было желание из этого устроить какой-то взрыв социальный, например. Но просто Россия не такая страна. У нас люди в этом смысле не реагируют так остро даже на такие ужасные пиздецы. Ну и, собственно, это, все показали реакцию. Реакция была тоже ведь медийная. Их тут же запиздили, да, там к яйцам электроды подключили. Вот это все. Показали, что, ребят, так делать не надо, это вот ничем хорошим не закончится. То же самое в СИЗО в Ростове. Просто нахуй расстреляли их, и все. Наверное, это очень незаконно, но это очень показательно. Как ты относишься к версии украинского следа? So-so. Я не думаю, что это напрямую Украина... Эту версию продвигает Путин, Патрушев и остальные. Они говорят про украинский след. То, что там наверняка использовались какие-то ребята, техническая база, колл-центры,
еще какой-то, допустим, даже им был обеспечен путь отхода через Украину, 0 сомнений, просто потому что, я не знаю, насколько ты следишь за Украиной, я все-таки там с 2000 года у меня там офис, и вообще много людей, с которыми я общаюсь, и куча времени там Сейчас провел. будет тейк, что в Украине коррупция. Там такая коррупция, что тебе не снилось. Ну, я но, прям но дело не в коррупции. Коррупция — это самое нежное, что можно сказать про Украину. Там вольница. Там нет законов. Там ты можешь делать абсолютно все, что угодно. Да, я просто много раз слышал это в других интервью. Колл-центры. Чтобы чуть-чуть остановить эту историю, ты говоришь про окно, про Путин, который говорил, окно в Украину. Они двигались туда, и им собирались... Объясни, Смотри, пожалуйста... у нас технически... А куда ты еще сбежишь? Не, подожди. Какая еще граница? Ты, если сбежишь в Белоруссию, это все, что сбежать в Россию. Как тебя выпустят из России? В России дырявая граница? Конечно. Ты что? Расскажи, то есть вот как можно в каком месте российской границы можно взять и незаметно, особенно после того, как теракт случился, оказаться в Украине? Геометку прислать? Ну, мне интересно, да. Ну, открой карту Гугла в режиме спутника. Так. И просто посмотри, что такое граница. Ее там просто тупо нет. У тебя одно колхозное поле и другое колхозное поле. У тебя иногда бывает ручей в качестве границы, а иногда его нет. Иногда просто посреди То есть поля. можно доехать до того места, где там пересекается условно, там, района 3 сестер, Беларусь, Украина и Россия. Я думаю, что там как раз... Но они в ту сторону ехали, как я понимаю. Они ехали в Брянск, если я правильно понимаю, на юг просто. Так, не-не-не, они, по-моему, ехали в сторону, поэтому там белорусы и фигурировали. Может, я путаю уже что-то, но неважно. По-моему, нет. Окей, прям в Брянск. То есть и в Брянск ты едешь, Так и это там... взяли в Брянске. И там ты спокойненько переходишь границу. Ну, смотри, когда был и ковид... во время войны, там, Это военных, никого ты не встретишь. Невозможно. Посмотри, какая длина государственной границы Российской Федерации. Это сколько десятков тысяч километров. Заебешься охранять. Поэтому это, естественно, если ты идешь через лес, то тебе гораздо проще перейти, чем по дороге. Я в ковид ездил в Белоруссию на тракторе через лес, потому что официальные дороги были закрыты. Там не закрыто, пожалуйста, у тебя лесные тропы. Еще раз, в Беларуси и России нет границы. Может Есть, быть, она она сейчас закрывалась в появилась. ковид. Может, она в ковид появилась, но через леса ездили все. Слава Комиссаренко про это рассказывал у себя в комедии. Вот, это да. Но Беларусь не Украина, это другая страна, и с ней Есть война. канал переправки людей на Украину, он и сейчас работает. Пожалуйста, все люди, у которых здесь какое-то уголовное дело в России, которые хотят съебаться от правосудия, они съебывают через Украину. И их через лес проводят. Это всегда работало и будет работать. Там есть куча контрабандистов, конечно, сейчас тяжелее, потому что сейчас это, надо больше денег платить, и это не все то есть про окно в Украину тебе не выглядело какой-то фантастикой, версия? Не больше фантастика, чем афганские беженцы, которые входят там в Польшу через Белоруссию. Как ты отреагировал, когда увидел одного из террористов с отрезанным ухом? Я видел кадры, как ему это ухо отрезают. Ну, я это видео имею в виду, да. Да, но опять же, мне было интересно, почему так происходит, и я... Что ты, о чем ты подумал? Можно я просто опишу сцену, как это выглядело? Они, значит, бросили там свою машину, когда поняли, что их зажопили. Они, значит, бросили в лесу, выбежали в лес и куда-то помчались. За ними уже, значит, шли наши спецслужбы. Те бармалеи разбежались по лесу. Один залез на елку, думая, что он там спасется, что его не найдут. И когда я, значит, снизу уже подошел чувак с автоматом, типа, слезай, или сейчас тебя выстрелю в жопу, он начал... может быть, он ему помог, пару пуль в ствол садил. Тот начал падать с этой елки, он себе ободрал ухо наполовину, а ветку. И поэтому, когда он ему отрезает ухо, он как бы дорезает уже оторванное ухо. Это импровизация. Я ни в коем случае не оправдываю отрезание ушей, но в данном случае это случилось... видео с елкой ты видел? Этого не было, потому что они, или не показали. Они показали, когда ему это уже... для закрытое видео, для прошаренных? Там, где отрезают ухо. Я видел это видео. Я тоже видел. Елку это я читал текстовое описание. Текстовое описание. Он ему дорезал и ты ему оторванное поверил? ухо. Я решил, что это драматургически достоверное. И поэтому поверил? Да. И опять же, это не значит, что то, что я поверил, не значит, что это хорошо. Это просто но ты поверил объясняет, в это, почему... не будучи уверенным, что это так Хорошо, было. почему он ему отрезал одно ухо, а почему не отрезали другим уши? Если задача их была Потому что был какой-то человек, у которого просто совсем башка с петель слетела, и он решил вот таким вот образом правосудие Потому что оно уже болталось. И ему, видимо, он решил, что Не, надо моя помочь. версия, почему не работает. Вот так вот человек только что увидел, как они ни за что положили 150 человек, еще много ранили, и он просто как бы переполнен злостью. Да. И решил такого возмездия произвести. Они не церемонились. Да. Но просто вот здесь ему идея отрезать ухо пришла в голову, потому что оно уже было надорвано. Да, но еще раз, ты елку не видел. Я елку не видел. Ты сейчас рассказал так, как будто ты видел видео. Я понимаешь? всегда пытаюсь понять какую-то последовательность. Но Вот ты сейчас почему? сконструировал ситуацию с мельчайшими деталями, которую ты не видел. Но я читал описание, почему это ухо ему пришлось, почему он его отрезал. Да, он был на У тебя адреналине. никаких сомнений, что тот, кто текстом описывал эту ситуацию, он врал. Ну, чтобы что?
Чтобы что? Да. Ну, чтобы версия про то, что какие-то чуваки, которые силовики российские, или те, кто помогает силовикам, могут творить вот такие вот почти внесудебные пиздецы. Давай проще. Если бы всем этим террористам отрезали все уши, я бы тоже не удивился. Это ужасно, но если бы это случилось, вот на то воля Аллаха. Значит, вот так. То, что ему одному отрезали одно ухо, ну, значит, считай, что повезло. Потому что потом их пытали, может быть, они пожалели, что им уши не отрезали. Так, тоже на всякий случай оговорка. Если, а скорее всего это и были те террористы, разумеется, никакого оправдания и всего остального, вдруг кому-то покажется, что этически я за них как-то вписываюсь. Вот. Но отрезание ушей даже таким людям — это полный пиздец. И вопрос тебе. Ты как гражданин, ты не испытываешь страха из-за того, что ультранасилие, оно рутинизируется? Нет. Объясни. Это при том, что я самый ненасильственный человек на свете. Я против любых пыток, любых страданий и всего остального. То есть у меня в этом смысле ноль. Я никогда не... Ну, то есть ноль такого, что я вдруг считаю, что кого-то все-таки можно попытать. Ни в коем случае. Хотя я знаю, что это бывает. Опять же, меня забыли спросить. Те, кто это делают, они передо мной не отчитываются. То, как сейчас вот современное российское... Понятно, что это видео для служебного пользования. Понятно, что его не должны были нам показать. То, что его показали по горячим следам, это значит, что оно прошло все стадии согласования. Кто-то главный сказал, это можно, чтобы было неповадно. Такой вот воспитательный процесс. Плохо? Наверное. Так, а почему убедительно? Очень. Как гражданина, почему тебя не пугает? А почему меня должны пугать как гражданина? А не связываешь ли ты с тем, что, ну вот, когда ультранасилие становится нормой, то еще больше нормой становится просто насилие. Не на стероидах, не такое, Подожди, а вот просто. Люди только что в торговом центре расстреляли 150 человек. Подожди. Это не ультранасилие? Еще раз, я же сказал, что людям не прощения, никакого прощения и там максимально возможные там, наказания по суду. Я про другое. Я именно про физическое насилие. И так или иначе, как бы мы ни относились к этим людям, а мы относимся максимально ужасно, это внесудебно. Это внесудебная история. Да. Вот. И если бывает. Да, ну подожди, хорошо. Если бывает. Тут я читаю одного блогера, и он пишет: законы несовершенны, но лучше них человечество не придумало ничего. Без правосудия мы вернемся в каменный век. Ты понимаешь, что это за блогер? Ну, неужели это я написал? Это Артемий Лебедев в 2019 году пишет Рамзану Кадырову. Да. Без правосудия мы вернемся в каменный век. Хорошо написано. Без правосудия мы вернемся в каменный век. Именно так. А сейчас ты говоришь абсолютно другое. Мы без правосудия вернемся в каменный век. Так. Но в целом, когда иногда такое неправосудие происходит даже как бы с последними людьми, это норм. Это не норм. Вот, опять, смотри, ты хочешь, чтобы я Не-не-не, отвечал... я слышал это так. Ни в коем случае. Ага. Я наблюдатель, Да, наверное, такой же охуевающий, как и многие другие. И больше того, мы живем на одном глобусе, все эти события происходят одновременно. Вот и я живу на этом глобусе, и ты живешь на этом глобусе. Ты же не хочешь сказать, что ты как-то вот лучше живешь, или больше там права имеешь, или там у тебя мораль какая-то другая, чем я? Нет. Это пиздец, который произошел при нас с тобой. Да. Мы его современники. Так. Что еще надо сказать на эту тему? Могу ли я на Я это повлиять? одобрение Я уши никому услышал не... в твоих словах одобрение. Если его не было, ты сейчас поясни. Я услышал одобрение в твоих Ни словах. в коем случае. Окей, я, значит, не Я, понял. опять же, я пытаюсь рационализировать, почему нам эту картинку показали. Она нетипичная. Это первый раз, когда кому-то отрезали ухо, запытали? Скорее всего, нет. Первый раз, когда тебе так это показали? Ну да, вот на ближайшей памяти я такого не помню. А вопрос про гражданина, ты тоже от него ушел. Что я имел в виду? Вот ты сказал, что ты не боишься, что ультранасилие рутинизируется. Не может это привести когда-нибудь к тому, что люди будут воспринимать как вот такую жесть, как норму, разумеется, его чуть-чуть дозируя и пропорционировать, исходя из происходящего. И, условно говоря, на улице люди, которых раньше, там, люди с синими волосами или там с узкими джинсами, не знаю, с маникюром, его сейчас нет, вот, с маникюром на пальцах, они могли просто там, не знаю, что-нибудь крикнуть, а сейчас он будет просто подходить и бить в бубен сразу. Просто потому что насилие его становится больше, в том числе в паблике и в том числе от людей, которые так или иначе какую-то норму создают в государстве. Все правильно описываешь, так и бывает, к сожалению. Например, так случилось на Украине.
Они за 10 лет себе расшатали психику Это конкретно. Классический пример. Я просто... Просто это мой личный пример. Не-не-не, я просто признаю, что это не сразу произошло. Важнейшая вещь того, как ты ведешь там дискуссию, это сразу скатываться в примеры других стран. Подожди, Артемий, подожди. Юр, смотри, я же не просто Эфиопию привожу в пример. Или и сектор Газа, да, хотя там я хотя бы был рядом. В Палестине был, да, в другой части. Я жил в Америке, и я жил на Украине очень много, поэтому это для меня страны, которым я неравнодушен. Я слежу за их политической жизнью, за их менталитетом, за людьми, я с ними общаюсь. Я привожу в пример, потому что это важно приводить в пример. Важно, да, но ты делаешь это всегда, это выглядит абсолютно как whataboutism. Ну и что? Это очень гнилой прием дебатов. Артемий, ты блестящий оратор, очень умный чувак и все остальное. Спасибо. И поэтому мне кажется, что ты недостоин того, чтобы как худшие представители русской пропаганды уходить в сторону whataboutism. Я буду благодарен, если мы сейчас будем говорить про Россию. Можно вопрос? Да. Whataboutism? Почему нельзя этот прием использовать? Что в этом плохого? Ну, потому что этим приемом можно оправдать все, что угодно. Нет. Мест в мире, где происходит пиздец, очень много. Да. И если просто конкретно наводить на его фокус и приводить пример, то тогда можно оправдать все, что угодно. А ты особенно, если приводить какие-то такие же проблемные места. Проблемное ли место Украина сейчас? Конечно. Проблемное ли место Соединенные Штаты Америки? Конечно. Там и близко ничего не идеально. И когда ты этот прием всегда используешь, ну это выглядит просто смешно. Потому что даже я... Ты сейчас как Навальный сказал. Почему? Такая интонация была. Выглядит просто смешно. Ну так вот, поэтому про Россию. Просто это нормальный прием, да. нормальный. Когда тебе говорят, что типа нельзя говорить, а как у них, или whataboutism, это недостойно, потому что это один из возможных приемов в разговоре, когда мы приводим что-то в пример. Это нормально и нужно, и правильно, и хорошо. А те, кто запрещают такую постановку вопроса делать, вот это как раз люди, которые хотят делать все, что угодно, но чтобы к ним не было вопросов. Это неправильно. Это вот, а так себя ведет, кстати, Америка. Она делает лютейшую, просто пиздец какую дичь, но только не задавайте нам вопросы, почему мы это сделали. И все, отлично, так и в белом взяли и ушли. Про насилие. Насилие. Ну вот, ты сказал, все так и происходит. Цепочка. Ну, ты сказал, что да, все так же происходит. Я привел тебе пример Украину. И сказал, как эта страна из мирной, прекрасной, няшной, хлеборобно-инженерно-дизайнерской, с красивыми девками страны превратилась в пиздец. Сейчас там настолько... Там нет никаких законов, там полное тоталитарное вообще ад. Там нет у тебя выезда из страны свободного, нет свободы прессы, закрыли все, что только можно. Я тебе напомню, что, например, тот же самый Яндекс и ВК, которые там вели бизнес, их домен разделегировали. То есть домена Яндекс.Уа не существует. Он был. Его нету больше. Все, он растворился в атомах. Потому что они стерли все. Они закрылись отовсюду. Они открыли доступ только для своих... Вот этот Вашингтонский обком, назовем это там. Их там просто ебут, как сидоровых коз. Я не знаю, за какие пирожки. Американцы еще денег напечатают. Им не жалко. Украинцы полностью... украинская власть. Я не беру людей. Люди нормальные. Они сидят, просто охуевают сами. И кто мог сбежать, естественно, сбежал. Кто не мог, ждет, когда вся эта хуйня закончится. Это общество разогнало, они дали возможность националистам вести себя безнаказанно. Там убивают направо-налево, просто в центре Киева. Это типа как у нас в 90-е, полный пиздец. А дальше у меня, например, Зеленский отобрал 2 квартиры. Как ты думаешь, могу я воспользоваться правосудием на Украине? Нет, ни один адвокат со мной даже в шутку не хочет в Польше разговаривать. ты не понимал. Артемий, выполнена программа, ты повторил все тоже говорил, что говорил в предыдущих интервью, а одна из моих задач была все-таки поговорить не только о том, Давай что было о чем-то. в 20. Программа выполнена. Тогда мой вопрос. Правильно ли я понимаю, что отрезанное ухо — это шанс в сторону пиздецовой, как ты говоришь, Украины? Потому что это... Правильно я понимаю, что отрезанное ухо — это шаг в сторону той ужасной Украины в твоем представлении? Нет, неправильно. Потому что здесь есть одно исключение все-таки. И это, собственно, то, как я себе объясняю, почему нам эти кадры показали. Потому что сейчас государство, у него много всяких разных проблем, и тут еще война, и тут еще надо как бы за всякими разными делами следить, и еще санкции. Короче, непростые времена. Государство сказало, с этими пидорасами вообще никаких шуток. Если раньше цацкались, как с какими-нибудь этими чеченцами, которые приходили в больницу с беременными, это было... И такой, ну ладно, пойдем на переговоры с ними. Ну ладно, отпустим в родной этот самый кишлак, пусть идут. Сейчас разговоры очень короткие. Нахуй сразу всех запрессовать, тут же отпиздить, показать тебе картинку, как с подключенными электродами к яйцам. Все.
Типа, это современный российский ответ на терроризм. И это спасет от того, что Я не жестокость знаю, начнет... понятия не имею. Слава богу, я не силовик, и мне не надо, блядь, отвечать за медийку силовую. Окей. Теракт случился, потому что спецслужбы провалились? Наверное. Так, окей. Как ты относишься к мнению, что теракт случился, потому что спецслужбы вместо того, чтобы искать и предотвращать настоящие теракты и работу настоящих экстремистов, они заняты тем, чтобы находить экстремистов среди публичных и непубличных людей, которые против войны и против власти? Я думаю, что это очень детский взгляд на работу спецслужб. Объясни. Я думаю, что у нас очень хорошие профессиональные спецслужбы, долгих лет им здоровья и профессиональных успехов. Единственное, у меня к ним такая гражданская претензия, если можно так сказать, это то, что они очень мало рассказывают о своей работе. Вот я все время читаю «Нью-Йорк Таймс», например, все время вижу, как они рассказывают о своих спецоперациях. Причем иногда у них что-то суперсекретное, и уже через 3 дня ты знаешь все подробности. Это их стиль. В крайнем случае, через 3 года они тебе все расскажут. Или как сейчас вот в «Нью-Йорк Таймсе» вышла статья про то, как секретная сеть баз ЦРУ на границе с Россией типа выполняет все обязательства, и что, значит, там сидят эти ЦРУшники, которые помогают украинцам. Они до этого молчали про это, а сейчас просто написали большую статью. И говорят, что это гораздо эффективнее, чем центр ЦРУ в Москве. Потому что они получают всю оперативную информацию, все дроны, хуёны, в общем, все, что там есть, дают украинцам координаты, те хуячат. Творят маркетинг. ЦРУ. И это в «Нью-Йорк Таймсе» пишут, что да, мы ЦРУшники, наши секретные базы на границе с Россией, мы помогаем. То есть американцы там конкретно участвуют в этой войне и не скрывают этого. Они это рассекречивают. Наши спецслужбы как воды в рот набрали. Все, они никогда тебе ничего не рассказывают. Даже когда я читаю про то, что задержали какого-то террориста, у меня всегда есть вопрос, а он точно террорист? А он настоящий террорист? А должен ли я им верить? Потому что мне не дают ни до, ни после никакой инфы. Это моя претензия, да, и надо лучше рассказывать о том, как происходит, какими методами это происходит, какие результаты, как вычислили. Это не страшно. Слушай, а еще раз, я не толкаю мнение по поводу того, что из-за Акунина, Петричук, Беркович и остальных людей, которых просто ни за что объявили экстремистами, что из-за этого случился Крокус. Но это мнение есть. Ты сказал, что это детское представление. Да. Детское представление, но ты сейчас не развинтил. Почему? Потому что те люди, которые прессуют Акунина и Петричук, это отдельное какое-то крыло, да, они, так сказать, в белых перчатках. Откуда ты это знаешь? Потому что это другое ведомство вообще. Это, откуда ты это знаешь, если ты только что рассказал? Я если ты только что рассказал, что мы не знаем, как работают спецслужбы. Мы не знаем, поэтому я могу только опираться на свое представление, а также на то, как... это не факт, это твое предположение. Вот поскольку я знаю больше про работу ЦРУ, чем про работу ФСБ, или других аббревиатур, про которых я ничего не знаю в России, наверняка есть еще 100 аббревиатур, они совсем неизвестные. Вот назовем это все вместе, да, вот спецслужбы. Вот то, как работают американские спецслужбы, я знаю про это гораздо больше, потому что они про это рассказывают. Может, они пиздят. Может, это все просто драматургия такая. Может, они сливают полную хуйню, чтобы меня дезориентировать. Я это вполне допускаю. А наши вообще ничего не сливают. И мне хотелось бы, чтобы немножко все-таки я участвовал в этом, вот, в последовательности этих действий, как зритель, чуть более информированный. Так же, как я всегда читаю отчеты об авиакатастрофах, МАК всегда публикует. Это крутейшие документы. Там все максимально подробно, вся расшифровка радиообмена, все технические параметры, все восстанавливается, огромный отчет, в котором все-все-все написано. Потому что очень важно разбирать полет. Все пилоты это делают, а я просто как любитель. Я всегда захожу на сайт, смотрю все подробности авиакатастрофы. Я хочу также разбирать теракт. Я хочу, чтобы мне все... Потому что, да, например... Сейчас такой возможности нет, я понял. Сейчас такой возможности нет. То нет. есть, я правильно понимаю, ты просто сказал, еще раз, ты сказал, что Акуниным занимаются одни, а терактами другие. Конечно. Но ты этого не знаешь. Ну, нет, я этого не знаю. Ты предположил? Да. Окей. Ты говорил, у тебя вышло большое видео по мотивам интервью Веры Полосковой, небольшое видео, там большой кусок был на 16, кажется, минут. И Он, кстати, охуенно на YouTube залетел. И в числе прочего, да, там около 1 миллиона просмотров, или может быть больше. Больше. Ты говорил, жизнь не зависит ни от одного президента. Нужно просто жить свою жизнь. Просто смотришь в окно, там птички, светит солнышко, это и есть жизнь. Ну вот смотри, есть молодые парни, которые жили и также выглядывали, смотрели на солнышко в Москве, Питере, Махачкале, Костроме, Хабаровске, Перми, многих других городах. Донецке. В Донецке, да, под этот пример тоже подойдет, только там другая хронология. В этих городах они ходили по этим городам, смотрели на солнышко, и в сентябре 22 года президент принял решение провести мобилизацию. И многих из этих людей стали выхватывать и против их воли отправлять на фронт. И многие там погибали.
Есть разные цифры, насколько именно мобилизованных погибло среди тех десятков тысяч людей, но одна из версий, которую Медиазона приводит, это 7 тысяч мобилизованных только погибло на войне со стороны России. Я сейчас говорю только о гражданах России. Жизни этих парней, которые не вернулись с этой войны, тоже не зависели от президента? Я сейчас пытаюсь понять, что именно ты хочешь спросить, потому что призвали... Жизнь не зависит... Смотри, призвали военнообязанных, да, те, кто уже в армии служил, у них была военная специальность. Не призвали людей просто... Ну, не обязательно служил, но он каким-то образом... Они все служили. То есть это люди, у которых был военный опыт. У них могло быть образование. У них был военный билет. Да. Они после этого... Военный — это тоже человек, понимаешь? У него есть образование, и он еще может пойти в баре выпить пиво и поссать. Это как бы одно другого не исключает. Эти люди, они знали, что у них такая специальность, что если Родина позовет, надо идти. Вот так это устроено. Специальность водитель, например. Например, водитель, да. А ты думаешь, что на войне все с автоматом бегают? Нет. 5% с автоматом, остальные занимаются поставками. Так. И? Их жизнь не зависела от президента. Они не связывали свою жизнь с армией. Они давно работали на других профессиях. Они отслужили когда-то либо срочниками, либо когда-то они отучились где-то, либо на военной кафедре, вообще не связывая свою жизнь с армией. Прошло 10 лет, 15 лет. А ты знаешь, что, например, медсестра тоже военнообязанная, если что, ее зовут? Она, когда идет в свой медвуз, она это знает с первого дня. Если у тебя есть джип, то его тоже могут отобрать на войне, и ты это знаешь, когда ты покупаешь джип. Конкретный вопрос. Жизнь ты говоришь, жизнь не зависит ни от одного президента. Президент, графикой можно будет вывести. Президент принимает решение, что мне еще нужны люди, чтобы воевать. Люди, которые давным-давно никак не были не связаны с армией, идут воевать и погибают. Их жизнь тоже не зависит от президента. Они туда пошли после решения президента. Ну, значит, так получается так. Значит, то, что ты говорил, тогда неправда. То, что я говорил... Про жизнь не зависит от президента. Я тебе говорю, что она Это грубое обобщение. Это то, как я вижу жизнь. Я и сейчас живу жизнь, которая не зависит от президента. Бывают моменты в жизни страны, когда, да, людей собирают, мобилизуют. Не только в России это происходит, если ты можешь заметить. А еще кого-то сажают в тюрьму, а кого-то отправляют на фронт, а кого-то там еще и убивают. Ну тогда получается, что тейк «жизнь не зависит ни от какого президента» — это полная херня. Когда случается война, она зависит от президента. Ну значит, тейк ложный. Ну, появилась добавка, да, я это писал, когда не было войны. Ты говорил это, реагируя на интервью с Верой Полосковой, которое вышло осенью 22 года, причем в конце осени. Ты говорил это после мобилизации. Хорошо. Значит, вот у тебя, видишь, ты так вот смотришь на мир, и тебе кажется, что все зависит от президента. А я тебе скажу, что... Ты прекрасно знаешь, что я смотрю на мир... миллионов человек, которые, их жизнь не зависит так от президента. Ну, просто... Нет, еще раз. Хорошо, я принимаю твой... Все. Да, окей. Да, в таком случае зависит. Хорошо. В нашем интервью, которое в 2017 году вышло, ты сказал, что относишься к Путину с большим уважением. И главное уважение к Путину, что он не кровавый. Не кровавый. Готов ли ты сейчас повторить это? Я знал, что ты мне задашь этот вопрос, а я готов. Ну, готов ли ты повторить? Я готов повторить это. При том, что, конечно же, ты скажешь, что смотри, какое противоречие, как ты можешь назвать некровавым человека в ситуации, когда у нас в стране война, и люди умирают, они, очевидно, умирали в крови, потому что на войне у нас это не просто эвтаназия легкая, да, это тяжелые бои происходят. То, что происходит, та ситуация, которая происходит, может быть, чуть раньше надо отмотать назад и понять, типа, почему она происходит. Так, сейчас я вижу уже у меня очень много пропагандистский мой прием. Не, просто я же провел как бы с тобой, ты, понимаешь, заменил мне семью на последние, там, я не знаю, неделю или дней 10, вот, поскольку я смотрел, слушал и читал только тебя. Вот, и поэтому Хорошо, я тебе скажу свеженькое мое наблюдение, которое я не говорил еще ни на одном интервью. Мне такая мысль пришла в голову. Давай. У меня уже много претензий к родному государству. И одна из претензий, которая свеже сформулировалась, я даже не знаю, почему раньше она мне не пришла в голову, это, в принципе, я считаю, что в России очень плохо с пиаром, очень плохо с политическим пиаром, очень плохо с мотивацией, с информированием граждан о том, что происходит. Это неправильно. Надо с гражданами разговаривать, они должны понимать последовательность действий. Но, кроме того, что забыли поговорить со своими собственными гражданами, когда началась война, забыли поговорить с гражданами Украины.
им ничего не сообщили, им не сказали, что сейчас будет. Типа, дорогие друзья, мы идем, сказали, демилитаризация, денацификация и так далее, это к людям не имеет никакого отношения. Но, по-моему, у Путина был как раз прямой диалог. Он как бы вот в этом вот обращении своем, он говорил, что вам, уважаемые граждане Украины, это там высокоточное оружие, все, он обращался к ним. Он даже к военным обращался, чтобы сместили Зеленского. Он обращался к военным, это другое. Простой человек, который сидит, просто какой-нибудь дизайнер, там, не знаю, в Кривом Роге, и ему ничего не сказали. Ему не сказали, типа, что происходит и почему, какое он место в этом всем занимает. А это было бы очень неплохо сказать, что да, идет Россия, это наша исконная земля. Нам кажется, что захватили власть, под американцами, суки, прогнулись, а у нас так не принято. Раньше полякам дали пизды, сейчас пиндосам дадим пизды. Вас спасем, мудаков всех выкинем. Все, охуенный был бы панч. И дальше... По-моему, он так и говорил. Нет, вообще нет. Окей. Надо обратиться к людям, просто им сказать, что, собственно, что происходит, что вам-то ждать. И все, было бы вообще по-другому. Но даже и с украинцами не поговорили, и с нашими не поговорили, со своими. Смотри. Приходится мне это делать, блядь. Я дизайнер, я начал заниматься политпросветом, потому что я закрываю косяки родного государства. Я объясняю людям, как жизнь устроена в самых базовых очертаниях, просто чтобы они с ума не сходили. И, кстати, я никогда не получал такого количества благодарности, как за это. У меня инбокс распух от спасибо. Благодарности от кого? От людей, которым я кукушку спас. От простых людей. Да, самых простых людей, которые нихуя не поняли, что происходит, они уже готовы были просто сойти с ума. Я им вернул здравомыслие. Они просто продолжили жить свою жизнь. В некотором смысле Арестовичи же говорят, что он тоже помог многим украинцам на старте войны. Ты русский Арестович. Я бы не хотел так сравниваться, потому что, есть у меня свои причины. Я русский я. Почему? Какие причины? Потому что Арестович очень скользкий, липкий инфокод. А ты какой? Я нормальный. Я делюсь своей моделью здравомыслия, рассказывая, самое главное, я показываю последовательность, как что-то делается. Если я пришел к какому-то умозаключению, я стараюсь проиллюстрировать, почему это так, почему я к нему пришел. Не просто так. Окей. У меня каждая мысль имеет предысторию, а не просто я так считаю. Окей, смотри. Не кровавый, говоришь ты, Путин. И именно поэтому сегодня, хотя это звучит противоречиво, я продолжаю утверждать, что Путин не кровавый, потому что мне кажется, что он так устроен. Случился пиздец, умерла куча людей, но изначально он не собирался этого делать. Смотри, Ходорковский, у меня простой пример. Да. Самое простое, что можно было бы сделать, его просто чпокнуть. Вот тогда, еще в каком-то 2003 году, когда его в тюрьму посадили. Если помнишь, какое было количество пиар-хейта в сторону России, там миллионы долларов 10 лет подряд тратились, чтобы просто хуесосить, что у вас сидит Ходорковский. А потом такие же деньги тратились на Сенцова, на Савченко, на всех остальных героев, которые сейчас нахуй никому не нужны. И Путин спокойно этих людей отпускал. Все хорошо. Они выходят из русской тюрьмы, румяные, розовые, что Толоконниковы, что Сенцов. Навальный румяный вышел? Навальный, как ты видишь, был доходягой уже. У него здоровье подорвалось. Доходягой? Он сильно похудел там в тюрьме. Из-за чего? Ты расскажи мне. Нет, из-за чего он я не знаю, почему он. Может, из-за того, что его отравили, нет? После отравления он какой был? Его Путин спас. Понимаешь, он создал систему здравоохранения, когда у тебя самолет садится в заминированный аэропорт, где уже кто-то позвонил, и мы не знаем кто, и сказал, что нельзя садиться. Пилот принимает решение, потому что он царь и бог. Садится, вызывает скорую помощь, приезжает скорая помощь. В стране, где все нахуй разворовано, где хуево лечат все пидорасы, спасают Навального в институте скорой помощи там. И еще они получают кучу пиздюлей за то, что вот вы вообще, вы суки путинские эти самые. Приезжает консилиум из Москвы, долго сидят, химичат, понимают. Если бы хотел отравить, есть как-то, не знаю, застряли бы эти профессоры где-то, не вылетели. Это еще был ковид. Что в России хуево лечит? Навальный так говорил. Навальный? Да. Я не слышал от него. У него все время претензии к системе здравоохранения, к образованию, ко всему. Ты найдешь такие цитаты? Что Навальный говорит, что в России хуево лечит? Мне лень, я кого-нибудь попрошу это сделать. Так вот, смотри, кровавый. Ты говоришь, ты ушел, стал уходить, он отпускал и все остальное, хотя на каждую такую историю найдется человек, которого мучают в тюрьме, и Карамурзу сейчас, и Навальный вообще из тюрьмы не вышел. Про другое. Смотри, простая вещь. Кстати, про то, что хуево лечит Навального, прости, я вспомнил. Он, когда ему в глаз зеленкой плеснули, поехал в Барселону лечиться со своим лечащим врачом. Да, потому что ему нужно было именно... Потому что в России хуевая медицина. Хотя можно было прекрасно это сделать в России. В России разная медицина. И, по-моему, люди, которые в том числе рады тому, что Навальный был спасен, благодарили медиков, которые ему помогали. И, по-моему, я боюсь ошибиться, но, по-моему, я помню цитату относительно того, что медики невероятные, а вот этот вот бюрократический и админский состав, который пытался медикам мешать, вот они как раз негодяйски себя вели, а медики красавчики. Окей, я не могу это проиллюстрировать, но просто я почти уверен, что ты абсолютно неправильно цитируешь. Кровавый, не кровавый. Объясни вот мне, как умный человек и как не русский Арестович.
20-21 февраля 22 года. Россия живет так, как жила до полномасштабной войны. 24 февраля принимается... Подожди, пожалуйста, подожди. Я сейчас говорю просто... Я к слову кровавой. Я не хочу про 8 лет бомбили Донбасс, прочие вещи, которые я много раз по кругу тоже слушал, когда готовился, и слушал тебя. Вот. Я просто к тейку кровавый или нет. 20-21 февраля Россия живет так, как живет. 24 февраля принимается решение о полномасштабном вводе войск в Украину. И сейчас мы с тобой в июле 24 года по подсчетам медиазоны, они считают по открытым источникам, официальные, вот здесь будут метрика, как они считают, я боюсь ошибиться. В общем, официальные заявления органов власти, записи родственников в соцсетях и что-то еще. В общем, только по открытым источникам подтвержденных погибших почти 60 тысяч человек. Эти люди были живы до 24 февраля. И, собственно, кровь вот такая вот в виде 60 тысяч человек появилась после решения 24 февраля. Как это сочетается с тем, что ты говоришь, что Путин... И решение это принял только Владимир Путин. На войне умирают. Почему тогда он не кровавый? Я про логику. Я не хочу марку вешать и говорить там военный преступник, не военный. Я хочу логику от тебя, как человека, который умеет логику. То, как я вижу человека, его устройство. Он решает все свои проблемы не кровавыми способами. Он не устраивает кровавые бани постоянно, регулярно, по любому поводу. Это не его стиль. Он по какой-то причине, видимо, ему это неприятно, начать не войну, близко. в которой увязнуть в ней и угробить почти 60 тысяч человек только граждан своей страны и огромное количество граждан другой страны. Это кровавость или нет? Человек, который по своей сути, по своей природе, по своему устройству, я его воспринимаю как не кровавый, принял самое сложное решение в своей жизни, я не думаю, что у него что-то было более сложное, начать войну. Ты ее называешь полноформатной или полномасштабной? Я не знаю, откуда у тебя это клише, почему ты ее так называешь. Ну, потому что до этого 8 лет, потому что до 8 лет была война гибридная. Блять, это тоже чей-то штамп. И тогда тоже была война, в этом-то весь прикол. 100% это была война, Она началась да? после Майдана. Майдан это была война, да. Там была провокация. Если помнишь, Небесная сотня, вот эта вся... Кровавый, Артемий, стреляли кровавому. Людей, никто их не нашел. Погибали люди, происходило огромное количество ужасных вещей. Там открылся ящик Пандоры, но мы сейчас не говорим с тобой про Порошенко, насилие. про Зеленского. Почему мы не говорим? Потому что, про Путина. Артемий, потому что я задаю вопрос. Подожди, про Владимира воюет Путина. с Зеленским, а не сам с собой. Еще раз. Кровавый или не кровавый? Вот, их нет, к сожалению. К большому сожалению, наших с тобой сограждан в количестве 60 тысяч нет. Да. Больше. И никогда не будет. Очень грустно. Вот. И ты при этом говоришь, что он не кровавый. Я цепляюсь еще раз только за логику. Мне не нужно сейчас поднять либеральный флаг, размахивать и праздновать победу. Не кровавый человек принял сложное решение начать войну. Но так случилось, что погибло 60 тысяч человек. А на войне умирают, да. Но это не делает его не кровавым. Его психологическое устройство, его стержень, не желание крови. Окей. То, что он оказался в такой ситуации, где он оказался, да, люди воюют. Причем, он же сам говорил, дедушка, что там тоже такие же русские, как и мы. Это воюют русские с русскими, это гражданская война. И они воюют тоже неплохо, как мы видим. Кто убил Пригожина? Путин. А что, у тебя есть сомнения? У меня нет. И у меня нет. Правильно ли я понимаю, что ты сейчас утверждаешь, что Владимир Путин убил 2 пилотов и стюардессу, которые летели вместе с Пригожиным, Уткиным и всеми остальными? Ну, смотри, ты спросил, кто убил Пригожина? Да. Да. Я считаю, что его убил Путин, потому что это очень неправильно, очень незаконно, но вот так бывает в мире вот этих вот сложных спецслужб, обязательств и так далее. У него было слишком много власти у Пригожина, он сошел с ума, он пошел уже на Москву, сбил там 6 самолетов, вертолетов, или 8, пиздец. Да, и там тоже были живые люди, пилоты. И они не стали героями России в результате этого. Просто летели в этот день, не знали, с утра кофейку попили с яишенкой, да, днем уже были мертвы, потому что их сбил Пригожин. Такое нельзя прощать. И так же, как с террористами нельзя прощать. И там их и застреливают, и пытают, чтобы другим было неповадно. То же самое с Пригожиным. Потому что сидели, представь себе, сидит весь генералитет, все олигархи, все такие, блядь, а что, так можно было? Можно идти на Москву с бунтом? Мы сейчас тоже пойдем, это не так дорого стоит. Вот им показали, что будет в результате. То, что там были 2 пилота, стюардесса и другие люди абсолютно невинно убиенные, это collateral damage, сопутствующий ущерб.
То есть я правильно понимаю, ты сейчас сделал утверждение, что Путин террорист. Ни в коем случае. Он убил минимум Нет. троих людей, ни в коем случае. никаким образом не имеющих отношения к военным преступлениям, предательству Родины, госизмене, попытке государственного переворота. 3 невинных человека. Очень натягиваешь. Что я натягиваю? Пригожин погиб в самолете, который был взорван. Я тебя спросил, кто убил Пригожина? То есть, кто взорвал самолет? Пригожина? Ты Ты сказал, Путин. В самолете Царь- было 3 человека, царь не сказал. имеющие отношения к ЧВК. Да. Путин террорист. Ну, это ты говоришь, не Не-не, я. ну это логика, Артемий. Я только из-за этого. Это же логика. Ну, это неправильная логика. Окей. Про мобилизацию еще один вопрос я не А задал. еще, кроме всего прочего, наверное, слово террорист мы с тобой по-разному понимаем, потому что... Почему? Устроить теракт в воздухе, где есть гражданские... Что такое? Устроить теракт на транспортном средстве, где есть Теракт. Террористический гражданские... акт. Слово терроризм все-таки у него немножко другие коннотации. Объясни, я, может, что-то не понимаю. Там есть террор. Это же не просто убийство. Ты это делаешь для чего-то, да? Какое-то... Влиять на политические решения. В данном случае это просто... Ну, ты устранил политического конкурента. Ты наказал ближайшего боярина, который сошел с ума. Окей, это политическое решение, потому что ты таким образом укрепил свою власть. Нет, ты просто показал, что так нельзя в стране себя вести. Нет, это из твоего подхода посмотри. Ну, окей, это тоже политический мотив. Раз он есть, значит, это теракт. Хорошо, назови его политическим. Я считаю, что это вот силовики разбираются друг с другом. У них такой язык. Во всех фильмах про шпионов тебе показывают, что шпиона, если он предатель, его в печь отправляют еще живым. Про мобилизацию я не задал еще один вопрос. У тебя 4 старших детей, и, как я понимаю, там один есть... Старших, в смысле, совершеннолетних. Совершеннолетних, да. И там есть как минимум один парень, который совершеннолетний. Может быть, больше. И ты говорил... Двое. Двое, да. Ты в интервью Шевелеву говорил, что ты всячески за то, чтобы они на войне не оказались. И это нормально. Все так, да? Там была цитата, если... в общем, ты говорил, что всячески не хочешь, чтобы они там оказались, и считаешь это нормальным. Абсолютно. Это, здесь вообще нечем спорить, все так и есть. Но при этом ты уже несколько раз говорил, что тебе очень нужна Одесса. И в том числе в таком виде, что сейчас, когда идет война, и русские войска завоевывают русские территории, которые всегда были русскими, просто они были по ошибке подарены Украине, а Украина взяла и решила, что можно туда теперь не пускать русских, конечно же, я за то, чтобы российские войска прошли еще чуть-чуть вперед, взяли Одессу, выкинули нахуй из власти, чтобы Порошенко и Зеленский посидели и подумали о своем поведении, открыли границы, отменили визы, и можно было бы спокойно летать на самолете Москва-Одесса, как это можно было делать всю жизнь. А что я не так сказал? То есть я правильно понимаю, что ты не хочешь, чтобы твои дети воевали, но при этом ты очень хочешь, чтобы Одесса была нашим городом, Да. завоевана, а завоевать этот город, даже исходя из того, как ситуация на фронте сейчас происходит, невозможно без большого количества человеческих потерь. И то есть получается, что тебе нужна Одесса, но только жизнями не своих детей, а чужих детей. Смотри, что написано в этом тексте. Я хочу возможность на прямом самолете Аэрофлота Москва-Одесса летать туда и в ресторане «Дача» у Савы Липкина жрать. Вот мне это нравится. Вот люблю этот город. И девки там красивые. И всегда это было возможно, всегда это работало. А потом вдруг почему-то стало невозможно. Я хочу, чтобы оно снова стало возможно. Ты мне говоришь, что я для этого должен отправить своих детей умирать на фронт. Это очень странная логика, потому что я не хочу, чтобы никто умирал. Я не хочу, чтобы никто не воевал. И это я бы тогда Я даже хочу, чтобы не снова было как раньше, Да. когда это Это просто это было прозрачная работало. граница, все работало. Это было работало, да, я бы даже не стал к этому привязываться. Если бы ты сказал, и ты когда-то это говорил, может, на старте войны или где-то еще, ты говорил, что вот бы сейчас классно дипломатически разрешить все, ничего, никого не убивать. Были такие фразы. Но я сейчас ту, которую зачитал, там российские войска продвинулись еще чуть-чуть, видимо, в сторону Николаева и в сторону Одессы, и сделали так, чтобы все можно было снова летать. Они не могут Такое у туда... меня пожелание, Подожди, да. они не могут туда продвинуться без сопротивления. Очевидно, что будут погибать другие граждане России и граждане Украины. При этом ты говоришь, что я не хочу, чтобы дети были на войне, и я поэтому задаю тебе вопрос. Тебе нужна Одесса, но жизнями других детей, а не своих. На войне должны воевать профессиональные военные. Мои дети ими не являются. Профессиональные военные воевали после мобилизации? После мобилизации воевали, 2022 года. туда не призывали людей без военных специальностей. Окей, хорошо. Поэтому, да, профессиональные. То есть, неважно, даже если они профессиональные военные, пусть они там сдохнут,
но зато Одесса будет моим городом. Городом, куда я смогу к Липкинду Ты приезжать. хочешь мне вот такие слова в рот вложить? Я не хочу, чтобы никто умирал. Артемий, я вообще бы не приставал, если бы не увидел, что найди здесь противоречие. И ты еще просто по-ковбойски так на несчастного Шевелева там навалил по поводу «найди здесь противоречие». Там, в твоих словах, его, разумеется, не было. У тебя была полная возможность грудь выпрямить и его об этом спросить. Но здесь огромное противоречие с тем, что тебе нужна Одесса. Вот ты хочешь, чтобы продолжилось, ты хочешь, чтобы к Аркадии прошли, но при этом не твоими детьми. Да, я вообще не хотел бы, чтобы была война, в принципе. Это ты говорил много раз, но сейчас всегда. и в последних интервью ты видишь, говоришь как про это Одессу. происходит. Вот ты говоришь, ты называешь полноформатные, полномасштабные. Видимо, важно, да? Окей, полномасштабные. Не, я просто... Ну, хорошо, какой-то там... Суть та же, суть та же. Ну, да, одна методичка. Зачем-то. Она началась после Майдана, и в 2014 году была такая же хуйня. Там уже было столкновение, уже пришли одни граждане Украины ебашить градами других граждан Так Украины. даже если ты пацифист, если ты пацифист, и ты говоришь, смотри, всем было знаешь, что похуй. такое пацифизм? Ты тогда не переживал. Знаешь, что такое пацифизм? Знаешь, что такое пацифизм? Пацифизм — это, например, то, как Штефанов сейчас говорит. Он говорит, немедленно вот фронт останавливаем и пытаемся договориться. Это говорит он. Вот это гуманизм, что вот сейчас мы просто берем, если ты там не за победу Украины до конца, не за победу России, а вот гуманизм, он выглядит таким образом. А когда вот к ему ничего не предъявить, потому что он последователен в этом. И он не может, ему нельзя за противоречие предъявить. А у тебя оно колоссальное. Потому что ты говоришь, не остановились и пытаемся что-то сделать, а Одессу бы или Липкинда ресторан ходить можно было. Где я не прав? Ты не прав в том месте, что ты хочешь, во-первых, меня с кем-то сравнить, а я не он. Нет, я просто тебе показал позицию. Вот она про гуманизм. Ты сейчас попробовал сказать, извини, пожалуйста, ты сейчас попробовал сказать, я гуманист, я против смертей. Вот такая позиция, как у него, я просто процитировал человека, который там известен большому количеству людей, и он ровно ее толкает. Молодец. Вот это гуманизм. А то, что ты говоришь, это не гуманизм. Я гуманист и пацифист. И у меня еще много всяких разных других в жизни достижений гражданских, да, я не военный человек. Но при этом я понимаю, как работают какие-то большие задачи, которые решает государство. Ты видишь, что в любой крупной стране есть армия. Если бы я придумывал страну, может быть, я забыл бы армию придумать, может, мне в голову бы это не пришло, потому что я вообще вот муху не обижу. Это не мой способ ведения дел. Я считаю, что надо обо всем договариваться. И вообще человечество, у него есть огромный потенциал с нашими мозгами развиваться и дальше. Но люди все время придумывают какую-то хуйню себе на ровном месте, как хохлы придумали, вот типа доебываться до каких-то слов, а потом это превращается вот в такую кровавую баню. И это можно остановить, очевидно, только так, как это сейчас происходит. Нет другого способа. Дойдя до Одессы. Например. Но без твоих детей. Но без моих детей. Все? Потому что они не профессиональные военные. И еще есть в государстве дохуя всяких разных дел, которые решаются так, как мне не нравится. Но меня забыли спросить. Твоя цитата. Тоже с Шевелевым. Сложность и разность очень важны, и их нужно очень грамотно в какие-то рамки помещать. Потому что если ты пережестишь, если у тебя соберутся какие-то Шапокляк и Пиздулины, начнут говорить тебе, как надо жить, когда можно веселиться, это пипец, точно, это самое худшее, что можно сделать для страны. Это главные враги страны. Кого ты имел в виду, когда произносил Пиздулина? Это эзопов язык для описания турбопатриотов, которые считают, что они должны сказать, как надо себя вести, что они моральные камертоны, люди в таком белом пальто на стороне, условно, Кремля, как бы, да, себя так ассоциируют. Типа они берут власть в свои руки, они такой православный шариатский патруль, который будут всем остальным указывать, там, где можно пить пиво, и как себя нужно вести, какие песни петь, что нельзя делать во время войны и всякая прочая хуйня. Это собирательный образ таких вот людей. Я считаю, что они ебанутые, что у них какие-то психические проблемы. Скорее всего, в основе лежит то, что они таким образом хотят себя спасти, купить себе индульгенцию заранее. Это чисто психологический прием защиты. Типа мы настолько станем, как будто мы здесь власть, мы ее олицетворяем, что к нам не придут и не схватят за жопу, потому что это мы тут говорим, как себя надо вести. А спасти от чего? Спасти от того, чтобы их условно посадили или расстреляли, или что еще там они, какие у них внутри комплексы есть. Это ёбнутые люди. Я не такой. А этимологически Пиздулина основана из чего? От чего? Это от главы Лиги безопасного интернета. Есть корень «пизда», означающий женский половой орган, и «ина» — это окончание женской фамилии. Ага. Но ты имел в виду Мизулину. Я не знаю, что ты подумал. Как конкретно к ней ты относишься? Очень плохо. Почему?
Потому что я считаю, что ее деятельность вредна для России. Она не помогает. Она отпугивает людей от России, создавая ощущение того, что она что-то решает или на что-то влияет, или вообще у нее есть хоть какая-то должность, а у нее нет никакой должности. Потому что ее, как называется, Лига безопасного интернета... Это Общественная организация. хуйня на палке, короче. Я тоже могу сейчас сказать, что у меня лига, блядь, налепленных пельменей, и идти всех ебать, и рассказывать, как надо себя вести. Что вот, блядь, не жрите вашу пасту с песто, потому что это вот плохо и неправославно. Но это вот такой же примерно пиздец. Поэтому, да, я это горячо не поддерживаю и считаю, что государство должно с такими людьми бороться. Это же инфотерроризм. Инфотерроризм. Конечно. 9 мая 2022 года ты опубликовал пост про то, с чего началась Вторая мировая война. Для начала надо спросить, а кто войну начал? Вторая мировая война, о чем в нашей школе не торопятся рассказывать, началась в 1939 году с того, что Германия и СССР напали на Польшу, потом СССР напала на Финляндию, а уже потом Германия напала на СССР. Мизулина попросила проверить тебя за реабилитацию нацизма после этого. Пусть идет проверит учебники истории, я здесь при чем? Не, очевидно, что это факт, все, что ты изложил, но она попросила проверить. Чем-то закончилась эта история? Нет, ничем. Ну, типа, наверное, следователи пошли, полистали учебник истории, хуяк, а там все так и написано. И что делать? Ага. Ну, есть то, что мы называем Второй мировой войной, просто мы не проходили эту войну, хотя она реально, когда смотришь на географию, охуеваешь. Особенно, когда я летал там на всяких Тихоокеанских островах, и там везде тоже огромные эти базы, куча грузовиков, там с тех пор валяющихся, самолеты где-нибудь в Микронезии лежащие. Представляешь, авианосец, я там учился на дайвера, права сдавал, ты ныряешь к авианосцу, у него на палубе стоят самолеты. Вот они там, блядь, 80 лет, ржавые. Он на дне? На дне. И там ты сдаешь экзамен по этому самому, своему спруту. Короче, это прикольно. И их там дохуя, потому что их стоял целый флот японский, его американцы разбомбили, он утонул, так и лежит. Чук остров. Отличное место для дайвинга, для тех, кто дайвится. Короче, мы в школе про это не проходили ничего, потому что это тоже Вторая мировая война. И было очень много мест, очень странных, с нашей точки зрения, очень экзотических, где тоже была. Потому что у нас была Великая Отечественная. У нас, как бы, то, что нас касается, 22 июня 1941 года по 9 мая 1945, это Великая Отечественная, это эпизод Второй мировой войны. Мы ей все время уделяем все внимание. А война была гораздо шире, конечно. И нет ничего плохого в том, чтобы знать какие-то еще факты из истории. Когда новость вышла о том, что она просит тебя проверить, ты хоть чуть-чуть напрягся? Нет. Вообще не было страшно? Нет. Ты ругаешь Мизулину, но потом пишешь вот такое. Считаю, что запреты концертов, аресты рэперов, гонения на поэтов — это лучшее, что может случиться с русской культурой в обозримом пространстве. И если на субкультуру никто не нападает, она размякает и сливается. Если субкультуру преследуют и прессуют, она тонизируется, развивается, растет и бодреет. Но в этой логике получается, что Мизулина, которая ястреб такой цензуры и запретов, это хорошо, а не плохо. Ну, это косвенно может способствовать развитию творчества, да. Нет, так я не понимаю, Мизулина — это хорошо или плохо? Ты сейчас сначала... Это плохо. Просто в результате плохого процесса иногда получаются хорошие вещи. Ага. Здесь нет противоречия? Никакого. Окей. И обрати внимание, опять же, мое наблюдение о том, что люди, которые уехали за границу, по какой-то причине теряют свой, вот, ну, не то что талант, не то что вайб, а какую-то способность влиять на культуру, назовем это так. Писать хиты, снимать супер-мега-блокбастеры, ставить спектакли разъебные, чтобы просто мне хотелось из Москвы поехать куда-то, там, назови страну, Ереван, блядь. Или до этого ты ходил в театры? Я в Москве хожу все время, конечно. Не, а до этого, то есть вот ты ждал премьер, ты был театралом? Я просто все время хожу в театр. Окей. Но просто те люди, которые условно стали врагами народа или иноагентами и уехали из России, они не могут поставить спектакль, на который мне хочется пойти. Они снимают какое-то унылое говнище. А те люди, которые остаются в России, даже когда они под запретом, как мы знаем, у нас много было, да, там, не знаю, у тебя сначала есть какой-нибудь Бродский, которого запрещают и высылают из страны, а потом ему памятники ставят. Ну вот эта история России, она вот такая. Мы все время сами себя ебем, все время себя в ногу стреляем, все время какой-то хуйней занимаемся, потом просим прощения, каемся, и как бы тот человек, который прошел через гонение, он как будто очищается, он как будто имеет право стать героем. Навальный именно поэтому, кстати, вернулся в Россию, потому что он хотел пройти вот этот катарсис, чтобы быть мучеником. Потому что когда ты просто, типа, попросил трон. Ну, это, блядь, почему тебе? А когда ты пострадал, когда ты Нельсон Мандела, когда ты вышел потом из тюрьмы, и тогда вот понятно всем, ты прошел полосу испытаний. Это гонка героев, это тебя очищает. В России драматургия всегда устроена вот так. Ты сказал, что спектакли, которые ставят за границей русские режиссеры, унылое говно.
Назови хотя бы один спектакль, который ты видел из тех, которые сделали они в эмиграции. Я не то, что не видел, я даже не слышал. Угу. И как тогда можешь говорить, что они унылые говно, если Потому ты что если это не он был видел? бы не говно, я бы про него сначала услышал, а потом бы я полетел. Я Купил билет и Пастернака не полетел. читал, но выводы сделаю. То же самое с песнями. Ты можешь мне назвать хит? Кто там, «Ногу свело», Макс Парковский, он написал какую-то песню? Но это говнище лютое, вообще пиздец. Блядь, был талантливый чувак, напиши, смотри, ты уехал из России, все, тебя больше ничего не связывает. Пошли Путина нахуй, просто скажи, ебитесь все конем, я сейчас такое вам тут спою, что вы просто меня запретят везде, где только можно, чтобы прям полыхали пердаки в России. Почему он не может это сделать? Не почему. Потому Артемий, что все, дар утерян. Здесь тот редкий случай, когда... не редкий случай. Мне нечего вообще сказать про Максима Покровского, поскольку при всем уважении к его пассионарности, запалу и всему остальному, у меня тоже очень много вопросов к творческой составляющей того, что он пишет, даже против Путина и против войны. Но ты меня... Подожди, пожалуйста. Ты задал мне вопрос «кто?», назови «что?». Сколько недель альбом Лизы Монеточки держался в самых популярных и прослушиваемых альбомах российских стримингов? Вот здесь появится цифра, и она там держалась. Альбом, не просто одна песня, а альбом несколько или даже много недель. И кто бы из тех, кто живет в России, из больших артистов не выпускал, она все равно оставалась на первом месте. Так она молодец. Вот мой ответ на этот вопрос. Хорошо, 1 пункт я запишу. Окей. Так вот, ты, значит, ни одного спектакля не видел, но говоришь, что унылое говно. Зафиксировали. Твоя цитата. В Волгограде есть очень большая и некрасивая скульптура «Родина-мать зовет». Вообще, это ужаснейшее произведение советского монументального скульптурного искусства, которое, к сожалению, уже никуда не денешь. Это такая... Дальше я не могу понять, хуйня или херня, ты произносишь, потому что запикано слово. В общем, хуйня или херня, которую один раз поставили, она является символом, и понятно, что ее нельзя снести, ничего не сделать. Ее будут вечно поддерживать просто до окончания веков. И она, мало того, что на вид просто уродская, и просто, что какой-то старческий маразм позднесоветский, который отвечал за то, чтобы ее туда поставить. А сейчас проблема в том, что там была подсветка, которая хоть как-то, хоть какие-то анатомические достоинства Родины-Матери, а это все-таки женщина, у нее есть анатомические черты, у нее есть сиськи, у нее есть какое-никакое лоно, и раньше свет более-менее показывал, что баба с фигурой. Сейчас поставили какой-то, видимо, уебищный, там тоже запикано, плоский светодиодный свет, который ее сделал просто абсолютно бессмысленной. А объясни, как дизайнер, что не так с Родиной Матерью? То есть, что там, пропорции или что? Смотри, для начала, да, это такая токсичная тема, за которую мне очень сильно попадает от властей, назовем это так. Меня вызывали в Следственный комитет, на меня писали доносы, я ходил, объяснялся, и вот это все. Потому что есть какие-то люди, которые, так же, как у меня был великий пост о Дне Победы, где суть его сводилась к тому, что не надо в честь великого события ставить уродские памятники, а люди читают как бы только, они видят уродский памятник и считают, что я оскорбил День Победы, деда ветерана и все остальное. То есть, больные люди, в этом смысле, как общество больное, люди тоже болезненно реагируют, поэтому я попадаю под раздачу. Моя точка зрения, когда я комментирую какие-то там скульптуры, символику, графический дизайн, гербы, флаги, вообще все, что угодно, и даже букву «Z», я это комментирую с точки зрения профессионального дизайнера, который этим занимается всю жизнь. Да, я поэтому спрашиваю тебя как дизайнер, что... У меня есть... А дальше мы на следующий этап. Вот это как фундамент. Следующий этап. Мы как дизайнеры, как скульпторы, как творцы, неважно, как угодно назвать, можем с помощью разных художественных, драматургических, выразительных приемов показывать определенные состояния души или какие-то важные события. Отсюда возникают памятники. Памятник же, ты же не можешь... Во-первых, он должен быть инженерным сооружением, он должен стоять, его там не должно ветром сдувать. Он должен быть еще с определенными эстетическими характеристиками. Он должен быть красивый, узнаваемый с разных сторон. Там много всякого сложного. Это не просто поставить кусок как бетона. Это сложное произведение. Художественное, большое, в зависимости от масштаба, освещенности, местности. Это как здание построить. Это прям событие. Поэтому дальше все делится на памятники, которые я считаю хорошими, удачными, классными и так далее, и памятники, которые я считаю уродскими, которые получают священный статус, потому что это памятник в честь священного события, и дальше мы оказываемся заложниками такого вот нашего языческого существования, что мы не можем обсуждать художественные достоинства того, что было поставлено в честь священного события. Из-за сакральности. Из-за сакральности. Угу. А я как профессионал, у меня нет сакральности. Понимаешь, я как гинеколог, который вот я смотровыми этими щипцами видел пизду. У меня нет там никакой романтики. Мне надо там вылечить рак шейки матки. Все, у меня своя специфика, я вообще по-другому смотрю на это. Поэтому, конечно, когда я вижу, что Родину-мать, которая не самый красивый памятник изначально, вот это,
с ртом открытым, Вучетич. Ну, то есть старый маразматик сделал ужасную вещь. Это, наверное, он убедил какой-то там комитет, когда это было все важно и так далее. У него контур хороший, в этом смысле я не спорю. То есть ее силуэт с мечом — это хорошая находка, действительно. Но памятник, я считаю, что он не такой, какой мог бы быть. Можно было понежнее сделать. Он, когда сейчас его не самый красивый памятник, еще какие-то кривожопые люди подсветили так, что там вообще полный пиздец. Собственно, комментарий об этом. Нельзя подсвечивать хуево даже слабый памятник. Его надо подсвечивать хорошо. Чтобы, если у нас же все-таки фигура человеческая, значит, анатомические подробности должны быть с помощью света тоже в том числе прорисованы. А вот ты говоришь, произведение советского искусства, которое, к сожалению, уже никуда не денешь. То есть я правильно понимаю, что вот на твой вкус лучше бы, чтобы такого не было памятника? Я вообще считаю, что хорошо, когда есть возможность сделать undo. Вот ты сделал что-то неудачное, а потом ты отменяешь. И делаешь вместо этого более удачное. Например, есть памятник Петру Первому в центре Москвы. Я считаю, что его надо взорвать нахуй. Вот у меня такая позиция, что это уебище. Можно сказать, что я террорист, что я призываю к сносу культурной там, ценности и так далее, или что я хочу что-то устроить взрывные работы в центре мегаполиса. Это же метафора. Я просто хочу, чтобы это уебищное говно не мозолило мне глаза. Смотри. Имею полное право, потому что это мое профессиональное мнение. Девушка из Самары летом 23-го года опубликовала видео, где она щекочет грудь родине матери. Да. На нее завели уголовку по реабилитации нацизма. Сначала отправили в СИЗО, а потом дали 10 месяцев исправительных работ. Как ты к этому относишься? Плохо. А как я к этому должен относиться? Ну, то есть она дура, понятно, но и реакция не соответствует. Почему она дура? Потому что, кстати, вот в Англии недавно, прости, что я привожу тебе такой пример, там они у себя внесли закон, что если ты... они типа 3 года тюрьмы, что ли, дают тому, кто устраивает какие-то... кто залезает на военные памятники, потому что это оскорбляет память о тех, в честь кого этот памятник поставлен. Но она не залезала. Это примерно то же самое. То есть, поскольку этот памятник в честь подвига народа, в честь войны, тяжелой, кровавой, в честь большого количества жертв, он же очень много чего олицетворяет. Это место действительно сакральное, ты уже ничего не можешь с этим поделать. Просто в процессе художественного выбора можно было найти другие пластические приемы. Это моя экспертная оценка, так сказать. Хотя меня забыли спросить, его поставили до моего рождения. То, что она сделала, это, конечно, можно притянуть оскорбление памяти. Потому что нельзя, можно любой другой памятник пощекотать, Пушкину яйца щекочить, тебя за это не посадят. Это такая хуйня или херня, она просто уродская и просто какой-то старческий маразм. К сожалению, уже никуда не денешь. Сиськи, какое-то лоно. А за это, получается, тоже можно притянуть, за оскорбление? А если мы будем описывать памятник, мы же будем какие-то слова использовать? Херня, хуйня, уродская. Чем это отличается от пощекотать... на всякий случай тоже спойлер, мне очень важно это сделать. Я ни в коем случае не считаю, что Артемия Лебедева надо за это привлекать. Ни девушку, ни Артемия Лебедева. Если вдруг кто-то сейчас увидит в этом какое-то подстрекательство. Ну, спасибо. Или что-то. Чем это отличается? Я только цепляюсь за твою логику. Для многих вот таких, подожди, пожалуйста, для многих вот такие характеристики это гораздо более серьезное оскорбление, чем просто человек пощекотал грудь. Ну смотри, допустим, я бы отвечал за дизайн церемонии, скажем, возложения воинских там, венков к какому-то памятнику, да, то есть некая церемониальная вещь. Можно это сделать смешно и глупо, как это делают на закрытии индийско-пакистанской границы, да, у них ноги вот так вот задираются. Вот посмотри видео обязательно, это ржака, пиздец. Если бы наши солдаты так около вечного огня делали, это было бы глупо. Я бы сказал, что, знаете, как-то смотрится странно, давайте другую придумаем хореографию. Иначе, чтобы это смотрелось. Это обсуждение профессиональных художественных приемов. Я ни в коем случае не даю никакой характеристики трагедии войны и того, почему нужны памятники. Это вообще никак, это даже за пределами разговора. Я просто говорю, что для того, чтобы показывать величие события, что имелось в виду этим самым Мамаевым курганом, холмом, масштабом памятника, его размер говорит о важности события и о Сталинградской битве. Можно было просто сделать по-другому. Это мое профессиональное мнение. Ты это делаешь в абсолютно оскорбительных формулировках. Еще раз, я играю в твою игру, которую ты сказал. Ты сказал про то, что она сама виновата, девушка. Ты это делаешь в оскорбительных. Она просто пощекотала. Я тоже так же, давай включу. Она просто, может быть, относится действительно как к своей матери. Может быть, Родина-мать для нее действительно символизирует покровительницу. И у нее с ней нежные отношения такие, как с матерью собственной. Тем более матерью в возрасте. И она вот так вот сделала. И в этом было не издевательство, а проявление любви. Таким же фокусом можно на это посмотреть?
Легко. Можно. И таким же фокусом ты мне сейчас рассказываешь, Подожди, что херня, хуйня, уродская, к сожалению, никуда не делишь, чем-то отличается от девчонки, которая пощекотала грудь. Ты спросил, как я к этому отношусь, я говорю, что Ну, плохо. то есть ты сделал точно так же. Ты то же самое сделал. Я, к сожалению, не помню, как ты охарактеризовал то, что делала девушка, херня или ерунда. Дура, ты сказал, кажется. Ну, то есть ты дурак тогда тоже. Нет. А чем отличаются твои формулировки? Почему? Ты сказал, она дура, Я потому не- что оскорбляет святыню. Я Ты не не теле- оскорбляешь святыню? Если бы я телебомкал сосок у родины матери, я бы оскорбил святыню. Назвать ее хуйней или херней — это не оскорбление, а потелебонькать — это оскорбление. Я называю хуйней визуальное, скульптурное. Не родину мать, не то событие, которое она олицетворяет, а художественный прием. Художественный Это прием. язык профессионалов. Мы, Окей. профессионалы, вот так вот обсуждаем вещи, чтобы Окей. они были хорошие, чтобы, если мы ставим памятник в честь победы, чтобы он был такой, чтобы за него было не стыдно еще много сотен лет, а не то, как здесь. Как ты А думаешь? бывают уродские памятники, и это плохо. Я прекрасно понимаю, я за то, чтобы в любых формулировках можно было о них говорить, если вдруг. Как ты думаешь, почему ей дали уголовку, а на твои слова никто не обратил внимания? Как ты думаешь? Как я думаю? Ну, я хотел бы у тебя узнать твое мнение. Потом поделюсь своим. Ну, я думаю, что просто я никого не оскорблял. Хотя мои прошлые слова о родине матери, я говорю, они вызвали вызов в Следственный комитет. А когда это было? Пару лет назад уже. До войны или после? До. А как это было? Как это происходило? Какой-то депутат волгоградский написал какую-то маляву, ее отправили в Москву, и здесь следователь. Ему было лень приезжать, а здесь вызвали меня, чтобы ему послать какой-то Что ответ. это за разговор был? Ну, такая беседа в кабинете. Оторвал занятого человека от серьезных дел. Он посидел, послушал. Угу. Он записывал просто? Или... Он записывал, да. У него, в принципе, на все вопросы был один мой ответ. Там Какой? не сильно изобретательный. 51 статья Конституции. Я не обязан против себя свидетельствовать. Эта Конституция мне разрешает. А ты не думал о такой штуке, что есть, о простой штуке, что есть просто категория людей, которым позволено больше, чем другим? И вот есть, например, не знаю, Владимир Соловьев, который в каком-нибудь из эфиров говорит, что Гитлер, вообще смелый мужик был и воин отличный. Благородный, доблестный, какое такое прилагательное было. Антон Красовский говорит, что надо топить украинских детей. Ты же знаешь, чем это закончилось? Чем? Его просто на время уволили с работы. В смысле, его тут же выкинули И он в тот же вернулся. день? Нет, он продолжает делать на государственные деньги медиа, просто ты о нем ничего не знаешь. И никаких проблем с законом у Антона Красовского не было. Хотя, если бы это сказал кто-то другой, то там много поводов для возбуждения ненависти и вражды. Маргарита Симонян, которая вот решила порассуждать, не взорвать ли термоядерную бомбу над Сибирью. Ей тоже ничего за это не было. А есть люди, которые могут говорить такие вещи, либо противоречивые, либо грубые, либо безумные. Им за это ничего не бывает. А есть простые люди, девчонка из Самары, им за это есть. И не попал ли ты уже в число этих людей, которым можно сильно больше, чем остальным? Я не знаю, как ты определяешь эту когорту, кто, вот когда ты говоришь, что им разрешено больше, кто им разрешает больше? Ну, очевидно, тот, кто бросает в СИЗО, а потом дает то есть есть исправительной работы девчонки из Самары. Есть список граждан, которых вот они неприкасаемые. Ну, примерно это я и говорю. Ты так думаешь? Ну, я задаю тебе вопрос, нет ли у тебя такого У ощущения? меня нет такого ощущения, мне об этом ничего не известно. Окей. Еще про памятники. Ты со Светланой Бондарчук обсуждал памятник князю Владимиру и памятник Калашникову. Ты сказал, что те, кто это делал, тебе он не нравится. Не тот, не тот. Да, ты сказал, что те, кто это делал, про памятник Калашникова, это конченые долбоебы. Я читаю новость об открытии этого памятника. Исполнительный директор Российского военно-исторического общества Кононов рассказал, что скульптор был выбран на закрытом конкурсе с единственным участником — Салаватом Щербаковым. Так как глава Ростеха, который принимал участие в организации, строительстве этого памятника, глава Ростеха Чемезов лично хотел с ним работать. Чемезов хотел Салавата, других участников не было. Правильно ли я понимаю, что ты называешь Сергея Чемезова долбоебом? Нет, я называю долбоебами тех людей, которые пошли в Google и взяли эскиз финского автомата или немецкого, там Шмайсер, по-моему, был, и его прямо на памятнике отлили в бронзе. Те, кто это делал, конченые долбоебы. Да. Я думал, ты имеешь в виду всех, кто участвовал. Нет, я тебе говорю про конкретный эпизод. Что думаешь про Салавата Щербакова?
Я думаю, что он очень талантливый скульптор, и его главное произведение, самое лучшее, которое вообще вот он сделал за свою жизнь, это памятник сырку «Дружба», где ворона с лисицей обнимаются. Стоит на проходной завода «Дружба», который делает вот этот плавленый сырок. Ага. Охуенный памятник. Все остальное, то, что он делает, бездушное, конъюнктурное говно. Что думаешь об этом памятнике? Ну, такая же самодельная хуйня. Это не памятник, это не скульптура, это, понимаешь, это современное, то, что можно в граните отлить фотографию, это примерно так же ценно, как и то, что в какой-то момент, когда стало возможно на принтере напечатать на граните фотку, все там в 90-е годы на кладбище стали фотки печатать. Это плохо, потому что там нет ни формообразования, ни драматургии, ничего. Это просто бронзовая фотография. Поэтому это не произведение искусства. То, что оно означает, это там какой-нибудь солдат, не знаю, в Донецке с ребенком с аллеи. Это нет, Симферополь, «Вежливые люди». Вот, например. Ну, там еще котик, наверное, где-то есть. Ты не увидел? Там собака. Там собака? Да, между девочкой и... Точно не котик? Там у них котик вроде был. У «Зеленых человечков» знаменитая фотка с котиком. Кот, да. Прошу прощения, да. Да, ну вот. Я сначала только на девочку посмотрел. Ну, короче, там был котик. У меня есть такая же игрушка, кстати, «Армия России», солдатик, значит, в зеленой этой униформе, и там тоже котик такой пластмассовый в комплекте идет. Это такой образ просто уже мемный. Все классно, хорошо, замечательно, кроме того, что выразительные средства сейчас деградировали до пиздеца. Это мое никогда не меняющееся мнение, потому что я никогда не скажу, что хорошо, а то, что плохо. Вот сейчас мы находимся в такой фазе, опять же, можно просто сравнить. Посмотри, какие были деньги, или там вексели, дипломы, банкноты, там, не знаю, свидетельство о рождении при Сталине, то есть до 1957 года, когда там была борьба с излишествами, которые Хрущев вел. Или сравни с царскими деньгами. Посмотри, как выглядят вот эти вот ценные бумаги, как выглядят банкноты с Екатериной, как выглядят все эти вот наградные какие-то дипломы. А как, красиво? Да пиздец, хочется к этой цивилизации иметь отношение. Хочется сказать, ребята, дайте, вот я хочу быть частью вот этого потрясающего мира. А сейчас это Албания. Наш менее технологично стало. Да просто говно. Было менее технологично, и поэтому... Было красиво, там работали художники, там были люди с образованием, у которых была насмотренность. Они ездили 5 лет по Италии, впитывали всю красоту, и только им доверяли. Потому что был худсовет в хорошем смысле этого слова. Сейчас это дают делать, условно, хорошо, какой-то глава корпорации, ему нравится какой-то скульптор, он даже не знает, хороший он или плохой скульптор. И тот ему просто делает, поскольку у того нет никакого знания о том, что такое хорошая скульптура, он принимает любую хуйню, которую ему покажут. Это то, где мы сейчас живем. Да, это очень плохо. Я считаю, что надо просто ставьте памятники, только заказывайте их специалистам хорошим, художникам с большой буквы «Х». А ты сказал, что долбоебы те, кто это делали, и потом, значит, долбоебы те, кто взяли из Гугла картинку, ее отлили в этом в чугуне. Это не архитектор делает? Ты знаешь, что такое архитектурная мастерская? Там 100 человек, окей. Какие-то подмастерья. Они им сказали, найди чертеж калаша. Они пошли в Google, написали чертеж калаша. Им выпала какая-то картинка. Похоже, давай отливать. А тот, кто своим именем за это отвечает и чье имя стоит, он не долбоеб? Ему должно быть стыдно. Мне было бы стыдно, если бы я сделал памятник, а мои помощники нашли бы какую-то левую картинку из Гугла. Я всегда перепроверяю. Но выглядит так, как будто ты бросил громкое слово Светлане Бондарчук, а когда тебя попросили конкретизировать, ты слился. Ты хочешь, чтобы я сейчас тебе кого-то напрямую оскорбил? Ты же это делаешь, просто не называя фамилию. Удобно оскорблять. Удобно оскорблять, когда не приходится конкретизировать. Я делаю профессиональное замечание относительно художественных подходов. Я ни в коем случае не говорю, что скульптор плохой. Ага. Он делает, человек прекрасный, замечательный, я уверен, он делает сегодня плохие скульптуры. Это разные вещи. А еще у него есть люди, какая-то команда, которая он не проверяет, которые просто берут случайные картинки. Такая же хуйня была, кстати, на Белорусском вокзале. Там поставили памятник прощания славянки, они тоже какие-то отлили там пулеметы и ружья, которые вообще не из той эпохи. Пришлось срочно, стыдно исправлять, там за ночь переотливать. Мы сейчас находимся в таком месте. У нас эпоха непрофессионалов. И это в первую очередь касается моей узкой деятельности, а именно дизайна, именно визуальных и художественных произведений. Это то, что меня волнует. Меня не ебет ни политика, ни то, у кого какие военно-промышленные кланы, кто кого в жопу ебет. Мне насрать на это. Это вообще меня никак не касается. У кого какие отношения и кто сколько денег имеет. Я вообще это никогда не обсуждаю даже. Если я вижу плохой дизайн, я это просто комментирую в доступных мне словах. Я на это обращаю внимание. Если я вижу, что на станции метро Кузнецкий мост буквы под углом вот так вот повешены, они неровные, я без ватерпаса это вижу, я про это пишу. Это моя профессиональная деятельность, она такая, она никогда не менялась. На это война никак не влияет. Назови 3 лучших памятника России.
3 лучших памятника в России. Те, которые больше нравятся тебе. Памятник Пушкину на Пушкинской площади. Однозначно. Лайкос, супер охуенный памятник. Классика. Да, но он такая классика, что он, видишь, 200 лет стоит, и ничего. Только иногда надо патину очищать. Гоголь. На бульваре? И на бульваре тоже неплохой, но тот, который стоял на бульваре, который поставили к Дому-музею, который в кресле сидит. И для какой-нибудь справедливости, типа Александрийский столб в Питере. На открытии памятнику Владимиру, памятник тебе тоже не нравится, был патриарх. Ты говорил про него в 2023 году. РПЦ является бездушной бюрократической машиной, которая никакого отношения не имеет к Господу Богу. И возглавляет ее патриарх. Это самый неуважаемый человек вообще в стране, который вызывает 0 уважения. Все, что он говорит и делает, вызывает желание проблеваться и никогда его не слушать. Да. Почему патриарх вызывает у тебя желание проблеваться? Объясни. Потому что у меня есть, может быть, абсолютно неправильное, супер-мега искаженное представление о том, что такое церковь. Но у меня нет другого, кроме как мое. Я вижу, как устроена та же самая православная церковь там, в Болгарии, в Грузии, может быть, даже здесь, в Греции. Там у меня есть ощущение, я прихожу, и, мне приятно. Это как-то, у меня есть как будто вот тот самый коннект с душой у меня там происходит. А в России не происходит. И даже то, как сейчас строят современные церкви и храмы, они такие же бездушные, как и вот эти скульптуры, которые ставят. Потому что их тоже делают люди, заказывают непрофессионалы, делают непрофессионалы и принимают непрофессионалы. И, возможно, даже когда профессионалы делают, их заставляют делать говно, и они такие, ладно, хуй с ним, за деньги сделаем. Поэтому мы сейчас находимся в этом месте. У нас нет, может быть, кроме храма Вооруженных сил Валабина, единственный современный храм, который сделан пиздато. Прям по-настоящему пиздато. Он производит впечатление. Там фрески Сталина были. Изначально были, да, их сейчас нет. И с Путиным еще, и с Шойгу. Да, их там нет. Нет, там вот этот Христос или какая-то фигура, прямо, ты как будто в индийский храм какой-то входишь. Он прям действительно энергетически очень... А Сталин с Путиным случайно там оказались? Да пусть они там были бы, в чем проблема? Всю жизнь все, кто спонсировал церкви, их портреты там всегда рисовали. Это нормальная практика вообще, здесь нечего обсуждать. Так. То, что мы сейчас делаем, вот эти купола из фольги от конфет, такие, знаешь, голубые, золотые, и какие-то бездушные вот эти вот, абсолютно клепанные, как из Софрина, вот эти вот трильежи, которые, знаешь, в «Жигулях» висят у водителей. Бездушная хуйня. То есть икона должна быть, чтобы ты на нее посмотрел, и тебе что-то, катарсис должен случиться. У тебя искусство должно пронять, ты должен почувствовать энергию. А там ты не чувствуешь, что это полиграфическая продукция, которая сделана на отъебись, чтобы ее просто продать. Пластик. Вот это, к этому у меня претензия. Патриарх является для меня чуваком, который олицетворяет именно вот это бездушное отношение. Я не вижу, что он человек, которого я хотел бы слушать. Его слово для меня ничего не значит. Он не делает ничего, никаких действий. Опять же, может, я глубоко не прав. Я бы хотел, чтобы он как Диоген в бочке жил и раз в год выходил и, знаешь, не раскрыв глаза, там, желал всего хорошего или говорил «не воюйте» и уходил. Он чиновник партийный, который ездит на Мерседесе, да, с этим складным крестом. Откуда у меня к нему возьмется уважение? И если вроде как он должен претендовать на то, что он про человеческие души, или даже имеет отношение, какую-то связь с Господом, хотя у него не больше связи, чем у меня, мы одинаковые люди на земле, то он максимально засрал эту концепцию. Даже к Папе Римскому у меня больше уважения. И к Далай-Ламе. Почему Путин не блюет от патриарха? Откуда я знаю? Не пытался интерпретировать? Нет. Как ты думаешь? Я думаю, что, знаешь, я думаю, что я знаю. Я думаю, что Путин... Неважно, что он любит на самом деле, и что какие там легенды, или кто-то недавно описывал, что он с Берлускони там сердце оленя вырывал и ел, обливаясь кровью. В Италии обсуждали, у них такой сюжет, прям, я себе представил. А Берлускони сказал, что я кровь не люблю, но вот Путин при мне ел сердце оленя. Поскольку он помер, мы не спросим, было так или нет, но какой-то его там помощник рассказывает эту легенду. Вот я думаю, что примерно все остальное на уровне такой же хуйни нам просто не расскажут, как на самом деле. Это не важно, потому что Путин, я его очень понимаю, потому что он хорошо защищает свою личную жизнь. Я тоже. Я в этом смысле, у меня 0 вопросов. Красавчик, молодец, так и надо. Просто не смешивает эти вещи. Но когда ему нужно общаться условно с патриархом, я думаю, что это не про его личные отношения. Там 100% только все основано на социологии. Как любой политик нормальный, он смотрит, ему каждый день приносит графики, метрики, рейтинги, вот эту всю хуйню. Потому что так выгодно политически. Так выгодно. Как ты считаешь, патриарх верит в Бога? Понятия не имею. Как ты считаешь, Путин? Я даже думаю, нет, он верит в Бога. Потому что быть таким, как патриарх Кирилл, и так много лет оставаться на этой роли, и иметь все, что он имеет, конечно, он верит в Бога, блядь, у него нет вариантов. Потому что
только божественное провидение могло его поставить вот в такое положение. Любой нормальный... Если бы там действительно, знаешь, Бога бы не было, так и все было бы по-другому. Как ты считаешь, Путин верит в Бога? Конечно. Ну, в какого-то там своего. У него есть свои представления о том, что хорошо, что плохо. Иногда он дает об этом понять, хотя что он на самом деле... Блядь, это, может быть, это Путин летает, кстати. Реинкарнация, да? Он время от времени появляется в кадре. Он еще жив все-таки. Чтобы сообщить нам что-то. В общем, да, я думаю, что правду мы не узнаем, потому что не дело политика правду рассказывать. У них другие инструменты. Но как будто бы да. Вообще любое восхваление начальства — это самый примитивный жанр на свете. Начинается все с простой лести, потом идут более серьезные ходы. Начальник всегда прав. Потом наступает фаза портрета бюста в офисе. Затем идут переименования улиц, потом городов. Ну а дальше нет предела. Людям свойственно искать стабильности, а лезть начальству — самая доступная и интуитивно надежная форма стабильности. Писал ты у себя в Телеграме. Угу. Это твой пост про гипотетическое начальство. Там нет ни одной фамилии, ни Кирилла, ни Путина, никого угодно еще. Как ты сам считаешь, насколько близок к этой конструкции сейчас Путин и его подчиненные? Я не знаю, как у них там жизнь устроена, как они друг друга хвалят и по кругу целуют в попу. Ну, исходя из открытых, скажем так, данных, из того, что мы можем видеть со стороны. У меня есть такое ощущение, что лизали бы больше. И у нас же культура, которая очень свойственен культ личности. Поэтому, собственно, случился Сталин. Да, когда у тебя все было Сталин, пересталин, Сталинград, премия Сталина, живой просто бог на земле при нас и так далее. Ну, то есть совсем уже охуели, потому что не было... А он не останавливал. Я думаю, что Путин останавливает, потому что абсолютно очевидное желание залезать ему в жопу до блеска. То есть лизали бы больше, если бы не Путин. Но мы видели Путин героически останавливает. Смотри, единственный у нас пример того, где вот как бы все равно вот просочились и все равно сделали так, чтобы было приятно, это проспект Путина в Грозном. Угу. А в других местах нет. А, еще в Палестине, в Рамале еще. Там тоже улица Путина. Ну, тоже лизнули, не знали, что ему это не нравится. А в других случаях, ну, где примеры того, где его портреты? Опять же, только в Чечне его портреты висят. Портрет не очень многих кабинетах у чиновников. Мы не берем кабинеты. Подожди меня, в Америке тоже висят портреты в каждом суде, в каждом отделении полиции, в аэропорту. Ты имеешь в виду на улице? Да. Когда ты приезжаешь в Америке в аэропорт, висит президент и вице-президент. Всегда. Даже если это Трамп. Они его ненавидят, но не могут не повесить. Ты имеешь в виду портреты Путина, которые на улицах? Да. Ну, а где, кроме чиновничьих кабинетов, они висят? Нигде. Нет, ну, трансляции, там, обращения Путина к народу через огромнейший экран во многих районах Москвы уже есть. Это другое. Что это другое? Ну, это не культ личности. Это просто... Что это? Это информация. Чемпионат России по футболу там не показывают. Чемпионат мира по футболу там тоже не показывают. И ты даже знаешь почему. Потому что это другие права. Чемпионат мира по другие права? Ну, для того, чтобы тебе транслировать чемпионат, тебе надо бабки платить. Ну, это не так. Потому 100%. что когда в организованной фан-зоне... Подожди секундочку. Когда в фан-зоне организованный показывают чемпионат на огромном экране, никакие права этому не мешают. Поэтому если там трансляция, а показывать в городе, это совершенно другие права. Это юридически тебя за это выебут. Еще раз, я говорю про город. Организованная фан-зона может организована быть хоть на Воробьевых горах, хоть на Манежной площади, хоть где угодно еще. Никаких проблем с правами не будут для того, чтобы их там показывать. И так показывают. А на гостинице на Юго-Западной не показывают. Я думаю, что прописано в договоре. Ну, короче, мое наблюдение такое. Нету культа личности. Я знаю, как это выглядит в других странах. Если ты приедешь в Сирию, там везде Асад висит. Если ты приедешь там, ну, во всех арабских странах, у них очень свойственно, поскольку у них нельзя Бога изображать, а у них дефицит, надо кого-то изображать, они всегда берут своего царя. Или шейха, или правителя. Во всех арабских странах это распространено. Ты заходишь в Египте в мясную лавку, там всегда будет висеть президент. Ну, они не могут этого не делать. А у нас не так все-таки, извини. Хотя, конечно, ради прикола кто-то портрет Путина у себя вешает, но мы же считываем этот мета-постиронический уровень. Про менталитет очень коротко. Это тоже я во время подготовки наткнулся. Тебе не кажется очень таким ложным и слабым приемом дискуссии списывать на менталитет всегда? Не списывать, а... объяснять какие-то вещи. Вот у нас менталитет такой. Это тоже очень твой частый прием. Это частый прием, потому что я в какой-то момент не знал, что на это можно обращать внимание. А потом, когда начал обращать внимание, я понял, что вещи... Очень сильно помогает оправдывать самые разные вещи. Объяснять. Объяснять. Вообще не оправдывать, это разные вещи. Окей. Объяснять, потому что я обратил внимание на одну очень интересную вещь. Мы считаем себя европейцами, а на самом деле мы азиаты. И прикол в том, что когда мы подходим к зеркалу, на нас смотрит европеец, а наше устройство, вот хардвер внутри и все провода азиатские.
Но когда мы приезжаем к азиатам, они тоже не видят там своих. Они считают, что это европеец приехал. И они нас к себе не принимают как равных. Они очень высокого мнения о себе, особенно китайцы. Мы для них чучмеки. И для швейцарцев мы чучмеки. И получается, что мы между двух разных лагерей. Мы, азиаты, похожие на европейцев, ни там, ни свои. И вместо того, чтобы просто этим насладиться, сказать, ебитесь конем, мы такие, вот, все, это наше устройство. Наслаждаемся этой жизнью с этого момента. Занимаемся собой. У нас есть своя культура, свой язык, свое понимание, все. Нам похуй, кто что думает. Если хотите, приезжайте в гости, мы организуем вечеринку. Не хотите, идите нахуй. Вот тогда все было бы абсолютно по-другому. Это менталитет. И никак иначе ты это не объяснишь. Просто подписываюсь под каждым словом, что у нас своя культура прекрасная, приезжайте в гости. Просто про менталитет. Один вопрос, и почему мне кажется, что ты используешь эту штуку просто для того, чтобы оправдать все, что угодно. Поправь, где я не прав, где я заблудился. Ири Шихман в 2019 году, вы там с ней спорите относительно того, вот ты говоришь, нам нужен царь. Нам нужен царь, и вообще в Восточной Европе это общепринято. Вот Россия, вот Беларусь, вот Казахстан. На тот момент ты говоришь Назарбаев, ты там произносишь фразу, что он поставил кого-то номинального, оказалось, что нет, но тогда это действительно казалось так. Вот. Ира тебе говорит, а Украина? Она говорит, а Украина? И ты говоришь, Украина? По-другому. Ира тебя спрашивает, а что, это другие люди? И ты говоришь, да. Это же тоже Восточная Европа. Нет, но они как раз по границе проходят, потому что там большое польское влияние. Проходит 4 года, и ты, когда уже идет война, приходишь на интервью к Метаметрике и говоришь, что мы же, про Украину, мы же один народ. Это такой же народ, только с другой идеологией. Так в какую версию мне верить про менталитет украинцев? Ту, которую ты говорил в 2019 году или в 2023? Мне кажется, что одна другой принципиально противоречит. У нас будет такая беседа, где ты меня поймал на всех противоречиях. И... Причем здесь это? Я же просто про менталитет. Я на этом противоречии я доказываю не то, что сказал одно, а стало по-другому. Нет. Во-первых, так тоже бывает. Во-вторых, я противоречивый. Я могу сказать с утра одно, вечером другое. Это нормально, в зависимости от контекста, настроения. И давай я сразу проясню. Менять мнение абсолютно нормально. Это признак здорового человека. Только желательно пояснять, за счет чего эволюция мнений произошла. Нет обсуждения. Отлично. Очень классно. Но именно поэтому я привел этот пример, потому что между ним 4 года, а объяснение про тот факт, который ты его утверждаешь как факт не про себя, а про народ. И поэтому мне кажется, что здесь принципиально по-разному. Объясни. Очень хорошо, что ты понимаешь сложную природу противоречий, изменения мнений, обстоятельств и так далее. Конечно, все развивается со временем. Конечно, мнение может быть... У него есть курс, который меняется. 100%. По миллиону разных причин. Опять же, я с удовольствием готов сказать, если я когда-то... почему я меняю мнение? Потому что у меня появляются новые вводные. Я взрослею, я умнею, у меня больше, шире наблюдательность, у меня больше какой-то жизненной мудрости накапливается. Я, в принципе, лучше становлюсь с годами, пока что. Меняется контекст. И меняется контекст, конечно. Потому что, когда у тебя идет война, немножко другой контекст. Люди себя проявляют так, как раньше не проявляли. Опять же, вопрос, а почему люди пошли на эту войну? Почему они довели до такого? Что случилось в итоге? Там Украина, конечно же, на 80% это просто Россия. Такие же русские люди. У меня есть на эту тему очень четкое объяснение. Опять же, не политически, не то, что я сейчас хочу их забрать, и чтобы они в русский налоговый орган свои платили налоги. Мне это не так сильно волнует. Чисто наблюдение мое визуальное, дизайнерское. Как выглядит вход в подъезд в Киеве? Он выглядит ровно так же, как в Москве. Металлическая дверь, покрашенная ебаной коричневой или серой краской. Такие же стеклопакеты, такое же насрательство на архитектуру, такие же тарелки антенн. Все это тот же народ. Ты ничего этого не знал в 2019 году, когда ты говорил, что мы разные народы, и ты к тому моменту у тебя был и офис в Украине, и квартиру уже у тебя отняли, и прожил ты много лет в Украине, и Одессу ты любил. Ты не знал этого ничего в 2019, а в 2023 узнал. То, как люди готовы... Вот самый важный момент, который происходит, как понять, что что-то действительно изменилось или стало не таким, как я раньше предполагал. Когда люди готовы умереть за идею. Для меня это, в принципе, странная вещь. Когда, зачем умирать за идею, если можно просто жить, продолжать спорить, например, иметь разные мнения и продолжать жить, вместе пить пиво и считать, что абсолютно иметь разные точки зрения на какое-то событие. Не надо убивать друг друга за свою точку зрения. Когда люди идут умирать за свою точку зрения, это значит, что есть какие-то глубинные процессы, природа которых, опять же, может быть, она выше моего понимания в принципе, я не понимаю.
Но то, что я вижу про Украину, то, что людей, таких же, как мы, поместили немножко в другой контекст, сказали, что они не такие, как мы, значит, просто их нарисовав границу, сказали, а мы другие, как если бы, не знаю, Вологодская область стала бы воевать там с Новгородской. Потому что им по границе бы объяснили, что вы вологодцы, вы другие. Видите, как на карте нарисовано. Не надо сравниваться с теми. Вот так произошло на Украине. 30 То есть лет. ты удивляешься, подожди, Как банку с колой трясли, а потом открыли. Вот эта вся пена. Я понял. То есть ты удивляешься тем людям, которым вот к Киеву подошли, вот, и они начали давать отпор. И люди решили, что с хера ли вы к нам пришли, мы вас сейчас отсюда выпиздим. Ты удивляешься, как же они могут убивать тем, кто пришел с оружием и смертью к ним в дом? Таких же, как они. Хороших, прекрасных, замечательных. А когда, не приведи бог, к тебя грабить придут, такой же, как ты, да, не только россиянин, не только дизайнер, не знаю, с тем же цветом волос, в тех же кроссовках. И если единственный шанс спастись от него у тебя будет его убить, ты так не сделаешь? Я никого не хочу убивать. Нет, еще раз, ты так не сделаешь? Если единственный шанс защитить себя и свою семью, да или нет? Давай или нет? Давай по-другому. Да, я так сделаю. И это то, что я тебе хочу Вот сказать. они то же самое и делают. Вопроса ноль. Поскольку это те же люди, такие же русские люди, они такие же умные, так же хорошо воюют, все то же самое, они не хотят, чтобы кто-то к ним приходил. Они воюют. И мы бы делали то же самое. И? Просто мы упустили с ними связь. Надо было это начинать 20 лет назад, 30. Нужно было вот всю эту украинизацию. Россия, чтобы мягкой силой влияла. Вот Америке удалось. Поэтому сейчас в детском саду украинском будут учить английский язык. Это пиздец. И укорачиваем. Это классно, но это очень тупо. Укорачиваем. В 2019 году ты не знал того, что узнал в 23-м. Конечно. А ты так? что знал? Ты узнал, что просто эти люди... все, что ты сейчас сказал, ты не знал, что люди готовы убивать за идею. Но я простым примером, собственным домом, тебе сказал, что люди убивают не за идеи, а из-за безопасности. Потому что к ним пришли, и они сказали, уебывайте, если не уебете, мы вас убьем. То есть это твое открытие. При том, что ты сам сейчас сказал, ну да, я поступил бы так же. Ты хочешь показать то, как случилось в итоге, а я пытаюсь понять механизм, почему до этого дошло. Это разные вещи. Подожди, я сейчас только говорил про менталитет и про то, как я же зацепился только за... Менталитет, смотри, на Украине почему происходит то, что происходит? Я зацепился за оперирование, подожди секундочку, оперирование менталитетом. Ты сказал, нет, это классная, эффективная штука. Я тебе привел пример того, как у тебя принципиально поменялось представление об этом, хотя... И ты это доказал следующим последствием, у тебя никакой новой информации не поменялось. Кажется, поменялся только контекст. И что сейчас сказать, что мы разный народ... Я сейчас не хочу выяснять, разные мы, они разные. Это абсолютно бессмысленный и долгий спор. Просто поменялся контекст, и тебе удобнее думать так сейчас. Смотри, во-первых, мы гораздо более близкие народы, чем даже те народы, которые живут внутри России. У нас есть очень сильно разные народы внутри России. Гораздо более разные, прям совсем принципиально разные. С разными религиями, с разным этносом, в отличие от Украины. Мы здесь гораздо ближе. То есть с точки зрения жителей Чукотки, русские и украинцы один хуй, на одно лицо, не отличишь. И все у них одинаковое, и анекдоты одни и те же, и сказки с детства одинаковые. Украину закрыли, герметизировали и очень долго идеологически обрабатывали. Они стали людьми с другой точкой зрения. Их противопоставили нам, что является уже, это в принципе преступление, но они это купили за 30 серебряников, за какое-то американское внимание. Я это так вижу. Может быть, я чудовищный дугинист, путинист, и я не знаю кто, но поскольку я читал учебник истории больше, чем за 3 года, у меня ощущение, что это вот так. Это, сейчас это следующая польская интервенция. Вот сейчас уберем оттуда, может и нет, хуй знает. Опять же, я зарекся давать прогнозы после ковида. Оказалось, что я очень плохой прогнозист. Не получается у меня. Может быть, все что угодно. Но намерение именно вот такое. В интервью Манучи ты говорил, Советский Союз был довольно-таки неприятной страной, особенно для свободолюбивых людей. Он был конкретно душный, хуже, чем ислам. Что ты имеешь в виду? Советский режим был малоприятный. Нет, что ты имеешь в виду сравнением хуже, чем ислам? Я беру страны типа Ирана, где ислам является государственной религией, и мне это не нравится. Иран — это Советский Союз, это такая же душниловка. Хотя там внутри люди нормальные, хорошие, на кухне все в мини-юбках пляшут, бухают, на улицу выходят вот в униформе своей, в хиджабе. А Татарстан? Везде, как в Иране? Нет, конечно. В Турция это светская, просто это выглядит, страна. как будто ты про всю религию, про всю религию говоришь. Подожди. Это хуже, чем ислам. У Ирана в названии страны Исламская республика Иран. Ири. А у Турции это светская страна.
И? У нее есть религия, Ну, люди исповедуют но ислам. это государственное устройство светское. Это разные вещи. Татарстан — светское государство в составе Российской Федерации. Я просто зацепился за эту фразу. Он был конкретно душный, хуже, чем ислам. К исламу у тебя нет претензий. Ну, имеется в виду Иран, да. Вот это, когда религия становится государственной, вот я про это говорю. У меня нет претензий к религии вообще. У меня ноль. Я не боюсь ислам для начала, поэтому... В 2019 году ты написал пост Рамзану Кадырову, который заканчивался «Уважение нельзя завоевать силой, силой можно завоевать только страх. Вспомни об этом, когда будешь наставлять свой народ в следующий раз. И держи своих псов на цепи, пожалуйста. Обнимаю, брат». Была ли какая-то реакция на тот пост? Я принес все извинения. Спустя 4 года. Ну, когда мы лично повстречались. Расскажи, в 2023 году ты принес извинения Рамзану Кадырову. Расскажи, за что, и расскажи, как это получилось. Это разве было в 23-м, не в 24-м? По-моему, когда тебя назначили во ВКонтакте? В 23-м? В 23-м. Это было в 23-м году. Время прошло. Что, правда, что ли, да? Быстро бежит. Короче, мы участвовали в создании мастер-плана Грозного? города Грозный. Большой международный архитектурный консорциум. Огромная работа, полгода делали, и вот приехали туда это дело презентовать. Личная встреча, потому что серьезный и важный конкурс. Мы заняли 2-е место, что довольно почетно, потому что там было много участников. То есть мы вошли в 3-ку, заняли 2-е место. А потом у нас состоялась личная беседа, мы поговорили, и по-мужски решили, что лучше, если я принесу извинения, и что я искренне сделал на следующий день у себя в Телеграме и в других моих площадках. Он завел об этом разговор? Да. А как это выглядело? У него были, собственно, вопросы, что я написал. Он он приступил к этой теме с претензией или с юмором? Нет, скорее, это было нейтрально. Ну, то есть, наверное, я так ставлю себя на его место. Приезжает ко мне, я там царь сижу, да, приезжает на конкурс дизайнера моего дворца, а он до этого про меня писал всякое. Ну, я ему спрошу, типа, вот, что ты там мне хотел сказать. И поскольку у меня нет никаких личных претензий к Рамзану, есть претензия к управленческому стилю, есть претензия... Самое главное, весь этот пост, на самом деле, он же не про Рамзана, он же про людей, которые ловят кого-то и заставляют извиняться на камеру. Я хотел сказать этим постом, собственно, там это написано, что плохо, когда выходит из-под контроля вот этот вот репрессивный аппарат, да, только у государства есть монополия на насилие. Когда монополия у студентов, или это уже точнее не монополия, когда просто какие-то студенты ловят просто каких-то других студентов и говорят, что ты должен перед нами извиниться. Вот этот процесс, собственно, я поэтому говорю, держи своих псов, потому что это люди, которым он как бы может морально разрешить так себя вести, а может сказать, что так себя вести не надо. И у него это очень хорошо получается. Ну, получается, ты сам оказался участником этого, не видео, это текст был. Так и получается. Как ты это воспринял? С юмором. С юмором? Для тебя не было это там, ударом или чем-то еще? Нет. Ну, то есть, а как еще? Я ко всему в жизни так отношусь. Какой... Если бы меня посадили на кол и оставили бы под палящим солнцем, я бы, наверное, к этому относился не с таким юмором. Какое впечатление Кадыров произвел на тебя при общении? Мощное. То есть он такой энергетический, очень прям, ну... Я даже не знаю, как это сказать. Ну, короче, фигура. Ты смотрел фильм «Проекта» про... Он непростой. То есть есть люди очень высокого полета, очень известные, очень крутые и так далее, которые, ну, просто как мы с тобой вот сидим, вообще ты даже ничего не заметишь. Ты имеешь в виду руководителей регионов? Руководители регионов, руководители самые там какие-нибудь вице и так далее. Много всяких разных есть у нас элит. В основном люди крайне простые, крайне демократичные. Здесь, конечно, это другой человек, другого типа. Опять же, может быть, это кавказская специфика, я не всех там знаю. Ты смотрел фильм «Проекта» про Рамзана Кадырова? Я начал. Что думаешь? Ну, соберет свои миллионы просмотров. А про содержание? Ничего не думаю. Ну, типа, а там что-то написано, что раньше не было написано. Ну, это как-то сопоставлял, что человек, которого во всем этом обвиняет, или про деятельность которого рассказывают, совсем недавно с тобой встречался. И ты перед ним извинялся. У меня нет на эту тему никаких противоречий. У меня мои отношения человеческие, вот, между прочим, перед Навальным я тоже извинялся.
И мне за это вообще не стыдно. Я не говорю, что за извинения стыдно Нет, должен просто быть. ты так говоришь, что как будто за извинением что-то такое стоит. Ну, не надо, пожалуйста. Нет, это мои человеческие, человеческие отношения. Стоп. Пожалуйста. Эту претензию я отвергаю. И в отличие от твоих одноклассниц из 57-й школы, про которых ты говорил, Шевелеву, вот, и ты говорил, что они же учились в гуманитарном классе, и они должны были быть научены, как устроены человеческие души, и что в жизни бывают разные обстоятельства. Теперь я знаю, что ты смотрел внимательно. Вот. И я не претендую на качество образования 57-й школы, но, тем не менее, я понимаю, что жизненные обстоятельства могут быть другие. Если ты заметишь, мой, скажем так, азарт и напор сейчас значительно слабее, поскольку я виктим-блеймингом заниматься не хочу. Вот. И поэтому я просто спрашиваю. Ну, окей. Вот. У вас какие-то отношения остались? Вы можете там переписываться? У тебя есть его телефон? Нет. То есть это через помощников было? Там не такой уровень общения. Ты, когда выходила, комментировал интервью Веры Полосковой, ты сказал: «Мои качества, которые так нравились Вере, вообще никогда не менялись. Если я всегда был дерзкий, я дерзкий сейчас, когда происходит пиздец. Если я был несгибаемый, я и сейчас тоже не согнулся. Никакая нахуй пандемия, никакая нахуй война, никакие нахуй политики, никакая ебанина российская ваша суровая, а никто не говорит, что у нас сторона розовых пони. Если я был несгибаемый, я и сейчас тоже не согнулся». Еще раз, я вообще спрашиваю это без азарта. Максимально нейтрально и даже с сочувствием. Но просто мне интересно услышать твой ответ. Извинения перед Рамзаном — это все-таки прогнуться? Нет, это личная история. Ну а в чем личное? Потому что мои с ним личные отношения, пока я с ним не встречался с глазу на глаз, у меня не было... Они были бы личные, если бы это не было публично. Они возникли личные. Если Потому бы что это... я с ним встречался. И есть эпизод, который снят на камеру, когда мы встречаемся, вот презентация проектов и так далее. Да? Государственный эпизод или там какой-то процессуальный, неважно, конкурсный. Это одно событие. Для, там 10 операторов стоит. Это одна вещь. А другая вещь, когда мы за рамками зала отдельно с глазу на глаз разговариваем, это вообще разные вещи. Как только случилась вот эта человеческая история, когда я увидел, что ему это не все равно, что он как человек задет моими словами, и мне не жалко принести извинения, чтобы просто на всякий случай, очистить свою карму, и чтобы у меня не было никаких претензий. В личном общении. До этого у него было 158 возможностей прислать ко мне ассасинов, начать греть паяльник, и я бы тебе на камеру сказал все, что угодно. Вообще. Я бы часовую лекцию прочел о вечных извинениях. Ему этого не пришлось делать, он это не делал. То есть он оставил, в этом смысле, супер-мега-респект. Он не стал посылать каких-то посредников, посланников или отравителей, или пытателей. А у него есть, я думаю, огромный арсенал таких людей, которые просто... Да их даже, наверное, не надо уговаривать, они сами приходят. Просто от стены отделяются, и тебе паяльник в жопу. Как это обычно и бывает. И ты прям видишь, как это отсвечивает вот это сияние паяльника в камере за извиняющимся. В данном случае я с ним поговорил с глазу на глаз и принял сам такое решение, написать такой пост. И ты можешь мне верить, можешь мне не верить, но если бы он хотел мне сразу по горячим следам отомстить, у него для этого было миллион возможностей, мог позвонить, написать. У них все нормально, там и WhatsApp, и Telegram, у всех помощников, и они, если надо, тоже появляются через секунду и сразу тебе пишут все, что хотят сказать. 0 проблем с этим. Коммуникация налажена. Все отточено. В данном случае это был разговор двух мужчин. И это извинение, можно сказать, что оно похоже на другие извинения, где люди оказывались в ситуации, что типа, ой, блядь, что-то я попутал, сейчас вот запишу. У меня это по-другому. Но, опять же, ты можешь в это не верить. Так же, как и перед Навальным, понимаешь? Вот я его обидел, у нас состоялись дебаты, и я лично ему приносил извинения, потому что я лично его обидел. Как ты часто... И он обиделся, самое главное. То есть я-то, может, обижаю много кого. Что поделаешь? У меня просто мой язык, мой враг. Так бывает. Куча людей на меня обижаются. Но он один из тех, на чью обиду тебе не все равно. Если ты заметил, когда я с кем-то встречаюсь лично, у меня сразу другое отношение. Я никогда не буду хуесосить того человека, с которым я лично пообщался. Хотя, может быть, ты вспомнишь, что я про тебя там что-то говорил, что... Не. Ну, ничего плохого. Только объективные вещи. Ты часто говоришь, когда ты анализируешь то, что происходит в России, особенно когда ты начинаешь высказываться про людей, которые из России уехали, ты
все в одну кучу мешаешь относительно того, кто почему уехал. Я не хочу в этом разбираться, но часто возникает тейк, когда ты говоришь про Россию, что Россия — это очень безопасное место. Да. Как это, то, что Россия действительно побезопаснее многих стран, если не большинства, это факт, и с этим как бы не стоит спорить, но как это сочетается с тем, что ты сейчас рассказывал про ассасинов, отравителей и того, что руководитель региона может их направить, и ты... Охуенный вопрос, я тебе расскажу. И ты можешь об этом рассказывать сейчас, и никому ничего не будет. Да. Я тебе другой примерчик приведу. Тинькофф. Помнишь, какие-то были блогеры, которые изобразили, они сидят на диване, они пернули, вот какой-то, не магия, да, и такой белый дым идет. Типа они издевались над Тиньковым. Это не магия, да-да-да. Он магия. потом репрессировал, прессовал и все остальное. Это, да, он даже не чиновник. Это просто банкир, который занес кому-то деньги, приехала там команда быстрого реагирования, нахуй всех в пол. Это возмутительный пиздец. Он, правда, у него другая версия, что он никому не платил деньги. Конечно, мы не да. знаем, правда? Это возмутительная жизнь. Он не платил, его зам отнес, да. Артемий, со мной в дискуссии, может, это не употреблять, мы не общались с Тиньковым несколько лет, и во всех публичных местах... Нет, ты за него не отвечаешь. Это просто пример того, что я говорю, что не обязательно быть руководителем региона, чтобы у тебя была возможность с помощью силовиков, каких-то людей, которые тебе не нравятся, прийти и наказать. Это так работает и не только в России, это вообще везде. А кто-то в баре морду бьет, если ты не понравился, напрямую, без посредников. Люди бывают агрессивные. Ко мне это какое имеет отношение? Я не решаю вопрос силы никогда. Оценку. Я говорю про оценку. Блядь, бывает так. Если мы будем вести репортаж из травмпункта, конечно, у тебя будет ощущение, что в России исключительно туда поставляют калеченных людей. Каждую секунду кому-то нож в ребро вставляют. Да, в травмпункт таких людей привозят. Но глобально в стране безопасно. А знаешь еще страну цивилизованного мира, где, раз уж ты перешел в пример, где также может поступать руководитель региона? Любая страна большая. Америка. Приведи пример. Кто так поступает? Глава штата отправлял... Я твоими словами сейчас говорю. Ассасинов, отравителей, паяльник и все остальное. Ты просто не знаешь, как это происходит. Но я просто не знаю. Смотри, я тоже не настолько подробно сижу за американскими новостями, но... если посмотреть твои новости и интервью, кажется, что следишь внимательно. Не за всем. Слишком много новостей, большая страна. Там 337 миллионов человек. Они много чего делают в течение дня. И плюс еще небезопасно. Еще могут тебя шмальнуть просто так. Это чистая правда. Чистая правда. 1000 человек в год убивают просто при задержании. Так. Короче, вот про то, как глава региона, сынок Байдена, его отмазали же со своим ноутбуком, с компроматом, с тем, что он ебал своих несовершеннолетних каких-то родственниц, с наркотой, с оружием, с коррупцией на Украине, с воровством бабок, со всей хуйней. Если помнишь, Трамп с Зеленским изначально посрался же. Это было как раз тогда еще. Из-за Байдена. И Зеленский сделал ставку на Байдена, ему позвонили, видимо, из Демпартии, сказали, не прогадаешь. Много уголовных дел, знаешь, на детей топ-политиков России. Много уголовных дел, знаешь, на бывшего, недавнего президента России. Я тебе могу так сказать, что мнение о том, что сын депутата или какого-нибудь сенатора или какого-то чиновника имеет хоть какую-то юридическую охрану в России, это мнение из детского сада. Мой вопрос был, ты много знаешь этих дел? В России? Да. Много дел, когда завели, я не слежу за делами. Когда в целом процесс судебный шел над политиками уровня Байдена. В России только зеркально. У нас не так часто федеральный. Ну, а этот самый Белых? Он чей сын? В смысле? Не-не-не, ты привел пример. Сына Байдена отмазали. Ты хотел сказать, что типа сын президента США, он типа попал под суд, и его там отмазали. А судебный процесс, вот вообще зеркальная ситуация в России, чтобы сын какого-то топ-политика, назови несколько примеров. Что с ним было? Чтобы судили какого-то Чтобы сына? хотя бы процесс начался. Чтобы отмазали? Чтобы процесс хотя бы начался. Там же процесс, ты знаешь, какой начался. Фиктивный. Да? Про другое. Про то, что он соврал при покупке оружия. Вообще, это как бы супер-мега переключение внимания. То, из-за чего надо было начинать процесс? Да, это в любой другой ситуации был бы пиздец какой скандал. Если бы у Трампа был такой сынок, он бы давно сидел в тюрьме. Про суды. В этом году ты сам рассказал, ты не рассказываешь про личную жизнь, и тем удивительно, что в этом году ты сам рассказал про то, что суд не признал твой брачный договор. Нет, до этого не дошло. Да расскажи, я изначально цитата, а ты расскажи, как было дальше. Давай. Неважно, что ты написал и понапридумывал себе. Сидел такой владелец заводов, газет, пароходов, чах над златом, а потом приходит супруг и говорит, а теперь половину отдай мне. Рассказал ты. Что произошло и что произошло дальше? Я специально не рассказываю никаких подробностей из своей личной жизни, в первую очередь, потому что это касается моего ближайшего круга.
и моих детей, и моей бывшей жены. Ни в коем случае никогда в жизни ни одного плохого или какого-то еще слова никто не услышит. Особенно публично. Это невозможно. Просто я не обсуждаю, и все. Но при этом я как человек наблюдательный, как человек эмоциональный и раздражительный на глупость, когда я вижу какие-то вещи, я обязательно о них стараюсь рассказать, чтобы других предупредить. У меня, слава богу, мне не пришлось узнавать, действительный ли брачный договор или нет, а также есть ли он у меня или нет. Это не важно. Пока шел суд, я много нового узнал про суд. Для начала то, что туда не надо ходить, блядь. Туда ходил мой адвокат. Я ходил только, когда меня вызывали. 2 раза за 1,5 года. Это очень сложная хуйня. Это супер-мега-мозгоебля. Там мне ничего не нравится. Я просто закрыл рот на молнию и просто вот let it be. Адвокат все разрулит. Какие были подробности, какие детали и так далее, тоже абсолютно неважно, не имеет отношения. Но судебная практика в России очень любопытная оказалась, что когда брачные договоры придумывали там типа в 2013 что ли, год или 2012, когда их сделали, они недавно... Этого не было? Нет. Ага. Это относительно свежая вещь. Ого. Они, потому что взяли, мы же как все в Америке копируем, да, и про иноагентов, и про брачный договор. Скопировали, принесли. Хорошо, у Европы. Подглядели у Европы. Я не про Америку. У нас принципиально разные законы про иноагентов, у них и у нас. Они отличаются очень сильно. Ну окей. Да. Но в проброс ты бросил. По-другому ебемся, да, абсолютно. Так, брачный договор, оказалось, пару лет они, значит, посуществовали, оказалось, что его можно признать недействительным, как любой другой договор. Потому что сложилась такая судебная практика, что если ты подпишешь договор, в котором написаны хуевые условия, или он незаконный, то он не имеет силы. Соответственно, начали приходить женщины, которые говорят, он себе оставил все, мне ничего, я в бедственном положении, давайте мы расторгнем брачный договор. И ты не можешь тут откупиться, наш суд не американский. В Америке там ты можешь сказать, давайте я $1 миллион дам, она отстанет. Ну, типа, суд решит, наверное, ей хватит, ладно, зачем отдавать миллиард? Давайте вот так, если есть брачник. А в России просто его расторгают. И после этого у тебя возникает, собственно, обычный брак, когда ты идешь в ЗАГС и регистрируешь брак. На самом деле в этом месте, многие люди почему-то этого не понимают, в этом месте ты подписываешь брачный договор только по дефолту. Он стандартный, который написало государство. 50 Там 50. все прописано, даже хуже. Ага. Ну, вообще, да. А что такое хуже? Потому что дети матери, например, оставляются, как правило. И еще всякие вещи. Ну, короче, это невыгодно и неудобно. И жена или муж, неважно. Короче, кто богаче, тот больше страдает. Потому что есть примеры, когда богатая жена, и муж от нее тоже забирает половину при разводе. Это так работает. Это нечестно, но типа никто там не занимается справедливостью. Все делается просто по закону. Соответственно, брачный договор можно расторгнуть. И для большинства людей, которые подписали брачный договор, это новость, как гром среди бела дня. Потому что они были уверены, что это защита, что они свои газеты, заводы, пароходы не отдадут, потому что написано в брачном договоре. А потом, когда он расторгается, то вдруг от всего этого жена забирает, или муж, смотря кто богаче, половину. И там есть такая лазейка, если ты богатый владелец, не знаю, всего на свете, да, всех там, блядь, аэропортов в стране, или что-то, какой еще ресурс там есть, все леса в стране твои, и ты женился, а на завтра разводишься, то у жены должны что-то, какое-то быть имущество. Если ты оставил ей однушку в Бирюлево, тогда все, ее суд нахуй шлет. Сегодня так. Завтра, может быть, решат, что мало однушки в Бирюлево, надо как-то по-другому. Но сегодня, если ты за брачную свою жизнь ничего не написал, не записал на жену, то тогда такой договор может быть признан в половине случаев. То есть практика 50 на 50. Один суд судья может... решит? Конечно. Типа его личное... Ну, там же есть вот это мнение или вот чувство о том, что такое справедливо. У него есть законы, есть собственные чувства. Судья и тем оперирует. Короче, практика 50 на 50. В половине случаев брачный договор можно опрокинуть. Для людей это большая новость, удивление. Я их предупредил, потому что это любопытный Чем факт. закончилось суда? Они не знали. Мировым. Мировым. То есть вы сами договорились? Да. Слава богу. Самое лучшее, что бывает. Бесспорно. А этически, как ты считаешь, сколько должно отходить женщине, которая 6 детей родила? У меня все-таки 10 детей, я им всем должен. У меня нет такого, что вот одной я должен, или одним детям я должен больше, чем другим. У меня есть очень простые какие-то свои внутренние, не буду вдаваться в подробности, но условно я должен каждому ребенку оставить по квартире. По квартире? По квартире. Я должен заработать и оставить. График заполнения до он смерти. какой сейчас? Сколько ты уже оставил? Парочка. Смотри, ты никогда не... очень чуть-чуть рассказывал про детей всегда, прям совсем чуть-чуть, даже на личных интервью, вот. Потому что если они захотят, они сами расскажут. Да, я понимаю. И, кажется, вообще никогда про жену. То есть если там вот выделять про детей было чуть-чуть, а про жену в целом ничего. Тем более. Я правильно понимаю, что первое, что ты сообщил о своей жене в паблик, это про суд, который расторг ваш брачный договор?
Я тебе говорю, что суд не трогал брачный договор, до этого не дошло. Мировое соглашение, это значит, что мы договорились. Выглядело это так? Хорошо, важно, как это выглядело. Вот это примерно так же все остальные факты. Если ты будешь из моих постов пытаться понять, что в моей жизни происходит, тебе это удастся Я же не пришел утверждать, я спрашиваю. Нет, я спрашиваю. до этого не дошло, слава богу. Окей. Потому что суд — это война, я не люблю воевать, а мирный договор, он же мировое соглашение, это классный и хороший способ закрыть конфликт. Некоторые вещи забавно закольцевались из прошлого интервью. Я тебя там спрашивал про объявление, которое ты выложил, что ищу спутницу жизни, присылайте фотки. Да. И тогда ты сказал, что это шутка. Сейчас ты это выложил после развода. Это шутка? Тогда я это сделал за 2 недели до свадьбы. То есть это, для меня это закольцованная история, мой внутренний такой юмор. Я тогда написал это, и потом мы поженились. Но у вас уже были дети. Да. А потом мы разошлись, и я написал следующее. То есть это такая композиционная штука, чисто для меня. Нет, тогда это было просто веселуха, а сейчас практическое значение это имело? Да. Имело? Да. Девушка, с которой у тебя сейчас отношения, ты просто не познакомился по этому объявлению? Да. Серьезно? Серьезно. Вау. А как это выглядело? Ну, то есть тебе понравилась фотка? Нет, важно. Тебе понравилась фотка или тебе понравилось решение, которым, ход, который она в письме написала? Конечно. Я всегда... Это же не первый раз я объявляю вакансии, да, неважно на что. И там спутница жизни — это тоже, по сути, вакансия. То есть отреагируют люди, то, как они отреагируют, будет, конечно, иметь важное значение. Для начала разговора я много с кем встречался, пообщался. Из писем? Из писем. Да, это абсолютно нормально. Самое главное, что попался такой случай в жизни, такая удача, что вот был на свете человек, который оказался моим. А то, что я кинул клич, а девушка на него отреагировала, это просто, прикол. Девушка сильно младше? Младше. Ей 25? Не буду комментировать. Хочу еще минимум 5 детей, ты написал. Это шутка или правда? Это ТЗ. Прям реально ТЗ? Я хочу. Потому что у меня внуков нет, пока что, к сожалению. Видимо, я как-то, не знаю, у детей есть чем заняться. Они современные, молодые, и пока им все по кайфу. Не до детей. А мне как раз, я вот уже пришел, видимо, к тому возрасту, когда мне нужны следующие маленькие дети, чтобы ими заниматься и давать им как можно больше. Тем более, что я сейчас как раз уже дошел до такого состояния нормального. Ты как бы перебесился, все в жизни попробовал и так далее. У меня уже такая мудрость, седые муди, и я уже могу быть нормальным отцом. Гораздо больше тратить времени на детей, чем я делал с младшими. Во-первых, я весь мир объездил, мне не надо. Во-вторых, у меня уже все понятно в профессиональном плане, уже как-то устаканилось, куда я иду. Плюс у меня есть еще хобби неплохое в виде ВК-видео и вообще ВК. И всякие другие дела. То есть я спокоен. Пару недель назад Жене Беркович и Светлане Петричук дали 6,5 лет за оправдание терроризма. Как ты к этому отнесся? Я пошел смотреть, в чем первопричина, потому что явно не за спектакль, за который они получили какой-то грант Минкульта и золотую маску. Ты посмотрел спектакль или прочитал пьесу? Да, посмотрел. И что думаешь? Думаю, что найти там оправдание терроризма можно с большой натяжкой. Но, поскольку я не просто посмотрел спектакль, а пошел еще читать предысторию, что не так, откуда такой бадхёрт лютый взялся, почему этот пример. У нас же не всех режиссеров сажают. Есть куча людей, у которых есть антивоенная позиция, которые открыто высказывают, меня. И это ненаказуемо вообще, ничего такого страшного. Какую позицию? Антивоенную. Антивоенную? Антивоенную. Вернемся из Одессы как с трофеем, и надо дойти. Одесса нужна. Мне нужно, чтобы туда самолет летал. Больше мне ничего не нужно. Если ты хочешь, чтобы по дороге кто-то был убит, я не хочу. Я на это не подписываюсь. Еще раз процитируем цитату Артемия Лебедева. Просто вернемся сейчас отмоткой, и я ее зачитаю. И вы сами решите, это антивоенно или нет. Сейчас, когда идет война, и русские войска завоевывают русские территории, которые всегда были русскими, просто они были по ошибке подарены Украине, а Украина взяла и решила, что можно туда теперь не пускать русских, конечно же, я за то, чтобы российские войска прошли еще чуть-чуть вперед, взяли Одессу. И я пошел изучать. Да, я думаю, что дело в стихах Петричук про деда, где она пишет, к внуку приходит дед, может быть, у тебя есть текст открытый, я не знаю. Пожалуйста, не пиши обо мне никогда ничего. Нет, там не надо
Никаких побед моим именем? Вообще никаких побед. Да, вот я думаю, что они сели за фразу «вообще никаких побед». Ты считаешь, это нормально? Я не считаю это нормальным, я не настолько чувствительный к подобной риторике, хотя, конечно, это абсолютно возмутительно, ужасно. И, в принципе, люди, которые не любят свою страну, которые такие вещи говорят, то есть говорить про свою страну «не надо никаких побед», это, я даже не знаю, с чем это сравнить. Это не пораженчество, это какая-то очень странная вообще конфигурация мозга. Почему может, люди это так их считают? мнение просто? Ну, ты можешь так считать, а я считаю, что так говорить нехорошо. И так даже не то, что говорить, ладно, исходить из этого нехорошо. Нет, это твое мнение, безусловно. Заслуживает ли это 6,5 лет? Ты же спортом занимаешься, как можно не хотеть побед? Представляешь, вот стоит такой футбольный фанат, типа меня. Вот я на футболе такой же, да, мне похуй на ваши победы. И ты бы сказал, а что приперся? Абсолютное большинство болельщиков, если ты приводишь пример с фанатом, абсолютное большинство фанатов смотрят футбол как процесс. Многие люди болеют за команды, которые слабее. И это понятно. Понятно, что в сезоне они проиграют гораздо больше матчей, и поэтому они приходят кайфовать от процесса. Они же не желают им проигрыша. Никаких побед моим именем, вообще никаких побед. Вот, представляешь, вот ты смотришь футбол, говоришь, вообще никаких побед. Окей, допустим, это позиция человека. За это можно на 6,5 лет? За это нельзя сажать на 6,5 лет, но за это можно из спортивного бара выгнать с санными тряпками, наверное. Вот. Не согласиться публично, что-то еще. Хорошо. Ты говоришь, если настолько желаешь отсутствия победы в своей стране, то вот тебе 6 лет подумать, посидеть о своем литературном творчестве. Я воспринимаю процесс вот так. Я думаю, что эти 6 лет были в качестве назидательной такой меры выписаны ровно за эти слова. Считаешь ли ты Я это не нормально? стоял со свечкой, я не знаю. И вообще, больше того, если хочешь меня спросить, нормально или нет, плохо в тюрьме сидеть. В принципе, я не знаю, почему людей туда сажают за какие-то слова и действия, но и сажают не только у нас. Везде. И штрафуют, и сажают, и все, что хочешь. Много ли 6 лет? Это, конечно, очень много, это очень грустно. Нужно ли давать 6 лет за такие слова или нет? Опять же, тоже я не знаю, из чего там исходил судья, есть какая-то норма закона. Ну вот так. Я думаю, что если пойти по тюрьмам просто с каждым говорить, что он сделал и насколько его посадили, там за 2 грамма марихуаны сажать на 10 лет тоже плохо. И тоже нечестно. Ну, а меня же никто не спрашивает. Это так происходит. Вообще мир, он довольно такой несправедливый иногда, и суровый, и очень много всякой вне жести всяких в мире. сомнений. Мне показалось, что я, когда смотрел это видео, ты солидарен с этим приговором. Ни в коем случае. Ну окей, это так звучало. Окей. Нет, опять же, я всегда пытаюсь рационализировать, чтобы понять, почему это так. Все понял. Ты разложил на Посадили не за молекулы. спектакль. Посадили. За что посадили тогда Петричук? Автор стихотворения, которое, по твоему мнению, привело в тюрьму Беркович. Петричук здесь при чем? Не знаю. Правда. Потому что они были вдвоем, потому что им приписали... Вдвоем что? Писали стихотворение? Ты меня спрашиваешь? Я не знаю. Ну, ты же объясняешь. Многие ребята не понимают, за что посадили Беркович и Петричук. И дальше начинаешь объяснять, за что их посадили. Стихи Беркович написал, да? Ну, конечно. Да, ну, окей. За что посадили Петричук? Понятия не имею. Это нормально? Правда. Ты меня спрашиваешь? Да. Я не знаю. Ты не знаешь, Я нормально. не знаю, ты какая... выдвинул версию. Подожди, ты выдвинул версию, которая абсолютно Георг, людоедская я не знаю, какая логика. мотивация. Но она есть. Она хотя бы есть. Людоедская, чудовищная, противоречит, мне кажется, тем условиям, в которых ты сам бы хотел жить. Но она есть. Смотри, я думаю, что было Но дело она касается Беркович, а Петричук, вот я твою экспертизу хочу Наверное, услышать. было так, что сначала кто-то сошел с ума от того, что Беркович написал такие стихи, не надо никаких побед. Потом посмотрели на спектакль, где она защищает ИГИЛ, так они решили в экспертизе. И дальше их вдвоем посадили как соавторов. И это, так как я вижу логику судебного процесса. Хорошо это или плохо, история рассудит. Ага. Ты не можешь ответить, хорошо это или плохо. Я не знаю, какие воспитательные меры стоят у государства. Кому, где, как им кого надо останавливать, противовешивать и так далее. Может быть, во время войны это особое состояние у государства. Мы не единственная страна, которая воюет, но каждая страна, которая воюет, конечно же, в первую очередь должна очень жестко следить за моралью, за общественным мнением, за цензурой. Цензура всегда есть на войне. Да, 100%. А подожди, почему здесь нет мнения, если оно есть по другим вопросам? Типа щемить творческих людей, как делает Мизулина? Потому что... У тебя есть мнение? Я думаю, что здесь дело в том, что когда страна воюет, она вот уже ввязалась в эту авантюру, вот она воюет, нельзя желать стране проигрыша. Потому что это самый большой пиздец вообще в нашей жизни. А логика Мизулиной. Когда страна воюет, нельзя там разнузданно себя вести, нельзя вообще говорить, сомневаться в курсе партии и все остальное. Она выступает так же. Она выступает как вот эта вот собачка, которая бежит рядом со слоном, просто погавкать, чтобы на нее внимание обратили. Да. Не она решает,
кого сажать? Сажают какой-то там репрессивный механизм или какая-то высшая логика, какие-то люди, которые занимаются моралью. Ну, логика у нее та же. Война идет, поэтому я должна быть бдительна. Ее мнение не важно. А здесь что мнение важно? Тех людей, которые занимались этим делом. Но мы говорим не по мнению, мы про логику. Мы говорим не то, что какой-то там общественный лаятель вдруг нагавкал на 2 режиссерок, и они поэтому сидят в тюрьме. Там за этим была какая-то логика. Я думаю, что какое-то количество людей, может, не знаю, ветераны написали письмо, или еще кто-то возмутился. Если ты во время войны в воюющей стране говоришь, не надо никаких побед, наверное, надо за это вот так вот наказать, потому что читай охуенную книжку «Русская модель управления» Прохорова. Там все написано, как в России происходят управленческие процессы. Всегда берется один модельный кейс для того, чтобы всем остальным объяснить, как надо. И люди это понимают. Тебе не надо сажать 100 человек, для этого достаточно посадить одного и сказать, что это означает то-то. При этом ты же сам говоришь, что их посадили непонятно за что. Потому что я не читал материалы дела, я не знаю. Материал дела «Оправдание терроризма» в спектакле «Финист Ясный Сокол». Никаких побед и стихотворения там нет. Мне кажется, ты запутался. Нет, мне кажется, что я просто объяснил тебе, как это происходит на самом деле, а как они это провели юридически, зависит не от меня. Меня Я не заставило юрист, представить тебе только то, что ты сказал. Я не знаю, нормально это или нет. То есть у тебя нет конкретного мнения. Про Мизулина у тебя конкретное мнение есть, а в чем разница, ты не объяснил. Разница в том, что когда страна воюет, очень важно, чтобы у государства была некая мораль, которую оно транслирует. Оно не может отвлекаться на Мизулина 100. транслирует ее тоже. Это ее личное мнение просто. Давай на этом остановимся. Это Мизулина мнение... не является государственным органом. Окей. Я очень ломано, но окей, я понял. Просто при чем здесь Мизулина? Она просто громкий человек. Так же, как Милонов. Какой смысл его обсуждать? Это шоумен. Смотри, по сути, как это выглядит сейчас? Де-факто, если читать материалы дела, то их посадили за... то есть это такое наказание задним числом. То есть был спектакль успешный, который ни у кого не вызывал вопросов. 2022 год, «Золотая маска», все в восторге, все здорово, они получили. Наступает, но потом меняется контекст. Меняется контекст. И в 2023 году, тогда их схватили, то, что в 2022 году было нормально, уже не только ненормально, но и уголовно наказуемо. Да. Не боишься ли ты, и я еще раз делаю эту вставку, она абсолютно искренняя, я тебе в глаза это говорю, и на камеру лучше тебе в глаза, я ни в коем случае тебе этого не желаю. Не боишься ли ты... Я уже жертва этого. Что вот такие же комсомольцы, которые там увидели оправдание терроризма, экстремизма в том, в чем невозможно его увидеть, они почитают твои старые сообщения, твои обзоры, там, не знаю, «Патриарха», просто охереют с того, как ты рецензировал его поездку с иконой, когда ты говоришь, что положил эту икону как тёлку справа от себя в Мерседесе, поехал по кругу. Что вот эти какие-то люди с воспаленным восприятием, я не знаю, интересов страны, морали, нравственности, абсолютно извращенным, они почитают твои все высказывания, и в какой-то момент вот этот выстрел псевдоправосудия, он настигнет и тебя. Не боишься ли ты этого? Я вот смотрю драматургически, не знаю, видно на камере, вот та камера, которая тебя снимает, за тобой окно бросает такую тень охуенную, как будто мы с тобой в тюрьме сидим. Это просто выглядит очень красиво. Решетки в этом? Да. Ага. Такой, сижу за решеткой в темнице сырой. Надеюсь, это не мое будущее. Это очень, и надеюсь, что не мое тоже. Но просто я не могу не обратить внимания, это выглядит очень по-театральному. Это как будто там декорация такая. Это не специально. Короче, не то, что я боюсь, я знаю, что это возможно. И Россия, кто-то очень хорошо сказал, что это страна с непредсказуемым прошлым, мы ровно вот в ней и живем. Да, бывает так, что ты не знаешь, и я просто уже на себе это заметил. Пока по чуть-чуть, знаешь, первые капли дождя, еще там не ураган, не смыло все. Уже приходят там-сям какие-то вещи, уже приходится корректировать прошлое, стирать какие-то посты, редактировать записи. Сейчас мне из Роскомнадзора прилетело, что вы должны на нашем сайте, а у нас был такой комикс про способы самоубийства. Типа, как сделать самоубийство? Там подходит клоун к чеченцу со Стечкиным, достает Стечкин, ну и как бы клоун лежит уже мертвый, все. Типа, самоубился. Вот это вроде как, ну типа, смешно, Жгун рисовал комикс. Приходит теперь, типа, нельзя, потому что здесь описываются способы самоубийства. Я думаю, ну ебать, это пиздец, такая тупость, что просто несусветно. Там наоборот, блядь, есть художественные приемы, это гипербола, это специально через вывоз на чувства мы пытаемся как-то, не знаю, оградить людей от самоубийства. Но сейчас логика вот такая вот больная, извращенная. Сколько еще раз прилетит, за что и насколько сильно, я не берусь Как ты судить. себя чувствуешь в связи с этим? Тонизирует. Тонизирует? Да. Ну просто смотри,
Это, если бы это только в каком-то одном месте вот такая хуйня бы происходила, может быть, я бы постарался, знаешь, обойти грозовой фронт, облететь и как-то переждать. Проблема в том, что в мир настолько сейчас ебанулся, что тебе не оставили путей выхода. Куда тебе деться? Куда бы ты ни пошел, везде будет такая же хуйня. Это сейчас ты про то, что такое не только в России? Конечно. Приведи дело Петричук и Беркович вот абсолютно аналогично где-то в мире. Двух режиссеров, абсолютно достояние страны. Прости, я не журналист, я не готовлю такую фактуру, у меня нет прямо сейчас под руками, но я вижу, как происходят очень похожие процессы во Франции, в Канаде, в Америке, в Великобритании. Я уж не знаю, что там в Австралии, в Новой Зеландии происходит. Может быть, у них свои какие-то... Там, они не дают слова плохого про аборигенов сказать. И слово «абориген» теперь запрещено. Может быть. У них свои какие-то бадхерты. Короче, мы сейчас находимся на планете, где вот сейчас такой морок. Вот сейчас люди стали... То ли потому, что это просто идет перераспределение ресурсов, то ли потому, что все решили, что сейчас у нас вот такая мораль, то ли просто нужно дойти до какой-то степени, взорваться, повоевать и успокоиться. Я не такой большой вот, специалист по этногенезу, чтобы тебе ответить, типа, что будет и как быть. Я понимаю, что Россия, при всем том, что вот все примеры, которые ты мне приводишь, они для меня это то же самое, что сидеть в травмпункте и говорить, что смотрите, все время приводит кого-то с выбитым глазом. Стоп. Давай еще раз. Шире оптику возьмем. Стоп. Нет, это принципиально. Ты мне сейчас хочешь сказать, что я обобщаю и говорю, что вся Россия плохая из-за того, что Петричук этот... У меня такое складывается впечатление. Нет, пожалуйста, оставь это тоже для разговоров с карикатурными либералами. Оставь это, пожалуйста. Если нужно это конкретно объяснить, то, мне кажется, и не в этом интервью мне за это нельзя предъявить, и не за все эти, уже, получается, 2,5 года, что я работаю не в России, за это тоже нельзя предъявить. Ни в коем случае я не говорю, что Россия плохая, я не обобщаю, я не алармистую и все остальное. Я говорю только о конкретных минусах. И так как до отъезда моя жизнь была про то, чтобы говорить, что Россия невероятная страна с невероятным потенциалом, но просто происходят самые разные пиздецы, которые кайфам многочисленным, которые в России есть, мешают развиваться. Не мешают. Ничего не поменялось. Я как и до отъезда про это говорил, в том числе в довольно рискованных положениях, в довольно уже рискованные времена, так я и делаю это после. И если ты хочешь, секундочку, это очень важно, потому что это тейк, которым ты просто в каждом интервью пользуешься, и я мало того, что утомился это слушать каждый раз, так я еще и... это абсолютно несправедливость по отношению к многим людям, и я считаю таким, как я. Потому что ты обобщаешь, ты послушаешь какого-то безумного либерала, который говорит, что Россия все безнадежно должна развалиться и все остальное, и ты думаешь, что так же думают другие люди, которые с ним, например, согласны в отношении к Путину и к войне. Это не так. Это обобщение абсолютно неправильное, и которое такие умные люди, как ты, не могут себе позволять, но ты почему-то позволяешь. Смотри, ты меня научила одной важной вещи. Ты когда-то сказал прекрасную фразу «Россия, заебись». И для меня было очень важно это услышать в какой-то момент, потому что, возможно, я тогда был занят чем-то еще, не Россией, а своей работой и своей семьей. И ты, как-то вот появившись в инфополе и сказав эти слова, заставил меня... Да иди нахуй, блядь. Заставил меня задуматься. Это Путин. Да, вот видишь, он прилетел, мешает нам общаться. Уйди. Дедушка, улетай. И это важные слова, которые ты сейчас не произносишь. Какие? Россия, заебись. А она осталась заебись. Вот я обратил внимание, как бы так, знаешь, оторвался от... Владимир Владимирович, улетайте, пожалуйста. Оторвался от работы своей, обратил внимание, что действительно это так. И когда случилась вот та хуйня, которая случилась, да, там вообще никого не подготовили, началась война, люди не понимают, что делать, я решил, что в этом месте я амбассадор России. Я буду рассказывать, почему это хорошая страна, почему она безопасная, почему она классная, какие есть возможности. Да, происходит пиздец. Это как извержение вулкана. Он извергается, оттуда лава идет. Ну, просто не стой под лавой, во-первых. Во-вторых, есть еще что поделать. Еще большая территория. Россия огромная страна с кучей народа, с кучей возможностей. Там живут люди. Вот если рождается ребенок, он сейчас виноват, что он родился в России? Или с какого возраста он виноват? А ему уже, например, в Европе счет не откроют. Потому что он уже все, по паспорту его уже минусуют. Учили быть толерантными, всех принимать, терпеть. Показали, что это полная хуйня на постном масле. Даже те, кто, вот, как говорится, знаешь, все, о чем врала русская пропаганда, оказалось правдой. Ты сейчас мне пытаешься объяснить, Я тебе пытаюсь объяснить, что Россия все еще заебись. Вот твой завет работает. Нет, еще раз, секундочку, давай разложим. К сожалению, я не хотел еще в это уходить, но давай мы это сделаем. Потому что ты снова скомкал, и это пример твоей риторики очень
еще раз, я принесу, мне не стыдно признаваться, что, несмотря на огромное количество вещей, которые вызывают меня в те несогласия, с чем я и непонимание, вот, но то, что ты умный чувак, как бы глупо отрицать. И именно поэтому у меня всегда диссонанс происходит из-за того, что ты, будучи умным чуваком, используешь такие говёные методы риторики, когда ты все скомкиваешь и бросаешь в какого-то человека. Значит, по порядку. Есть ли у тебя основания думать относительно того, что я как-то хуже стал относиться к России, только из-за того, что я пока из России летят бомбы, не использую слово «заебись»? Все, это единственное, что поменялось. Я также продолжаю рассказывать про офигенных людей. Про Салуки, который выпустил невероятный альбом, я рассказываю. Про чувака из Яката, который уехал в Штаты и делает свою группу, и он не переехал в Штаты навеки там или из-за чего-то. Он просто как бы чувак, который остается русским якатским чуваком, переехал и делает невероятную металлическую группу. И я, когда узнаю историю, почему в Якате, в Свердловской области есть Санджавана, кажется, город или станция, почему она называется, я с удовольствием раскидываю, узнаю это и рассказываю людям. Я рассказываю про девчонку, которая художница, арт-художница из Саратова, и которая у меня в выпуске произносит по поводу того, что ее мечта сделать Петербург центром современного искусства, и эта мечта сбудется, говорит она мне. И много-много-много вещей. Поэтому, если ты мне сейчас пытаешься предъявить упрек, такой же, как и всем остальным, что ты отказался от страны или что-то еще, мне кажется, он летит куда-то мимо. Смотри, здесь, во-первых, не то, чтобы я тебя в чем-то пытался упрекнуть, это просто, ну, не знаю, пусть в комментах напишут, как люди думают на самом деле, считали ли они так про тебя или нет. По крайней мере, то, как я наблюдаю твою общественную деятельность, да, твои ролики, у меня было ощущение, что ты начал снимать интервью с какими-то людьми, прям скажем, ноунеймами, если ласково сказать, или просто не очень интересными людьми. Ну, это твое мнение. Ну, оно у меня вот такое. Я его открыто тебе высказываю. Да. Тебе стало неинтересно. То есть, кроме редких проблесков, вот самый распиздос — это Ланьков был. Вот охуенный мужик, классно, и он оказался еще тоже непростой. Супер, потому что супер мужик, ты как бы вот хотел, чтобы там Северная Корея была такая, а она оказалась не такая. И это прекрасно. Мы Это исследовали, очень он меня переубеждал, это совершенно замечательно. При том, что я и остался с ним во многих вещах не согласен. Да. При этом, да, и он еще поблагодарил товарища Сталина за свой социальный лифт. Да. Наверное, тоже ты был удивлен. Но это было прикольно. Вот это вот старый добрый Юра Дудь, которого мы Какое всегда смотрели. отношение это имеет к тому, что мое отношение к России поменялось? Я никогда тебя не спрашивал, какое у тебя отношение к России. Сейчас ну, у меня просто оно, например, не поменялось. Да? У меня Так наоборот. ты просто произносишь эту фразу, помазывая всех других людей, которые выступают против войны, что они Россию перестали любить. Давай, и когда ты про меня говорил, ты говорил, что он выступает против войны и выплеснул вместе с этим ребенка. Ну это же ложь. Это же ложь. А вторая часть этой цитаты, ты говоришь, что он до войны говорил, что в России все отлично. Это не ложь, это не полная. Я говорил до войны, что в России невероятная страна, офигенская, которую я люблю и мечтаю прожить там всю свою жизнь, и мы про это вам снимаем, но когда мы это снимаем, мы еще и показываем, какой здесь отстой происходит, как правило, из-за системы, которая построена в России политической. Система не такая плохая. Вот, ну и не самая лучшая. Вот, и то есть здесь две то ли неправды, то ли лжи в этой штуке. Поэтому боюсь, что ты не прав, Артемий. Ну, это очень хорошо, я был бы рад оказаться неправым. Видишь, пока твой канал на YouTube не стирают, значит, все нормально, можно в эту сторону идти. И вот ты не Манучи стерли, да, там все каких-то еще людей, которые вообще там ни словом, ни духом просто мимо шли, там Россию где-то похвалили, какие-то иностранцы тоже нахуй их каналы удалили. Значит, вот та модель безопасности информационной или личной, или еще что-то, которую ты для себя выбрал, она устраивает политику YouTube, значит, так можно. При этом ты производишь, конечно же, впечатление, 100% люди считают, что у тебя есть, ты как забыл вот все те достижения, которые ты всегда на них обращал внимание, и уехал в какую-то вообще другую сторону, в такое упадничество, в какое-то вообще непонятное что, типа иммиграцию, да, вот такую странную. Приведи пример. Оно вот структура является сообщением, то есть в данном случае. Ты так чувствуешь. Да. Ты так чувствуешь. Я так чувствую. Это не конкретный разговор, к сожалению. Ну смотри. Я приводил тебе конкретные примеры 5 минут назад, и это просто первое, что мне в голову пришло. Я не такой подготовленный. А это первое, что мне в голову пришло. То есть ты говоришь, я так чувствую, а примеров у тебя нет. И, к сожалению, многое в этом интервью было, когда ты говоришь, я так чувствую, но примеров у тебя нет. Да хорошо, я тебе скажу, почему я так чувствую. Потому что люди, которых ты стал звать на интервью, это люди с очень определенной точкой зрения, одной. Они играют в
вот в эти ворота свои либеральные. Их очень скучно смотреть, во-первых, потому что они выглядят в этом своем порыве там, порвать с Россией не очень умными, потому что у них все равно там остались бабушки, дедушки, собаки, дома, там, коллеги, которых они бросили и так далее, которым стыдно за Россию. Это обобщение. Как умею. Ну это, блин, Артемий, ты так закапываешься. Это фантастика. Стыдно за Россию. А ты же знаешь, чьи это слова? Кто? Чьи? Красильщика. Был у меня красильщик на интервью. От меня ты это слышал? От каких гостей ты слышал в последнее, я не знаю, время стыдно за Россию? Может быть, их было несколько. Ты, может быть, слышал, что как бы я там вместе с ним как-то в унисон подвывал и тоже говорил стыдно. Но это же абсолютно обобщение. Хорошо. Просто Да, это даже... абсолютно неверное обобщение, которое ты позволяешь в адрес Нет, всех. во-первых, спасибо, что ты меня образовываешь, рассказываешь, как нужно твои слова воспринимать, потому что я воспринимал то, что ты через своих гостей свою точку зрения хочешь донести. Ты А гости у тебя были что ты не смотришь, унылые. но говоришь. Твое право считать их унылыми, Я и я ни смотрю. слова бы за это тебе не предъявил. Ни слова. Ты не смотришь, тебе не нравится, твое право, так и выстроена история там, с производством контента и его доставки. Супер, у каждого свое мнение, абсолютно нормально. Но когда ты не смотришь и говоришь просто потому, что ты начитался кого-то в Фейсбуке, или Я тебе, смотрю, вот когда или интересно, тебе я нужно, досматриваю. Типа или лайково. потому что тебе нужно, вот просто нужно так приложить либералов, не знаю почему. Обрати внимание, я не с дивана не конструирую, почему ты так делаешь, и не произношу. Ты сейчас намекал на то, что Facebook YouTube тебя не удаляет по поводу того, что из-за того, что ты как-то вот проходишь грань, Россию вроде бы любишь, но не сильно. Обрати внимание, что за эти 3 часа, или сколько мы с тобой болтаем, вот, я, кажется, ни разу не сказал, что ты там, на контракте с администрацией президента, и поэтому Хотелось. классно себя чувствуешь. Ну, у меня же нет фактов. Я просто какие-то вопросы тебе задаю, и там весьма откровенно на них отвечаешь. Так вот, мне кажется, довольно неправильно не смотреть, но говорить. А то, что ты такой человек, который так может сделать... Я смотрю каждый раз. Я на тебя подписан в Инсте, каждый раз мне приходит отбивка, я подписан на тебя в Телеге. Сегодня, кстати, спам с тобой пришел. Я не знаю, знаешь ты или нет. Не спам, а левый канал. Ну, левый по твоим именем, там, да. какие-то мутные хуи там торгуют. Я думаю, что тебя 100 человек и так написало. И, собственно, YouTube мне тоже подсовывает тебя. Я смотрю все, что ты снимаешь. Но просто когда я начинаю смотреть из последних 2 лет, я смотрю первые 5 минут, начинаю зевать и просто включаю следующий ролик. Это твое право. «Синий трактор». Это твое право. Про скуку — это твое право. Я совершенно не собираюсь. Нет, у нас все-таки интересно. Я не буду тебя переубеждать, потому что это вкусовщина. Я говорю только про факты. А факты ты не привел. Факты относительно того, что я хожу, каюсь, говорю, как мне стыдно, Россия не моя страна, этого Хочешь нет. факт? Да. Вот тебя почему-то волнует дело Беркович и Петричук, Да. а меня нет. Знаешь, кого еще оно не ебет? 147 миллионов человек. Ты говоришь об этом деле только потому, что это методичка, условно, «Медузы», «Медиазоны», проекта и вот этих всех модных изданий. Они за это уцепились, за этот кейс. Всем людям в стране абсолютно глубочайшим образом похуй. Очень жалко девочек, что они получили 6 лет. Никому не желаю сидеть в тюрьме. Но я тебя уверяю, что информационно эта вещь искусственно разогнанная, нахуй никому не нужна. Сорян. И на этом мне есть что ответить, уважаемый Артемий. Я впервые за году, судебному процессу больше года, в 23-м, возможно, кто-то упоминал их из гостей, мне кажется, не задал ни одного вопроса за эти годы про Петричук и Беркович. Я задал их именно с тобой, ты сейчас их вспоминаешь. именно с тобой, потому что приговор только что вынесли, и из него следовал вопрос к тебе. Ты уже, наверное, это забыл, но я задал его именно потому, что я увидел вещь, про которую хочу тебя спросить. К ним пришли с наказанием за задним числом, и я задал вопрос, не боишься ли ты этого? И ко мне тоже пришли задним числом. Да, так бывает сейчас. Ну вот. И это вызвано... Я спрашивал не потому, что я думаю, что это всех волнует. Хотя и в целом вдуть никогда не был про то, что мы говорим, про то, что всех волнует. Тебя все охранники сидят, смотрят. Это приятно. 3 ролика за смену и домой пошел. Вопрос про голую вечеринку не звучал ни один, про какие-то другие тоже вещи ни один. Я задал этот вопрос, потому что мне увидел, надеюсь, никогда не пригодится, надеюсь, это никогда не будет актуально, я просто увидел какую-то связь, которая, возможно, подбирается к самым разным людям. Смотри, если тебе кажется, что я за всю вот историю последних пиздецов, которые свалились на наши головы, стал хоть чуть-чуть людоедским, то нет, я не стал. Я никого не хочу сажать, никого не хочу насиловать, никого не хочу убивать, никому не желаю ничего плохого.
На всякий случай. Просто любая оценка, любое пожелание любым людям, оно всегда исходит именно из этого. Ну, тогда коротко скажи. Но если ты настолько желаешь отсутствия победы в своей стране, то вот тебе 6 лет подумать, посидеть в своем литературном творчестве. Юр, объясни, почему это не людоедство. Объясни, почему это не людоедство. Это не мои слова. Это речь государственного обвинителя. Логика. Это только как бы в кавычках это надо произносить. Это не мой прямой текст «посиди, подумай». Если вдруг почему-то... Я думал, что ты чуть лучше и чуть глубже в текст смотришь. Если ты услышал про моих одноклассниц боль в интервью, значит, ты внимательно слушаешь тексты. Здесь почему-то не понимаешь, что это просто цитата, плакатным пером написано слова прокурора, или там военрука, или еще какого-то, не знаю, рыцаря с копьем, который государственный оглашает приговор. Это его слова, это не мои слова, это не мое мнение. Я не сажаю за спектакли. Я даже не пишу доносы, когда кто-то ставит спектакль. Если я вижу что-то, что мне не нравится, это вообще не моя специфика. Тебе в следующем году 50 лет. Каким ты видишь себя 50-летним? Все то же самое будет. Ты будешь когда отмечать? Не решил. Не знаю. До этого не отмечал. Последний раз в 40. Каким ты видишь себя 60-летним? Тоже не решил. Не отмечать, а себя как человек. Как ты думаешь, каким ты будешь через 10 лет? Что будешь делать? Как будешь Смотри, жить? я думаю, что поскольку вот та хуйня, которая сейчас происходит, она все равно закончится, люди все забудут, все переформатируется, случится мега-покаяние. Для начала... Покаяние? Конечно. Как покаяние. Те люди, которые там говорили всякие гадости, скажут: ой, нас обманывали, Украину я имею в виду. Я же с большим количеством народа переписываюсь. Есть люди, которые еще не боятся написать. Я знаю их настроение. Наверное, ко мне пишут только те люди, которые со мной готовы общаться. Это уже какая-то отдельная выборка. Это не все. Я не претендую на то, что я знаю всех. Кто-то просто залег на дно, потому что они не хотят лишний раз в переписке оставлять след, чтобы их там потом в СБУ на бутылку не посадили. Это другое. Есть люди, которые не боятся. Я знаю их чувство, что они думают. И я понимаю, как работает пропаганда, телевизор и переформатирование мозгов. Когда война закончится, будут розданы всем соответствующие объяснения, что, почему происходило, кого как обманули, кого... И еще там найдут кучу всякого говна, как расстреливали коллаборантов и так далее. Там ты же не переживаешь за этих людей, которые... Пришла Россия, и они, значит, стали работать с новой властью, потом Россия отошла, этих людей расстреляли. Ты об их судьбах не переживаешь. Тебе важно, что кого-то на 6 лет посадили за спектакль и за плохие слова о победе. А там гораздо больше трагедия, потому что эти люди уже не живы. Эти хотя бы через 6 лет выйдут, а те через 6 лет из могил не встанут. И, конечно же, они скажут, все забудут, это будет ровно то же самое, как с Чечней. Россия воевала с Чечней, и теперь чеченцы воюют с русскими на Украине, но только слова имеют другое значение. Они воюют вместе с русскими на Украине против людей с той стороны, против ВСУ. И то же самое будет с Украиной. Она точно так же переформатируется, все вернется обратно, все начнут снова, поскольку всем родственники, у всех все равно все связи, это все, конечно, вернется. И забудется. После гражданской войны забылось, после Второй мировой забылось, после любых событий все забывается, и дальше будет обычная жизнь. И в этом месте где-то мне примерно будет 60, наверное, и все забудут, что это вообще было, потому что память очень короткая у людей, и люди будут заниматься другими делами. Те процессы, которые сейчас происходят в России, очень важные, очень крутые. Россия в первую очередь начала тратить деньги сама на себя. Мы до этого построили 2 супермощные туристические индустрии в Турции и в Египте, и еще немножко в Черногории. Сейчас эти деньги остаются внутри страны, они тратятся на саморазвитие. А хорошо жить мы научились, и нет никаких предпосылок к тому, что сейчас нас вернут в брежневские времена, в мое детство с пирамидами из консервных банок на полках магазинов. У нас все хорошо. И в Москве вкуснее, чем в Европе, на всякий случай. Это не потому, что я кремлевский пропагандист на зарплате, а потому, что мне реально вкуснее. Я вот только что приехал из Англии и ел там в Эдинбурге в прекрасном суши-баре с охуенным видом на город. Вид пиздатый на миллиард, а еда говно. Вот реально даже в Якитории вкуснее. Блин, ты так это всегда продаешь, я, честно говоря, Слюни потекли? Нет, ты так это всегда продаешь, в том смысле, как будто это какая-то новость. Как будто уже немного лет в России было вкуснее, чем более-менее где-то. Вообще-то для многих новость. Сейчас ты потеряешь полаудитории, они от тебя отпишутся. Кто-то должен обращать внимание на то, что есть хорошее. А у меня вообще, между прочим, я сейчас с тобой сижу и говорю, ты в основном мне задавал вопросы как человеку с высказанной моральной позицией, потому что у меня есть такой вот проектик про новости, который я комментирую, спасая людей. И единственная ценность моего продукта, вот этого шоу-продукта, она заключается в том, что я рассказываю о событиях в мире без истерики.
Там я описываю самые чудовищные вещи, любой степени чудовищности. Ты иди нахуй, все. Но не хочет. Кремль прилетел. Я это делаю спокойным языком, спокойным голосом, со спокойной интонацией. Можно обсудить абсолютно все, что угодно. Нет запрета на темы какие-то. Любые темы можно обсуждать. Но есть какая-то последовательность, есть какое-то объяснение, где можно, я не журналист, но все-таки я немножко иногда копаюсь, чтобы узнать, что из чего состоит. Я это пересказываю. Но вообще это 5% того, что является моим достижением. Потому что у меня большая, хорошая, серьезная профессиональная жизнь, много лет. В следующем году будет 50 лет, и 30 лет будет студия. Это не хуй моржовый в нашей стране, где дизайн никому не нужен. Я вообще не использую это слово. Я стараюсь не использовать это слово, мне кажется, не использую вообще, но ты его легитимизировал, прокаяться, случится покаяние. Допускаешь ли ты ситуацию, что придется каяться тебе? Нет. А за что? Не знаю. Нет. У меня прекрасная, непротиворечивая моральная позиция. Она развивается. И поэтому ты можешь, конечно, показать мне какие-то мои слова, которые я говорил 5 лет назад, когда не было войны, пандемии. Сейчас у меня мнение повзрослело, я на что-то обратил внимание. Когда я готовился и общался с людьми, которые тебя либо знают лично, либо следят за тобой, либо твои фанаты, люди говорили самые разные вещи, и в том числе были 2 реплики. Можно я их зачитаю, а ты коротко отреагируешь. Конечно. Просто что ты про них думаешь. Первое. Лебедев, как Жириновский, питается славой. Циничный, умный и жизнерадостный чувак, который любит больше всего славу. Даже не деньги, а именно славу. Сколько здесь правды? Немного. И еще одно. Хуже не то, что Лебедев часто меняет свое мнение. Хуже, что он, чтобы оставаться троллем, пиздит слабых, но боится обидеть тех, кого пиздить нельзя. Хочет не как все, но плодит непроверенную информацию по важнейшим вопросам под камуфляжем собственного мнения и постепенно превращается в людоеда. Сколько здесь правды? Тоже какая-то хуйня написана. И финальное. В чем сила? В омах. Спасибо. Спасибо.